познакомимся с лидерами каждых команд, вышедших на спортивную площадку. В синей форме, в темно-синей форме это у нас игроки сборной команды города Якутска. Вот сейчас показывает вам сборную команду Северо-Восточного федерального университета. Приглашается стартовый состав команды города Якутска. Номер 1 Светлана Муратова, капитан команды. Номер 4 Светлана Шишкина. Номер 8 Александр Петренко. Номер 10 Татьяна Афонина, либеро команды. Номер 11 Анжелика Федорова. Номер 12 Яна Гармаева. Номер 13 Эвелина Васильева, главный тренер Светлана Муратова. Представили основной состав сборной команды города Якутска. До этого был представлен основной состав Северо-Восточного федерального университета. Представлю судей встречи. Первый судья второй категории Захаров Гаврил, город Якутск. Второй судья первой категории Семен Афанасьев, город Якутск. Секретарь встречи Слепцова Саина, Мегана Кангаласский Улус, помощник секретаря Иванова Аэлита. Вторая категория, город Якутск. Все готово к встрече. Прозвучал свисток судьи. Начинается первая партия. Первый нападающий удар доверили капитану команды города Якутска Светлане Муратовой. Ошибается капитан города Якутска. И первое очко зарабатывает сборная команды Северо-Восточного федерального университета. Да, грубую ошибку совершает игрок номер 12 города Якутска Яна Гармаева. Аут, улетает мяч после подачи Александры Павловой. 1-2. Простая перекидка через сетку. В поле попадает мяч. Еще становится 2-2. Простая скидка. Подключение с задней линии Анжелики Федоровой. 3-2. Соперники друг друга хорошо знают. Неоднократно встречались на чемпионатах республики и на различных соревнованиях, проводимых и в городе Якутске, и на иных муниципальных образованиях. Сборная команды Северо-Восточного федерального университета – это одна из титулованных команд. Победитель многих республиканских соревнований. Несмотря на молодость, девушки имеют очень огромный опыт спортивных баталий. Светлана Муратова подает. Команды пока друг друга проверяют. 4-4. 4-4. Не показывает пока полный свой арсенал.
В аут улетает мяч после подачи Светланы Муратовой. 5-4. 5-4. До этого девушки играли в спортивном зале села Чаран. Высокий блок закрывает доигровщика сборной команды университета. У нас Алена Калачева нападала. Яна Гармаева. В аут улетает мяч. Очередная ошибка. 6-5. Клавдия Федорова, второй номер. Хорошая подача. Немножко закинула ближе к сетке связующей команду университета. Поэтому не получился удар у Александры Павловой. Ну и сборная университета оставила пятую зону без защиты. Ошибается Александра Павлова при второй передаче. 7-6. И счет становится 7-6. На первых минутах игры сказывается волнение у девушек. Третья подача подряд не летит у сборной команды города Якутска. Ошибается Светлана Шишкина. А на подаче у нас Алена Калачева. Эйс не справляется с приемом Светлана Муратова. После подачи Алены Калачевой команда университета выходит вперед. Аут улетает. Третья подача Алены Калачевой. 8-8. Остается мяч в игре. Университет остался без атаки. Закрывают Алену Федорову. 9-8. Блокирующие команда университета. Закрыли ход. Это у нас Дарья Абросимова отличилась при постановке блока. Возвращают мяч в игру. Доводится до связующей. Хороший высокий съем у Александры Павловой. Центральная нападающая города. Сборная команды университета. Хороший акцентированный удар по задней линии. И очко у команды университета. Простая перекидка. И опять игроки сборной команды города Якутска оставили незащищенную пятую зону. И счет становится 11-8. Светлана Муратова в нападении. Хорошую защиту демонстрируют волейболистки университета. Мяч остается в игре. Долгий розыгрыш. Эвелина Васильева адресует мяч Светлане Муратовой. Светлана Муратова выигрывает 10-е очко. Перекидывает мяч через блок. Не успевают защитники поднять данную скидку.
Анжелика Федорова на подаче. Хороший прием. Да, не успевает. Немного не успела на этот мяч Анжелика Алексеева. Алгыстана Алексеева. Прошу прощения. Ну, успела сделать, принять правильное решение, скинуть мяч за блок. Хороший прием. Светлана Муратова. Снова скидка. Есть несогласованные действия между доигровщиками связующей сборной команды университета и проигрыш 10-го мяча. Эвелина Васильева, связующей команды города Якутска, подает. Хороший удар. Оставляют мяч. Немного не хватило Надежде Синтизовой этот мяч оставить в игре. Эвелина Васильева на подаче. Оставляют мяч. Блок Светланы Муратовой останавливает мяч. 12. Счет сравнялся. 12-12. Тринадцатое очко выигрывает команда города Якутска. И при счете 12-13 сборная команда университета берет тайм-аут. Немножко получилась сумбурная игра. Команда сборной университета. Это только начало первой партии, в целом встречи. Я думаю, что интересно еще все впереди. Эвелина Васильева продолжает подавать. Хороший прием. Александра Павлова. 13. Извиняюсь. Да, 7-й номер Александра Павлова. Приносит очко 13-й команде своей. Сравнивает счет. Да, напрашивался здесь. И напрашивалась скидка. 1-1. 12-й номер Яна Гармаева закрывает удар доигровщика сборной команды университета. Подключает 8-го номера сборной команды Якутска. В аут улетает мяч от блока. Замена в команде университета. Вместо игрока номер 6 выходит игрок номер 9. Анна Борисова.
Анна Борисова на подаче. Остается мяч в игре. Мяч долго держится в воздухе. Да, хотела Надежда Синтизова перекинуть мяч в пятую незащищенную зону. Не рассчитала высоту сетки и допустила ошибку. Яна Гармаева на подаче. Хорошая подача, акцентированная в шестую зону. 17-14. Разрыв увеличивается до 3 очков. 17-14. И снова Яна Гармаева подачей выигрывает 18. очко. Счет становится 18-14. Да, не рассчитала траекторию мяча после отскока от троса Анна Борисова. Ошибается Яна Гармаева на подаче. 15-18. У команды университета не хватает хороших атакующих действий. Пока только одни скидки. И в защите немного тут не дорабатывают. Поздно включаются в защитные действия. Видно было, что Светлана Гармаева Светлана Муратова не будет нападать. Трос смягчает мяч. Снова подключается с задней линии Светлана Муратова. Надежда Синтизова от блока отбивает мяч в аут. Алена Калачева. И снова не успевают на этот мяч волейболистки сборной университета, отскочивший от блока. И при счете 16-20 тайм-аут берет команда Северо-Восточного федерального университета. На подаче Александра Петренко. Низкий прием. Ошибается Клавдия Федорова. Второй номер сборной команды университета. И счет становится 21-16. Да, попадает в трос Клавдия Федорова. В аут улетает мяч после подачи Александра Петренко. Замена команде силового вместе игрока номер 9. Вернулся игрок номер 6. Алгыстан Алексеев. Вышла на площадку Алгыстана Алексеева, номер 6.
Светлана Муратова. В аут улетает мяч после нападения Александра Павловой. 22-17. Там много ошибок совершают в нападении игроки сборной команды университета. Повезло 18-22. сборной команде университета. Эвелина Васильева посылает мяч в аут. 18-22. Оставляют мяч игроки сборной команды Якутска в игре. Да, небрежная передача в четвертую зону. Мяч перелетает в сетку и улетает в аут. 23-е очко у команды сборной города Якутска. Ошибается Эвелина Васильева. 19-23. Застоялась. Двадцать 19. Двадцать 24-е очко зарабатывает команда города Якутска. И первый сетбол. Светлана Муратова. Отведенный прием. Ошибку у связующей сборной города Якутска Эвелины Васильевой фиксирует судья. 24. Первый сетбол не смогли выиграть игроки сборной команды города Якутска. 20-24. Диана Гармаева перекидывает мяч. Высокий блок в исполнении Дианы Гармаевой приносит сборной команде города Якутска 25-е очко. Первая партия за городом Якутском.
не мегу, мы на бензин. А так четверка на голову. Начинается второй тайм, второй сет встречи между командами Северо-Восточного федерального университета и городом Якутском. Ну, как я вам обещал, доведу путь обоих команд до полуфинала. Город Якутск был в группе А. В группе А были также сборная команда Амдинского улуса, Татинского улуса. Город Якутск выиграл команду из Амдинского улуса со счетом 3-2. Татинского улуса со счетом 3-0. Северо-Восточный федеральный университет – это группа Б. Вместе с университетом в одной группе были команды из Черепчинского улуса и Хангаласского улуса. Встреча за сборную Черепчи закончилась со счетом 3-2 в пользу команды университета. А встреча между Хангаласским улусом университет убедительно выиграл со счетом 3-0. В 1/4 финала город Якутск встречался с волейболистками из Алекминского улуса. Сборная города Якутска в этой встрече одержала победу со счетом 3-1. А сборная команда Северо-Восточного федерального университета выиграла со счетом 3-0 сборную команду Хангаласского улуса. Такой путь они проделали в течение 4 соревновательных дней. 1-0. Ну, и на 5-м соревновательном дне встречаются эти команды между собой. 1-0. Сборная команда университета повела в счете. Ошибается первый номер Дарья 1-1. Просимова. Счет становится 1-1. Светлана Муратова. Ошибка у Эвелины Васильевой. 2-1. 2-1. Несильный нападающий удар в исполнении Алены 3-1. Калачевой приносит очередное очко команде университета. Светлана Шишкина не увидела отскочивший от блока мяч. И снова в нападении Алена Калачева. Не успела на блок Алгыстана Алексеева. Высокорослая волейболистка с 12 номером Яна Гармаева выиграла очко на подаче Яна Гармаева. Хорошая подача. Ошибается игрок номер 6 Алгыстана Алексеева. 3-3.
Замена команде Севуфу. Вместо игрока номер 6. На площадку выходит игрок номер 10 Саяна Жиркова. Замена в команде университета. Выходит игрок номер 10 Саяна Жиркова на место доигровщика во второй зоне. Сетку подает Яна Гармаева. 4-3. 4-3. Вышедшая на замену Саяна Жиркова на подаче. Эйс! Не справляется с приемом либера команды города Якутска. 5-3. Татьяна Афонина. Снова с подачи выигрывают игроки сборной 3. университета очко. В этот момент и снова отведенный мяч в приеме. Город Якутск остается без нападения. Посмотрим, что придумает команда университета. Практически ничего не получилось. Да, чересчур близко подошла к центру игрок номер 1 Дарья Просимова. 4-6. Не смогла оставить мяч, и с ее рук мяч улетает в аут. Светлана Шишкина, 4-й номер, основной игрок города Якутска. Подключает 4-ю зону. Простая скидка. 3-я зона. Касается сетки Алена Калачева. И 5-е очко выигрывает команда 5-6. города Якутска. Начинают двигаться игроки сборной университета в защите. Светлана Шишкина. Хорошая доводка. Не понимает друг друга связующий доигровщик. Ну и получает ответку от волейболистов города Якутска. 6-6. Счет сравнялся. 6-6. Второй брейковый мяч выигрывает игроки города Якутска. Второй номер Клавдия Федорова выигрывает 7-6. 7-е очко. Идет подавать Клавдия Федорова. Хорошая подача. Подключается 7-й номер Павлова Александра. Мяч остается в игре. От блока Надежды Синтизовой мяч улетает в аут. 7-е очко. 7-7. После удара Александра Петренко мяч улетает от блока в аут. И снова без нападения остались игроки университета. Семь. Ошибается связующий при второй передаче. Поднимают мяч. Не готовы к атакующим действиям волейболистской сборной университета. И ошибается Анжелика Федорова. Мяч улетает в аут. Светлана Муратова. Блок смещает ее удар. Вовремя подстраховали. Хорошая доводка.
Застоялась на задней линии Аяна Жаркова. Не смогла 8-9. оставить мяч в игре. Вот тут вот долю секунды задержалась. И мяч улетает от ее рук в аут. Сама себя подстраховала Дарья Просимова. Светлана Муратова. Блок-аут. Блок. И мяч попадает в площадку. Счет 9-9. Тайм-аут. Команда Счет Сибирь. 9-9. Да, линейный судья зафиксировал то, что мяч после блока упал в упал на площадку. А так, Саша, чуть Ошибается после перерыва Анжелика Федорова. 10-9. 9. Светлана Муратова. Да, ошибается Елена Васильева. 11. Пасуя за спину Светлане Муратовой. Хорошая доводка. Не стала нападать Александра Павлова. И опять же остались без подстраховки игроки сборной университета. 10. 11. И потеряли простой мяч. 11-11. Хороший прием. Замена команде. Сборная команды Вместе игрока университета 7. зарабатывает На площадку очко выходит номер 3. после Лилия нападающего Яковлева. удара Дарьи Опросимовой. Лилия Яковлева на подаче. Хороший удар в исполнении Светланы Шишкиной. Попадает 11, ровно 12. в первую, практически в край, на лицевую линию первой зоны. Светлана Муратова. В аут улетает мяч. 13-11. 13-11. Дают поиграть сборная команда Якутска университетской команде. И опять в простой ситуации ошибается Клавдия 12, Федорова. 13. Практически на носочках хотела закрутить мяч. Яна Гармаева на подаче. В сетку попадает Яна Гармаева. 14-12. 14-12. Волейболистам сборной университета надо максимально использовать ошибки своего соперника.
8 номер Александра Петренко, сборная города Якутска. 15-12. После того, как оставили сложный мяч девушки в игре. Подключение первого и третьей зоны. Получилась атака у Клавдии Федоровой. 16-12. Поле показывает линейный судья. Потихоньку начинают разыгрываться игроки сборной команды Якутска. Но, к сожалению, Надежда Аяна Жаркова 16. ошибается при подаче. Мяч улетает в аут. Светлана Шишкина. Да, усложнила подачу Светлана Шишкина. Сама нападает. Оставляют мяч в игре. Немного низкий по высоте мяч для Клавдии Федоровой. Еще раз подключается Клавдия Федорова. Оставили мяч в игре. Алена Калачева в действии. Еще раз Калачева Алена. Да, если бы сейчас либеро задел мяч, засчитали бы за ошибку. Она шла поднятыми руками для паса. Вот сейчас увидим эти действия. Не показали. И вовремя убрала руки. 17-13. Очень нервная игра. Ошибается Клавдия Федорова. 14-17. 14-17. Александра Петренко, 8 номер. Наконец-то начинает отрабатывать свое амплуа Александра Павлова. Она в основном играет в третьей зоне. Центральный нападающий, центральный блокирующий. 18-14. Без блока нападает Дарья Просимова. Оставили без блока основного доигровщика сборной команды университета. Да, недоработка своих функциональных обязанностей на площадке. 14, при счете 14-19 первый тайм-аут взяла команда города Якутска. Вторая партия. Счет 18-14. Алена Калачева, 8 номер. Одиннадцатый номер Анжелика Федорова выигрывает 15-е очко. И идет сама подавать. Нападала через Дарью Просимову. Скидка со второй линии. Грамотно распорядилась мячом Эвелина Васильева. Но связующий, конечно, должен видеть все, что творится на площадке соперника, в том числе и открытые зоны. И пятая зона осталась открытой. Не справляется с приемом 12 номер
Наталья Рощина хватается за голову. Конечно, обидно. Номер 2 на площадке выходит игрок номер 9 Анна Борисова. Анжелика Федорова на подаче. Хорошая подача. Эйс в исполнении Анжелики Федоровой. Да, 18-19. подавала она прямо на вышедшую на замену Анну Борисову. Практически второй мяч выигрывают с подачи волейболистки сборной города Якутска. Радуются девчата. Очередной тайм-аут берет команда, сборная команда университета. Сложная подача Анжелики Федоровой позволила сборной команде города Якутска набрать подряд 2 очка. Анжелика Федорова тоже опытный игрок, давно играет за сборную города Якутска, участвует практически во всех соревнованиях. И опять же все девчата сместились в передней, 20-19. сместились вперед, оставили заднюю линию, задние зоны открытыми. Первая, шестая, пятая открытыми. Сетки коснулась 21-19. первый номер сборной команды университета, да, после удара по мячу. «22 очко с подачи зарабатывает команда 22-19. города Якутска. И счет становится 22-19. В аут посылает мяч Яна Гармаева. 20-22. Надежда Синтизова на подаче. Ошибается Анжелика Федорова. Вроде мяч уже был 21-22. возвращен в игру Светланой Муратовой. Да, не поддержала ее старания Анжелика Федорова. Хороший удар в исполнении Яны Гармаевой. Светлана Муратова забивает мяч до пола. 23-21. 23 очко зарабатывает команда города Якутска после хорошего нападающего удара Светланы Муратовой. Прием. В поле попадает мяч. 22 очко выигрывает команда университета. Да, обратная замена. Возвращается Клавдия Федорова на площадку. Клавдия Федорова зарабатывает 23 очко. Переиграла тройной блок в третьей зоне. Да, немного
запоздала со своим блоком Светлана Шишкина. И при счете 20-20, 23-23 тайм-аут берет команда города Якутска. Спокойно. Спокойно примите сейчас. Просто поднимите вверх. Мы разберемся. Ну, сейчас хорошая расстановка, да, боевая у сборной команды города Якутска. На передней линии основные доигровщики команды. Это Светлана Муратова, Светлана Шишкина. Поэтому Светлана Муратова говорит, необходимо принять, довести мяч до связующей. И центральная блокирующая Яна Гармаева. Самая сильная передняя линия. Не справляется со своими эмоциями Александра Павлова. 24, И первый сет 23. у сборной команды города Якутска. Светлана Муратова, капитан команды города Якутска, на подаче. Ошибаются девушки Вторую партию со счетом сборной университета 25-23 выиграла команда города Якутска. при приеме. И вторая партия закончилась счетом 25-13 в пользу города Якутска. Да, не успела переместиться назад первый номер Дарья Просимова. Помешала своему либеро. Начало третьей партии. Как мы уже видели, две партии за сборной командой города Якутска. Равная игра. Практически. При равной игре меньше ошибок допустила команда сборной города Якутска. Выиграла обе партии. Надежда Синтизова, номер 11, игрок сборной университета, готовится подавать. Прозвучал свисток. Счет 0-0. Начало третьей партии.
Светлана Муратова оставляет мяч в игре либеро команды университета. Отыграли в защите девчата университета. И опять же грубая ошибка, непростительная 1-0. у игроков сборной команды университета. Немножко не успевала Дарья Абросимова на этот мяч. Елена Васильева подает. Хороший прием. «2-0». 2-0. В пользу команды университета. И в пользу команды города Якутска. Светлана Шишкина. Яна Гармаева. Подстраховывает Светлана Шишкина. И от одиночного блока Светлана Муратова зарабатывает третье очко. 3-0. Игроки сборной города Якутска уже начали более раскованно играть в третьей партии. Да, в кармане уже 2 выигрышных партии, поэтому им уже возможно играть более свободно, раскованно. Блок закрывает Дарью Абросимову. 4-0. И счет уже становится 4-0. Да, сложно будет отыгрывать эти мячи для сборной команды университета. Хороший прием. Дарья Абросимова. Подстраховала Яна Гармаева свою блокирующую. «5-0». Разрыв 5-0. постепенно увеличивается. Немного, да, близко к сетке 1-5. пошла передача. Не успевала на эту передачу Яна Гармаева. И высокий блок команды университета закрывает. 1-5. Первое очко выигрывает команда университета в этой партии. И ошибается. Очередную ошибку допускает 6-1. Александра Павлова. Капитан команды сборной города Якутска Светлана Муратова. Счет на табло 6-1. Аут. Подарок от Светланы Муратовой. 2-6. Дарья Абросимова подает. Хороший прием. Светлана Шишкина зарабатывает 7-е очко.
Да, сегодня не летит подача у Яны Гармаевой. Уже 7. какая подача подряд у нее улетает либо в аут, либо в сетку. А Яна Жиркова обменялись любезностями 8-3. волейболистки обеих команд. Да, не попала по мячу Яна Жиркова. Это Светлана Шишкина. Чехлят 9-3. Клавдию Федорову. Да, пробивала вход. А этот вот был закрыт блоком. Еле успела на этот мяч игрок команды университета. Да, в аут улетает мяч от рук 10-3. Натальи Рощиной. 10-3. Самая большая разница в счете третьей партии и в матче, и в этой встрече в целом. Аут. Улетает мяч 4-10. после нападающего удара Александра Петренко. Клавдия Федорова, второй номер. Подачей заработала команда университета очко. Замена команды сильных вместе Еще становится 5-10. на площадку выходит игрок номер 9 Анна Борисова. Замена в команде университета. Вышла на подачу Анна Борисова. Не помню, как в прошлый раз. Хорошо подавала Анна Борисова. Закрывают блоком нападающий удар 6-10. Светланы Муратовой. У нас отличилась игрок номер 7 Александра Павлова. 6-10. Хороший прием. Светлана Шишкина. Александра Павлова. Изменила направление полета Светлана 11-6. Шишкина. Зарабатывает 11 очко за своей команды. Хороший прием. Не получился нападающий удар у Александра 12-6. Павловой. 12 очко выигрывает команда города Якутска. И снова ошибка 7-12. у связующей команды города Якутска. Да, ошибка. 8 номер Алена Калачева на подаче. Хороший прием. Не подстраховали Анжелику Федорову. Мяч от блока попадает 12. обратно в площадку. Осталась открытой первая зона. Подключается Светлана Муратова. Блокаут. И 13 очко у команды города Якутска. 13-8. Да, к сожалению, ошибается 9-13. Анжелика Федорова.
Хороший прием. Сброс в 14, исполнении 9. Светланы. Скидка в исполнении Светланы Муратовой. Да, снимает с рук Эвелины Васильевой мяч Светлана Муратова. Вместо игрока номер 7 на площадку вернулся игрок номер 3. Замена команде Соуфу вместо игрока номер 9. Возвращается на площадку Клавдия Федорова. Игрок под номером 2. Подача без свистка. 10-14. При счете 10-14 на подаче команда университета. Хорошая подача. В аут улетает мяч. Немножко не рассчитала Светлана Муратова. 11-14. В антенну попадает Дарья Абросимова. 15-11. Блок высокий Яны Гармаевой. Закрывает 16-11. она Клавдию Федорову. Да, узкий был мяч для Клавдии Федоровой. Помешала Клавдия Федорова Аяне Жирковой. В счете С Аяне Жирковой. 11-17. Тайм-аут команды Соуфу. И очередная ошибка на стороне команды университета. Она четверка вообще знает, она немец не мяч. Если не доезжает, а немец доезжает. И оттуда он по куполам нападается. Кое-как отдавит и все. Блок. 17-11 в пользу команды города Якутска. Третья партия. На подаче Светлана Муратова. Дарья Присмова нападает. И снова Дарья Просимова попадает в площадку. 12 очко зарабатывает команда университета. Да, перекидывает двойной блок. Восемнадцать, 18-12. Аут. Сегодня вообще не получается у Яны Гармаевой с подачей. Саяна Жиркова будет подавать. Блок-аут. Блок смягчает нападающий удар. И опять начинают мешать друг другу игроки
сборной университета. Светлана Муратова. Клавдия Федорова скидывает мяч за блок, находит незащищенное место на площадке 14. сборной команды города Якутска и выигрывает очередное очко. Хорошая подача, немного отведенный прием. Да, ошибается Светлана Шишкина. При счете 18-30. И при счете 18-15 тайм-аут берет команда города Якутска. Спокойно забьем и перейдем. Не останавливаемся. Саша, Светлана Муратова говорит, необходимо. Тройки, все в котелке. Первая задача — это сняться и перейти. Саяна Жиркова продолжает подавать. Команда города Якутска готовит комбинацию. Светлана Шишкина зарабатывает 19-е очко. Идет на подачу. Уверенно играет, проводит встречу Светлана Шишкина. Практически без ошибок. Светлана Муратова не справляется в защите. Замена команде Симфу вместе с 16 очко зарабатывает вернулся команда игрок номер 7 Александра Павлова. университета. Возвращается на площадку Александра Павлова. На подаче у нас Клавдия Федорова. Да, справляется со сложным 20-16. мячом центральной блокирующей команды города Якутска. Находит незащищенное место. И выигрывает очередное 20-е очко для команды города Якутска. Не справляется с приемом Наталья Рощина. И 21-е очко выигрывает Тайм-аут команды сборная команда города Якутска. Тайм-аут берет сборная команда университета при счете 16-21. Да, сложно будет, наверное, отыграть сейчас в концовке этой партии 5 очей у команды города Якутска. Команда города Якутска на подъеме. Практически все получается. Блок Светланы Муратовой приносит своей команде 22 очко. Семнадцать 22. 17-22.
Долгий розыгрыш мяча. Дарья Просимова атакует. Светлана Муратова. Блокаут. 29-17. Улетает мяч. 23-17. Да, хорошо играют в концовке, проводят концовку этой партии игроки сборной команды города Якутска. Остается мяч в игре. После сильного удара Яны Гармаевой подключает Светлана Муратова. Блокаут. 24 очко завоевывает команда. 24-17. Выигрывает команда города Якутска. На площадке сборной команды города Якутска царит веселое настроение. Остался один матчбол. Команда города Якутска выигрывает третью партию 25-17 и выигрывает встречу со счетом 3-0. Одержала команда города Якутска. И выходит в финальную часть соревнований. Поздравляем волейболисток сборной города Якутска с победой. Пожелаем дальнейших успехов на 8-х спортивных играх народов Якутии. Да, хорошо подготовилась к этим соревнованиям сборная города Якутска. Ну а сборной команды университета тоже пожелаем победу в следующих игровых матчах. Много времени проводите на ногах? Сложно выбрать, удобно или красиво. Представляем вам летнюю обувь «Комфорт». Эти кроссовки подойдут и женщинам, и мужчинам. Они имеют широкий размерный ряд от 37 до 45 и универсальный дизайн. Идеальная пара. Удобная, долговечная и недорогая. Невероятное предложение! Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Кроссовки представлены в 5 цветах: бордовый, светло-серый и темно-синий, а также в классических черном и белом цветах. Светло-серый идеально дополнит современный повседневный образ.
Бордо подойдет ярким энергичным женщинам, предпочитающим более элегантный стиль. Темно-синие или серые идеально впишутся в мужской гардероб, а черные или белые – это нестареющая классика, которая будет уместна в любом образе. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Подошва кроссовок амортизирует при ходьбе. Эффект достигается благодаря особому вспененному материалу, из которого она сделана. Верх кроссовок сделан из сверхпрочного износостойкого сетчатого материала. Благодаря своей особой структуре он позволяет ноге свободно дышать. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Закажите кроссовки «Комфорт» на лето себе и своим близким. Благодаря тянущимся свойствам верха, летние кроссовки «Комфорт» подойдут на ногу любой полноты. В летних кроссовках ваша походка станет более легкой и быстрой. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Будьте спокойны, если у вас широкая нога или высокий подъем. Кроссовки удобно сядут на любую ногу благодаря эластичности материала. Кроссовки «Комфорт» совершенно невесомые. Купив кроссовки «Комфорт», вы сразу оцените эту невероятную легкость в ногах. Сделайте заказ прямо сейчас. Красиво? Да, но главное, очень комфортно. Ведь в летних кроссовках не только удобная гибкая подошва, эластичный верх, но еще и дышащая стелька, что особенно важно в жаркую погоду. Кроссовки «Комфорт» стираются в обычной стиральной машине. Они легко очищаются, быстро сохнут и не теряют форму. Вы можете купить эти кроссовки не только себе, но и в подарок. Вам просто нужно знать размер. Это идеальная дистанционная покупка. Наши кроссовки садятся на ногу любой полноты и подъема. Эта универсальная модель подходит и мужчинам, и женщинам. Размерный ряд от 37 до 45. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Звоните прямо сейчас. Предложение ограничено.
Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 17 часов состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. Ничего не изменилось, тот же голос, тот же взгляд. Не молчи, скажи, что очень рад. Ты совсем другая, я не знаю, что сказать. Столько лет прошло, тебе решать. А ты забудь о былом, наши ссоры всегда ни о чем. Ну зачем слова, все ясно без слов. К нам опять пришла большая любовь. Наши чувства вновь на чаше весов. Между нами вновь большая любовь. Я опять хочу в страну нежных грез. Возвратилась к нам большая любовь. В моем сердце вновь забытая дрожь. Между нами вновь большая любовь. Эта встреча не случайность, нас любовь с тобой свела. У любви дорога не одна. Сердце заново забилось, я нашел, что потерял. Я от счастья долго убегал. А ты забудь о былом, счастье может быть только вдвоем. Ну зачем слова, все ясно без слов. К нам опять пришла большая любовь. Наши чувства вновь на чаше весов. Между нами вновь большая любовь. Я опять хочу в страну нежных грез. Возвратилась к нам большая любовь. В моем сердце вновь забытая дрожь. Между нами вновь большая любовь. Большая любовь! Большая любовь! Большая любовь!
моя любовь. Кукуруза, горячая кукуруза. Кукуруза. Мой океан, с тобой остаться на исходе дня. Ты целый океан внутри меня. Я тону так легко. Забрала мысли с собою, заполнила, украла, и не важно мне теперь, что было до тебя. Как мне тонуть в тебе, волнами не спеша. Мой океан, с тобой остаться на исходе дня. Увидеть, как блестят твои глаза. Забыть про все, что было до тебя. Не спеша, мой океан, с тобой остаться на исходе дня. Ты целый океан внутри меня. Я тону так легко. Ты моя, от этих слов кружит голову. Глубина невесома, как вуаль, и мне уже не жаль. Мне все, что есть, отдать ради тебя одной. Мой океан, с тобой остаться на исходе дня. Увидеть, как блестят твои глаза. Забыть про все, что было до тебя. Не спеша, мой океан, с тобой остаться на исходе дня. Ты целый океан внутри меня. Я тону так легко. Мой океан. С тобой остаться на исходе дня. Увидеть, как блестят твои глаза. Забыть про все, что было до тебя. Не спеша, мой океан, с тобой остаться на исходе дня. Ты целый океан внутри меня. Я тону так легко.
С тобой остаться на исходе дня. Ты целый океан внутри меня. Я тону так легко. Былыргы, былжактах жылым, быралыяр, бырамаңмында тыгары, урукку оқсула жылым, уларыяр, улага уарга тыгары. Ойон тақсары күннек, уалан баранар улак, орты туру баран дойду, үеске.
Сырдык сылас сардаңа, айылардан сағылан, тиен келін сандаран, ұғық күне барақсан, үрің тунақ ұғығы, өре көті көрсіқке, ағу қайы тойуғу, өрі тұтан әтеқе, Қапсағайдан мастардыған, кылы санар, қобақтанар, тәнәқтерін бұлбаттар, үрін тунақ ұғығы, өрететі көрсіқке, ағу қайы тойуғу, өрі тұтан әттеқе, ұйғы бұян делейді, Кыталығы санатан, кынтал жиған үңгілен, кырдалар бар даялар, үрін тунақ ұғығы, өрекеті көрсіқке, ағу қайы тойуғу, өрі тұтан әттеқе, ұйғы бұян делейді,
Уважаемые телезрители, буквально через несколько минут состоится вторая игра между женскими командами Намского Улуса и Усалданского Улуса, хозяевами данных соревнований. С высоты птичьего полета нам показали спортивный зал Мандаба, где проходят с 4 числа спортивные баталии на волейбольных площадках. К вашему вниманию представляет две девушек сборной команды Усалданского и Намского Улусов. Сборная команда Усалданского Улуса в синей форме. Сборная команда Намского Улуса в белых футболках, в черных шортах. Первая игра. Все готово к началу второй игры. Команда Усалданского Улуса представляют судьи, определяют судейскую бригаду, которая будет обслуживать игру. Город Якутск. Судьи на линии: Геннадий Назаров, город Якутск, Влад Герасимов, город Якутск. Секретарь матча Агафья Терентьева, город Якутск. Главный судья Анатолий Чемерганский, первая категория, город Якутск. Представили вашему вниманию судейскую бригаду. На матче присутствует председатель Организационного комитета 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. За своих земляков пришел поболеть заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Об этом объявил секретарь встречи. Представляю стартовый состав команды Намского Улуса. Номер 1 Яна Парникова. Номер 2 Виктория Чикачева. Номер 4 Лилия Петрова. Номер 5 Заина Новгородова. Номер 9 Аина Жирготова, капитан команды. Номер 12 Диана Готовцева. Либера номер 3 Кристина Сафронова. Главный тренер Павлов Геннадий. Представили основной состав. Представляю стартовый состав команды Усалданского Улуса. Номер 1 Александра Тихая. Номер 2 Татьяна Завлуская. Номер 3 Анна Готовцева. Номер 4 Зетма Балданова. Номер 10 Мечья Калининская, капитан команды. Номер 11 Виргиния Евдокимова. Либера номер 12 Ника Амосова. Главный тренер Максим Амосов. Представили стартовый состав команды сборной Усалданского Улуса. На вторую встречу собралось много зрителей поболеть за свои команды. На подаче сборная команда Усалданского Улуса. Первый номер Александра Тихая. Вы слышите
поддержку болельщиков у Салданского Улуса. Так, команды готовы. Свисток прозвучал. Поехали. Хорошую защиту демонстрируют игроки сборной Салданского Улуса. Первое очко зарабатывает команда Намского Улуса. Нападала Анна Готовцева. Ну, сейчас девчата, наверное, в начале партии будут пристреливаться. Хорошая доводка. Не стала нападать Мичея Калининская. Блок замещает мяч. Обе команды демонстрируют хорошую защиту на задней линии. Поднимают скидку намские волейболистки. Мичея Калининская. Хороший удар в исполнении доигровщика намской команды. Сетки касается Мичея Калининская. И второе очко зарабатывает команда Намского Улуса. Хорошо, эффективно сыграла на блоке Саина Новгородова, центральный блокирующий Намского Улуса. После сильного удара Анны Готовцевой мяч попадает в площадку от рук Лилии Петровой. И первое очко зарабатывают хозяева данных соревнований. Блок. Мичея Калининская сбрасывает мяч за блок. Шестой номер команды Намского Улуса. Аина Жирготова, 9-й номер команда Намского Улуса, приносит очередное очко своей команде. Первый номер Лена Парникова. Вау. Чуть-чуть перелетел мяч в линию площадки. 3-2. Намская команда впереди. Ну, а на подаче Татьяна Заболотская. Не получается с приемом у волейболистов Намского Улуса. 3-3. Болельщики активно поддерживают свою команду. Судья усмотрел ошибку. Мяч переходит в сторону команды Намского Улуса. 9-й номер Аина Жирготова. Хороший прием. Накат в исполнении Тегены Богдановой. Немножко не успевает переместиться к центру защитник сборной Усалданского Улуса. Это у нас Анна Готовцева. Хороший прием. Не получается в нападении у Мичеи Калининской. Продолжает подавать Аина Жирготова. К сожалению, мяч улетает после подачи Аины Жирготовой в аут. 4-0. 4-6, извиняюсь.
Ошибка при второй передаче. Остались намские волейболисты без нападения. Постраховали своих игроков солданские волейболисты. Сильнейший удар в исполнении Сезегме Болдановой приносит очко 6-е. Хороший удар продемонстрировала Болданова. Счет уже 6-6. Да, не справляются с приемом намские волейболистки. 6-7. Тайм-аут. И сразу при счете 6-7 тренер команды намского улуса Геннадий Павлов берет тайм-аут. Да, сейчас очень ответственные встречи, игры, победа, путевка в финал. Максим Амосов, главный тренер команды Усалданского улуса, дал конкретные рекомендации своим игрокам. Болельщики заводят свою команду. Немного не хватило оставить мяч в игре Анне Готовцевой. 7-7. Счет сравнялся. Перерыв пошел на пользу команде намского улуса. А на подаче у нас Саида Новгородова. Хорошая подача. Да, задевает в последний момент мяч Сезегме Болданова. И 8-е очко. И 2-е подряд зарабатывают намские волейболистки. Аккуратно оставляют мяч девчата у Солданского улуса. Блок смягчает мяч. Сброс в исполнении Болдановой. И очко зарабатывают волейболистки у Солданского улуса. Да, стояла неготовым волейболистка намского улуса в 6-й зоне. Блок закрывает. Простая скидка в первую зону. Да. Анна Готовцева попадает в трос. Волейболистки намского улуса выходят вперед. Лилия Петрова на подаче. Справляется с приемом. Да, немножко отведенный пас в 4-ю зону. Скидка. Ждут эту скидку. Еще раз Анна Готовцева. Сетку задевает Виктория Чикачева. Доигровщик команды намского улуса. И счет становится 9-9. Подключают Александру Тихонову в 3-й зоне.
связующей команды у Салданского Улуса. Да, но, увы, после ее нападающего удара мяч улетает в аут. Анна Амосова. Замена в команде у Салданского Улуса. Вышла на площадку игрок под номером 6 Анна Амосова. Очередное очко зарабатывает Аина Жерготова, 9-й номер сборной команды Намского Улуса. Исправляется в защите Сесигме Болданова. Подключают к нападению Александру Тихую. Подстраховала сама себя Александра Тихая после блока. Мощный удар в исполнении Аины Жерготовой в одиночном блоке. Разбирается с одиночным блоком Аина Жерготова. И счет становится 12-9. Впереди команда Намского Улуса. Продолжает подавать Лиана Парникова. Хороший прием. Еще раз играют через Анну Готовцеву. Да, не получается у Анны Готовцевой. Замена в команде. Нападающий удар. Вместо игрока номер 3 на площадку выходит игрок номер 8 Марина Забловская. Сразу главный тренер меняет Анну Готовцеву на Марину Заболоцкую. Игрок под номером 8 вышла на площадку на место доигровщика. Лиана Парникова готовится подавать. Атака через Александру Тихую. Забивает мяч Александра Тихая. Завоевывает 10 очко для своей команды. Блокаут. Скандируют болельщики Усалдан. Хороший прием. Снова удар в исполнении Аины Жерготовой. Но мяч, к сожалению, улетает в аут. Александра Тихая будет подавать. Ничья Калининская начинает зарабатывать первые очки. 12-12. Александра Тихая продолжает подачи. Хорошая подача в исполнении полетела в исполнении Александры Тихой. Еще уже становится 13-12. Справляются с приемом. Закрывают Аину Жерготову. Судья зафиксировал чужой мяч. Нет.
извиняюсь, не чужой мяч, а игрок перекидывал, игрок второй линии перекидывал мяч через сетку. Это практически считается как бы заступ. Хорошая подача. Оставляют мяч в игре. Вышедшая на замену Марина Заболоцкая. И снова хороший нападающий удар от Мичьей Калининской. Приносит 15-е очко у солданской команде. Немного не успела достать либера команды Кристина Сафронова. Не смогла заработать на блоке, но игрок номер 8 Марина Заболоцкая сбрасывает мяч и выигрывает 16 очко. При счете 12-16 берет тайм-аут команда Намского Улуса. Хороший отрезок провели игроки сборной команды у Солданского Улуса. Максим Амосов лично инструктирует свою подопечную. — 16-12 счет в первой партии. Хозяева ведут в счете. Игра через третью зону. Нападение от Аины Жерготовой. Не разобралась в этой ситуации либера команды Кристина Сафронова, хотя это был ее мяч. — 17-12. Да, опять не получается с приемом у Виктории Чикачевой. Снова отведенный прием. Ошибается, к сожалению, Аина Жерготова. В трос попадает Аина Жерготова. Ошиблась Александра Тихая при подаче. Только с ошибки Александры Тихой пришлось сняться намской команде. 13-19. Марина Заполоцкая нападала со второй зоны.
10-й номер. Мичей Калининская, капитан команды сборной команды Усалданского улуса, приносит 20-е очко. Вернулся игрок номер 3. Обратная замена в усалданской команде. Анна Готовцева на подаче. Хорошая подача. К сожалению, ошибается Виктория Чукачева, подключаясь с задней линии. — 21-13. Счет в первой партии. Перевод в четвертую зону. Сесегма Балданова приносит своей команде победное 22-е очко. Эйс в исполнении Анны Готовцевой. Хочется отметить, что игроки сборной команды Усалданского улуса очень стабильно подают. Допустили только одну ошибку при подаче. Не стала сильно бить Сесегма Балданова. Сбросила мяч в четвертую зону. Площадку соперника. Не успевает на этот мяч сброшенный Виктория Чукачева. И 24-е очко выигрывает команда Усалданского улуса. Первый сетбол. И на подаче Анна Готовцева. Замена в команде Дамского улуса. Вместо игрока номер 1 вышла игрок номер 7 Алика Иванова. Грамотно поступает Анна Готовцева, подавая вышедшего на замену игрока. Но, к сожалению, теряет усалданская команда 14 очко. 24. Не смогла перебросить через блок Анна Амосова. 14-24. На подаче Алика Иванова. Остается мяч в игре. Аут. Улетает мяч после нападающего удара Аины Жерготовой. И со счетом 25-14 выигрывает команда Усалданского улуса. Тем самым порадовала своих болельщиков. Да, хорошо сыграла команда Усалданского улуса первую партию. Практически на одном дыхании прошли девушки весь матч. Всю первую партию.
Нам показали прекрасное мгновение игры в первой партии команд Усалданского улуса и Намского улуса. Вся борьба еще впереди. Первая партия в волейболе, это считается как бы разведочная. Вторая партия начинается. На подаче Виктория Чикачева. Игрок номер 2. Сборная команды Намского улуса. Прием. Просто перебрасывают сейчас мяч через сетку игроки обеих команд. Девятый номер Аина Зурготова. К сожалению, мяч улетел в аут. 1-0. Анна Готовцева подает. Эйс в исполнении Анны Готовцевой. Не справляется с приемом Кристина Сафронова, либеро команды Намского улуса. Очень стабильная подача у Анны Готовцевой. Справляется с приемом. Да, не достает этот мяч, улетевший за антенну Аина Жирготова. Еще становится уже 2-0. Да, улетел мяч за антенну. Методично подает Анна Готовцева на Кристину Сафронову, тем самым выбивая ее из игры. 0-4. Вторая ошибка у Кристины Сафроновой. И при счете 0-4 перерыв берет команда Намского улуса. Справилась с подачей после перерыва Анна Готовцева. Ошибка у игроков сборной команды Намского улуса. Еще становится 5-0. Эйс очередной в исполнении Анны Готовцевой. Методично Анна Готовцева выбивает из игры принимающих игроков. В этот раз ее очередной целью стала игрок номер 5 Саина Новгородова. 7-0. Очень уверенно начала первую партию команда Намского улуса. Скидку страхует Татьяна Заболоцкая. Перекидывает мяч через сетку Аина Жирготова.
8-0. Хороший удар в исполнении Аины Жарготовой. Но справляется с этим ударом Александра Тихая. Отскочивший от блока мяч штрафуют игроки Намского Улуса и Усалданского Улуса и ставит точку Мячия Калининская. 9-0. Остается мяч в игре. И снова Мячия Калининская, лидер команды Усалданского Улуса, выигрывает 10-е очко. Так, начинает все, получается, 0-10, тайм-аут у команды Усалданского Улуса. И при счете 0-10 второй тайм-аут берет команда Намского Улуса. Правильно говорит Виктория Чикачева. Надо поиграть от души и для души. И тогда все начнет получаться. Не смотреть на табло. Аут. Улетает мяч. На подаче Алика Иванова. Да, не справляется с своими эмоциями Алика Иванова. Мяч улетает в аут. 11 очко зарабатывает команда Усалданского Улуса. На подаче Татьяна Заболоцкая. Прием. Неразбериха у намских волейболисток. Игра через Аину Жарготову. Достают мяч, очень сложный мяч игроки усалданской команды. Блок. Да, немножко не хватило Диане Готовцевой оставить мяч в игре. Чуть-чуть не успела на этот мяч обработать качественно Диана Готовцева. И счет уже на табло 12-1. Подача была без свистка. Татьяна Заболоцкая на ваших экранах. Хороший прием. Не справляется в защите игроки усалданской команды после сильного нападающего удара Аины Жарготовой. И мяч переходит на сторону игроков Намского Улуса. Справляется с приемом Мячия Калининская с 4-й зоны. Аина Жарготова. Отыграли девчата в блок. Да. И Сефигма Балданова находит 13-2. Место. На площадке соперника, выигрывает очередное очко.
В основном атаки проходят через основного доигровщика Аину Жерготову в 4-й зоне намской команды. Еще раз. Да, не достала этот мяч Александра Тихая. 3-13. Эйс в исполнении Аины Жерготовой. К сожалению, ошибается Аина Жерготова. 14 очко выигрывает усалданская команда. Хорошая подача. Александра Тихая сбрасывает незащищенную вторую зону. Не успела на этот мяч Алика Иванова, хотя должна была страховать этот незащищенный участок. Одна из немногих ошибок на подаче у волейболисток усалданского Улуса. 15-4. При счете 4-15 подает Саина Новгородова. Направляла мяч Александра Тихая в первую зону. Немножко перестаралась. 6-15. Мяч улетает в аут. 6-15. Среагировали на отлетевший от троса мяч игроки усалданской команды. Не смогли защитить волейболистки, отскочивший от блока мяч. 16-6. Волейболистки усалданской команды оставить в игре. 16-6. Разрыв в 10 очей сохраняется. Да, опять уже пас в никуда. Анна Готовцева. Виктория Чикачева атаковала с 4-й зоны, подстраховала свой блок. Да, чересчур близко к сетке подают мяч. Сетку касается Алика Иванова, игрок намской команды. 17-6. 17-6. Блок. Защита. Анна Готовцева забрасывает мяч в первую зону. Оставляет мяч в игре Диана Готовцева. Не успевает на этот мяч она же. 19 очко зарабатывает команда усалданского Улуса. Счет разгромный во второй партии. Виргиния Евдокимова на подаче. 11 номер. Да, помешала либеро команды 19-6. своему связующему. Ну, по идее, в любой ситуации в этой ситуации могла и в роли связующего сыграть либеро команды.
Хорошая доводка. Подстраховали своего нападающего игроки солданской команды. Аут. Улетает мяч после атаки Анны Готовцевой. 7-19. Лилия Петрова на подаче. Хороший прием. Анна Готовцева не добрасывает мяч до сетки. Замена в команде Солданского Улуса. Вместо игрока номер 3 на площадку. На площадку вышла игрок номер 8 Марина Марина Заболоцкая. Она у нас выходила в первой партии. Хорошо отыграла. Эйс! В исполнении Лилии Петровой. Застоялись игроки солданской команды при приеме. Переброс Виктории Чикачевой. Атаковала с задней линии Сисигма Балданова. 29. Да, вынудила ошибиться блокирующих команды Сисигма Балданова. Да, не удался прием у команды, у намской команды. Ничья Калининская в атаке была. Подключают с задней линии Александру Тихую. 21 очко зарабатывает команда Алданского Улуса. На площадку выходит игрок номер 13 Няра Попова. Намский Улус. Между тем Александра Тихая готовится к подаче. Хорошая подача. Вышедшая на замену Марина Заболоцкая отыграла. Мяч. Ошибаются солданские волейболистки. Да, в трос попадает Виктория Чикачева. 22-9. Эйс в исполнении Александры Тихой. В команде Намского Улуса вместо игрока номер 2 на площадку выходит игрок номер 8 Ольга Николаева. Вышла на площадку игрок номер 8 Ольга Николаева в намской команде для усиления приема. Да, целенаправленно подает Александра Тихая на Ольгу Николаеву. 24-9. И выигрывает 24 очко. Первый сетбол на стороне команды Солданского Улуса. Оставляют мяч в игре игроки намской команды. Ничья Калининская в атаке. Переброс. Ошибаются игроки у солданской команды в защите. 10-24. Но у них предостаточный отрыв. Эйс! От вышедшей на замену Ольги Николаевой. Первый раз при приеме мяча она допустила ошибку. А сейчас она эту ошибку исправила. Эйсом. Прием. Да. Не получилось оставить мяч у Марины Заболоцкой. 12-24. После отскока мяча от блока. 12-24. В
Справляется с приемом Александра Тихая. Блокаут в исполнении мячей Калининской. Вторая партия закончилась со счетом 25-12 в пользу Усалданского Улуса. Счет в партиях, счет встречи 2-0. Очень хороший боевой настрой у команды Усалданского Улуса. Несмотря на такую победу, Максим Амосов недоволен действиями своих игроков в некоторых игровых ситуациях. Третья партия. Встреча между командами Усалданского Улуса и Намского Улуса. Счет в партиях, счет встречи 2-0 в пользу команды Усалданского Улуса. После этой встречи в 13:00 вашему вниманию будут играть мужчины, полуфинальные встречи. Первая встреча в 13:00 между командами Алекминского района и Амгинского Улуса. И в 15:00 встречаются сборные команды города Якутска и Ленского районов. Вторая партия, третья партия, счет 2-0 в пользу команды Усалданского Улуса. Анна Готовцева зарабатывает второе очко. На подаче Александра Тихая. Закрывают блоком Фаину Новгородову. Анна Готовцева посылает мяч в аут. 1-2. На подаче команда Намского Улуса. Подавать будет Фаина Новгородова. Остается мяч в игре.
Ошибается Анна Готовцева. Замене в команде у Солданской на площадку выходит игрок номер 8 Марина Заболоцкая. Да, вышла на площадку игрок номер 8 Марина Заболоцкая. Заменила она Анну Готовцеву. Сбрасывает аккуратно Татьяна Заболоцкая переходящий мяч. Два-два. Марина Заболоцкая, 8 номер. Ошибка при второй передаче, к сожалению. Прозвучал свисток. Ошиблась Мичей Калининская. Лилия Петрова продолжает подавать у намской команды. Мичей Калининская закрывает Мичею Калининскую, блокирующие намской команды. Очко зарабатывает Виктория Чикачева. Борьба только продолжается. Либо, можно сказать, начинается в третьей партии. Да, расстроилась Лилия Петрова после ошибки. 4-4. Татьяна Заболоцкая, связующей команды у Солданского улуса. Оставляют сложный мяч игроки намской команды. Не согласна либеро команды Кристина Сафронова с решением судьи. Да, вроде бы мяч упал на руку. Хороший прием в исполнении Кристины Сафроновой. Да, ошибка. Непредвиденная ошибка у намских волейболисток. Сигма Балданова была в атаке. Да, к сожалению, не успевает подстраховать Виргиния Евдокимова. Зарабатывает очко Виктория Чикачева. Ну и сама же идет на подачу. Хороший удар в исполнении Балдановой. Семь-пять. Мяч остается в игре. Да, Виктория Чикачева, подключаясь со второй задней линии, зарабатывает 6-е очко. Нападение через Аину Жирготову. Жирготова сбрасывает мяч. Борется в защите волейболистки у солданской команды. До последнего. Очень приятно смотреть
как девчата борются за каждое очко. Да, к сожалению, мяч после подачи Дианы Готовцевой улетает в аут. 8-7. 8-7. Рисунок игры изменился в третьей партии. Начали двигаться, более активно двигаться волейболистки Намского улуса. Третий номер. Знамение команды Салтанского улуса. На площадку выходит игрок номер 3 Анна Готовцева. Нет. Пятый номер команды Намского улуса Саина Новгородова приносит очко своей команде. Хороший прием. Анна Готовцева в нападении. Свисток. Ошибка при второй передаче. Да, немного не успевают девчата на мяч. Вместо игрока номер 2 на площадку выходит игрок номер 6 Анна Амосова. На площадку вышла игрок под номером 6 Анна Амосова. Она заменила Татьяну Заволоцкую. С места нападала Аина Жарготова. 10-е очко приносит Аина Жарготова по своей команде. Поле, показывает судья, результативная атака в исполнении Саины Новгородовой. При счете 8-11, тайм-аут 8-11 берет команда Салтанского улуса. Быстрее начали двигаться волейболистки у Салтанской Намской команды. Собрались по одному очку, да? Аня, он никому плохого нет. «11-8» подает команда Намского улуса. Готовит команда. Да, оставляют мяч игроки у салтанской команды. Аина Жарготова не успевает на этот мяч Анна Готовцева. Хороший прием. Поставляют мяч. Это хорошую защиту демонстрирует Виктория Чикачева. Да, но на этот раз Виктория Чикачева не справилась в защите. Девятнадцатое очко и 9-е очко зарабатывает команда Салтанского улуса. Прием. Аина Жарготова скидывает мяч. Этот мяч поднимается. Мячье Калининска просто перебрасывает мяч. Еще раз атака через 4-ю зону. Сейчас атака в 3-й зоне. Через Александру Тихую. Анна Готовцева.
Еще раз Анна Готовцева. По линии переводит мяч Анна Готовцева. И выигрывает очередное очко. 10-12. 10-12. Достает мяч связующей команды. И снова атака через четвертую зону. Да, к сожалению, Аина Жерготова ошибается. Аккуратно перебрасывала через сетку Аина Жерготова, но, к сожалению, ошиблась. Прием. Да, чересчур широкий пас. Ошибается Анна Готовцева. Попадает в трос. И счет становится 13-11 в пользу Усалданской команды. Намской команды, извиняюсь. На подаче игрок Намской команды Аина Жерготова. Александра Тихая. Аккуратно перебрасывает блок. Попадает в площадку. И выигрывает 12 очко. Разрыв сократился до минимума. Стабильная подача у Александры Тихой. Мячи Калининская зарабатывает 13 очко. Сравнивает счет в третьей партии. Переигрывает двойной блок. 13-13. Близко к сетке прием. Анна Готовцева ошибается. И вперед выходит команда Намского Улуса. Достают мяч в защите Золданские. Виктория Чикачева с четвертой зоны. Анна Готовцева перебрасывает блок. В третьей зоне отыгрывает ничья Калининская. Да, испугались друг друга волейболистки Намского Улуса. Вроде пошли на подстраховку. В последний момент тормознула Юлия Петрова. Аут. Буквально около линии приземляется мяч. Но, к сожалению, в ауте мяч. 15-14. На подаче четвертый номер Лилия Петрова. Игроки, стоящие возле сетки, закрывают принимающих волейболисток. Аут. Да, к сожалению, мяч улетает в аут после подачи Лилии Петровой. 15-15. Виктория Чикачева со второй зоны. Не успела среагировать на этот мяч Александра Тихая. Немножко не хватило, чтобы подбить этот мяч Александре Тихой. Но на подаче Виктория Чикачева. Хороший прием. Не стала сильно нападать ничья Калининская. Перебросила через сетку в шестую зону. Эта зона практически вся открыта.
Ждали от нее, наверное, нападающий удар. Аина Жирготова выигрывает эту дуэль Сезигма Балданова. 17-16. И команда Усалданского Улуса выходит вперед после длительной погони. Ошиблась Сезигма Балданова. Не успела среагировать на отскочивший от блока мяч. — 17-17. Очень интересная третья партия. Аут. Улетает мяч после защитных действий Анны Готовцевой. Очень приятно смотреть на такой волейбол. Борьба за каждый мяч. Аут улетает после нападения Александры Тихой. Разрыв в счете 2 очка. И при счете 19-17 команда Усалдана берет тайм-аут. Зачем так бить-то, блин? Головой не думай. Спокойно играем, спокойно. Давай, по одной очко. Ну, вы, наверное, сами слышали наставление главного тренера сборной команды Усалданского Улуса Максима Амосова. 19-17. Диана Готовцева на подаче. 19-17. Перебрасывает аккуратно мяч Сезигма Балданова. Блок. Выиграли первое очко. Выполнили задачу минимум наставления, задачу, которую поставил главный тренер. Выиграть 2 очка, догнать любой ценой. Хороший прием. Блок. Простая перекидка через сетку. Анна Готовцева не стала рисковать, бить по мячу. Ну а 5-й номер Саина Новгородова стала рисковать и выиграла 20-е очко. Лиана Парникова, 1-й номер. Хороший прием. Скидка. Усалдан готовит нападение. Да, ошибается Александра Тихая. Разрыв увеличивается. 21-18. Плюс 3 у команды Намского Улуса. На площадку выходит игрок номер 2. Татьяна На площадку вышла Татьяна Заболоцкая. Обратная замена в команде Усалданской. Анна Готовцева аккуратно, зряче посылает мяч в первую зону по линии. Сокращает разрыв до 2 очков. Виргиния Евдокимова усложняет подачу. Да, есть шанс у команды Усалданского района. Чересчур
Близкая передача к сетке для Анны Готовцевой. Не успевает на этот мяч Анна Готовцева. Между тем, счет партии 22-19. Аина Жирготова справляется с приемом. Салданские волейболистки. Аккуратное нападение, не сильное, аккуратное нападение в исполнении Александры Тихой приносит команде Салданского Улуса 20-е очко. Начинается концовка третьей партии. Тайм-аут команды Намского Улуса. При счете 22-20 берет команда Намского Улуса тайм-аут. Как вы видите, зал полный. Болеют и за команду Намского Улуса, и за команду Салданского Улуса. Действительно, девушки вышли играть. Очень приятно смотреть на их нерадостные лица. При счете 20-22 на подаче команды у Салданского Улуса. Аут. Улетает мяч. Спокойно говорит Виктория Чикачева, успокаивает Лилию Петрову. И также пробивает Виктория Чикачева блок. 23-е очко за намской командой. Саина Новгородова. К сожалению, не успевает Саина Новгородова обработать этот мяч. Да, практически этот мяч летел на край лицевой, на край площадки. Ошибается Диана Готовцева при приеме. Да, сняла прямо 23-23, тайм-аут команды Намского Сафроновой. Улуса. Еще становится 23-23. Нервная концовка. Большими усилиями команду Салданского Улуса догнала команду из Намского Улуса. Партия только начинается. Прием. Виктория Чикачева. Да, ошибается игрок у салданской команды. Это у нас Вирджиния Евдокимова. 24-23. Остается мяч в игре. Виктория Чикачева. Отчаянно борются девчата. Остается мяч в игре. Да, к сожалению, не долетает мяч до сетки.
Татьяна Заболоцкая. 24-24. Виктория Чукачева. Блок закрывает Викторию Чукачеву. Не постраховали ее игроки. Да, чересчур близко подошли к сетке. Радуются девушки из Алданского Улуса. 25-24. Мощный удар. К сожалению, мяч улетает в аут. Да, радуется команда усалданских девушек. Задача минимум, я думаю, что сделана. Команда вышла в финал 8-х спортивных игр народов Якутии. Со счетом 3-0 победу одержала команда Усалданского Улуса. Мяч от троса улетает в аут. Отчаянная борьба в третьей партии. И со счетом 26-24 победу в третьей партии одержала команда Усалданского Улуса и выиграла встречу со счетом 3-0. Спасибо девушкам за прекрасную игру. Поздравляем команду Усалданского Улуса с выходом в финал. Уборка отнимает много времени. Вам нужно множество чистящих средств, и даже самые токсичные химикаты не работают. Избавьтесь от грязи, жира и вредоносных бактерий раз и навсегда. Представляем вам средство для уборки «Кратер», которое заменит вам сразу десяток дорогостоящих средств. Используйте его для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал.
Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. Распылите пену и протрите, и все снова выглядит как новое. Даже самая застарелая грязь удаляется с поверхности мгновенно. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов. Поверхностно-активные вещества премиум-класса придают невероятный блеск. С мощной пеной ваш дом засверкает чистотой. Кратер. Экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средства для уборки Кратер всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то в подарок получите очиститель для кухни, очиститель для сантехники и пенообразователь. Такого набора хватит на целый год. Забудьте об изнурительной многочасовой уборке. Цепкая пена, удерживаясь на поверхностях, легко расщепляет застаревшие загрязнения, копоть и жир, нагар, масляные пятна и известковые отложения. Концентрация активных веществ премиум-класса позволяет справиться даже с въевшейся ржавчиной и сложными пятнами на одежде, мебели и коврах. Пена начинает работать сразу после распыления. Она охватывает большую поверхность по сравнению с обычным средством. Мощная формула очищает без лишних усилий. Просто распылите пену, оставьте на 30 секунд и сполосните чистой водой. Благодаря плотной текстуре пена экономично распределяется по поверхности, размягчает засохшую грязь, растворяет и смывает без следа масляные загрязнения, копоть и жир. Используйте набор концентрированных средств для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов. Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. Кратер. Экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средства для уборки Кратер всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то в подарок получите очиститель для кухни, очиститель для сантехники и пенообразователь. Такого набора хватит на целый год. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 17 часов состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций.
Кутабын оматар кутабын Котунан умурарар туга Эммихе эргилле турагы Сарсырда саймар хайсанаба Soğutak çumpu bar Ol eren min sadan kopmadım Berimet bu yiyim soğuktan Hannadan Vaskulan bulbadım Taptalım attı bar soğuktan Ederdi ol gerek olaskır Wanna bu kemsine sanıbın Siri doydu hukar Kelbipin Oleren bin satan kopmadı Berimet bu yiyim soğuktan Hannadan Vaskulan bulmadım Taptalım attı bar soğuktan Olerem min sadan kopmadım Berimet bu yiyim soğuktan Vaskulan bulmadım Taptalım attı bar soğuktan Taptalım attı bar soğuktan Garibine yigin sayha kalbıdım Sotoru kelinden sonyanılbıdım Güncülar getebine yigin Gün kuruduk kere gündük ibin Güncülar getebine yigin Gün kuruduk kere gündük ibin Büyüdüm sılay bakka gün üstü
Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Я открываю шкаф и голову ломаю, что мне к тебе надеть я вечером не знаю. Продумала 100 раз и как выбращаюсь, ведь ты так смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я, отдельный мир от всей вселенной, от тебя прошу лишь одного: держи меня, ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Медленный город, не пыльные люди, каждый второй по одежке лишь судит. Горы небес переломанных судеб, атомы горе, но мы не с тех улиц. Кем мы останемся, время рассудит. Может быть, завтра нас также забудут, и пусть люди спорят, кто из них богаче. Я знаю лишь то, что с тобой все иначе. Ты и я, отдельный мир во всей вселенной, от тебя прошу лишь одного: держи меня, ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Кенсерин күндүтэ барда, манамын юстубут керете. Сürügürdere rüsursunun Adulamın yeren kerepin Сардагала халас хонуда, атагыманны гардыр гүйан. Biraz kallan canım günde Mana mağa bile xerefa Ama bir gün tapsa sapsada
doktorum bu seri ürtüger min soroktorum sol suak yemek biz kıras sanan salayar üleles gündeles kallanga gülümür deskün vada boluğa korsun kotoydu en kotosir omuga omuna sok oyulan ayan o arada kolok uhun solunan ulan satan kubuludun ulu bolon turun çolu doğarom oğar budun barçonlar umnulu bak üges bolun kestim ne eder üç çatı estime ilgin isterler kim canı her dama yarına kimi dağalla sürtüktün mahkim siyerda olu dikile kim dümsüyle o dirakta bugün ene bir gün eles gelir gün dili belektes herkes eder saz tarfı o otoydu Elengnes günlere ünlüler o sergah tünlere kim küler Ülübey günü kıtare kim nomno Arıyar kınatın ehegin min çollok bolum Dolurum odoğodor erelinen derinen denge hol kutuk Can eterige rol kimi kurdu Sıvıcının surahar bolumok Son suradı sonra bitiriste Ergis bit estibetin kukugar Tuzbem urabın sılbın Tutuhan tuluhun tula Oloron omoran köl bit körünü doluron Doğattorum ol min soroktorum Sarbağası barbın umluman Kırgastık min tadı gastık Al kıspın altı haradas bar Al gaspın adağa gıdımın Tuman iti gersiti müsü gelimi Tuman iti gersiti müsü gelimi O otoydu Keri Sildi tüydü hep
Добрый день, уважаемые телезрители. Продолжаем прямые трансляции соревнований по волейболу среди мужских команд. Игры проводятся в спортивном зале села Мундаба. Полуфинальные встречи среди мужских команд сейчас пройдут с 2 часов и с 16:00. Через некоторое время на площадку выйдут сборные команды Амгинского улуса и Алекминского района. До этого, к вашему вниманию, мы продемонстрировали 2 встречи, буквально представление судей. Второй судья Семен Встречи Афанасьев. между Первая командами категория, город Якутск. Между командой Судьи на Амгинского линии улуса и Алекминского Василий района. Бажуров, Влад Герасимов. Секретарь матча Саина Слепцова, Мегина Кангалаский. Главный судья соревнований Анатолий Чемерзанский. Первая категория, город Якутск. Представили судейскую бригаду. Приглашается стартовый состав команды Алекминского района. Номер 1 Николай Павлов, капитан команды. Номер 3 Нергун Сивцев. Номер 4 Егор Сукулов. Номер 7 Сергей Павлов. Номер 9 Александр Петров. Номер 13 Богдан Кулагин, либеро команды. Номер 2 Олег Васильев, либеро команды. Главный тренер Сергей Феоктистов. Старший тренер Гаврил Сивцев. Приглашается стартовый состав команды Амгинского улуса. Номер 1 Айсен Христофоров, капитан команды. Номер 5 Анатолий Макаров. Номер 6 Денис Шестаков. Номер 7 Сергей Игнатьев. Номер 11 Джулус Захаров. Номер 12 Егор Верхотуров. Номер 4 Геннадий Михайлов, либеро команды. Главный тренер Александр Романов, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Представили основные составы играющих команд. Это у нас сегодня третья встреча. Первую встречу проведены полуфинальные встречи между женскими командами СФУ город Якутск и сборная команда Усалданского улуса играла со сборной командой Намского улуса. Команды настраиваются на игру. Перед вами представители сборной команды Алекминского района. Центральный блокирующий номер 9 Александр Петров. А это уже представляет вам сборную команду Амгинского улуса. Встреча начинается с подачи команды Алекминского района. Александр Петров. 1-0 в пользу команды Амгинского улуса. На подаче игрок номер 6 Денис Шестаков. Николай Павлов.
1. Блокаут. 1-1. Сергей Игнатьев. Очередное очко приносит своей команде Богдан Кулагин. Конечно, либеро команд редко приносит своим командам очко. Но вместе с тем в игровой ситуации Богдан Кулагин справился со своей задачей и даже принес очко. 3-1. На подаче Егор Сукулов. Извиняюсь, Ниргун Сивцев. Проходит первый темп у команды Амгинского улуса. 2-3. 19-й номер Радислав Захаров отыграл второе очко. И на подаче 11-й номер Джилус Захаров. С приема команда Амгинского улуса набирает третье очко. Хороший прием. Николай Павлов пробивает блок. 4-3. В хорошей физической форме находится Николай Павлов, капитан команды Алекминского района. Хорошая силовая подача. Сергей Игнатьев подключается Джилус Захаров подключается с задней линии. 4-4. Анатолий Макаров. Хороший прием. Сергей Павлов. 5-4. Атака в основном сейчас проходит через вторую зону. Василий Горбунов, 8-й номер на подаче. Добрый день, телезрители канала НВК Саха. Мы приветствуем вас из спортивного зала села Мандава, с 8-х спортивных игр народов Якутии. Идет уже третья игра 5-го соревновательного дня по волейболу среди мужских команд. Играют команды, сборные команды Алекминского района и Амгинского улуса. Первая партия. Счет в первой партии 6-6. 6-6. Ошибается Сергей Павлов. Капитан команды Айсен Христоворов на подаче. Амгинский улус. Хороший прием. Егор Сукулов атаковал. Сергей Игнатьев посылает мяч в аут. Не попал по мячу Сергей Игнатьев. Мяч пролетел высоко над блоком. 7-е очко зарабатывает команда Алекминского района. Егор Сукулов на подаче. Хороший прием. Зачехлил 11-го номера игрок номер 9 Александр Петров. Центральный блокирующий.
Выиграл 8-е очко блоком. Ошибается Джулус Захаров. 9-6. И счет становится 9-6. Закрывают первый темп. Николай Павлов. Блокаут. Лидер команды Алекминского района. 10-6. Отправляется с приемом Анатолий Макаров. Да. Рано побежал Егор Сукулов за мячом. Попал в противоход и не успел среагировать на отскочивший от рук Егора и от Сергея Павлова мяч. Сергей Игнатьев на подаче. Хорошая подача планирующая. Николай Павлов. И очередное очко для амгинской команды приносит Джулус Захаров. 8-10. Сергей Игнатьев подает. Ошибку фиксирует судья. 9-10. Низкий прием по траектории. Аут. Улетает мяч. 11-9. Сборная команда Амгинского улуса является чемпионом спортивных игр Намцы 2014 и третьим призером спортивных игр Амга 2019. Титулованная команда. 10-11. Команда Алекминского района, участвуя в спортивных играх народов Якутии, пока призовых мест не занимала. На подаче Денис Шестаков, 6-й номер. Немного низковат получился мяч для Василия Горбунова. 12-10. Но при постановке блока ошибся 9-й номер команды Амги. Коснулся Сеткин. В поле попадает мяч. Да, поле показывает линейный судья. 13-10. Хорошо летит мяч в исполнении Нургона Сипцева. Блок Горбунова и Павлова 14. приносят 14 очко своей команде. Продолжает подавать Нургун Сипцев. Ошибается при подаче. И счет становится 11-14. 11-14. Джулус Захаров на ваших экранах. Перехитрил блок Николай Павлов. 15-11. Мяч попадает в пятую незащищенную зону. 15-11. Более активно начала Алекминская команда игру первой партии. Очко очередное зарабатывает Николай Павлов, подключаясь При счете к задней линии. Тайм-аут команде Амгинского улуса.
При счете 11-6 первый тайм-аут берет команда Амгинского Улуса. А на вас уже походу надо было. Была половина нашего сюда. Да, подсказали друг другу, чтобы минимизировать свои ошибки, заставлять противника ошибаться самим. Николай Павлов продолжает подавать. 16-11. Хорошая силовая подача. Хороший сброс на сторону соперника. Не достает немножко мяч Ростислав Захаров. Аут показывает судья. 12-16. 12-16. Нападал Сергей Павлов. Переводил удар по линии. Анатолий Макаров, основной доигровщик команды Амгинского Улуса. В аут улетает подача Анатолия Макарова. 12. Василий Горбунов готовится подавать. Сергей Игнатьев, блок-аут. 13 очко выигрывает команда Амгинского Улуса. Владислав Захаров, 19 номер. Прием исполнения Николая Павлова. Егор Шукулов, блок-аут. 18 очко, выигранное командой Алекминского Улуса. Сильно пробил Егор Шукулов по рукам. Сергей Павлов. Сергей Игнатьев. Подстраховали Сергея Игнатьева. Еще раз атака через Сергея Игнатьева. Еще раз подстраховали. Команда Амгинской осталась без нападения. Вовремя подключился Николай Павлов. 19. И принес 13. своей команде 19 очко. Резко подключается с задней линии Николай Павлов. Пробивает двойной блок и выигрывает. Да, ошибается Сергей Павлов при подаче. 14-19. Счет становится 14-19. Подает Айсен Христофоров, связующий команды Амги. Справляется с приемом Богдан Кулагин. Ошибается Айсен Христофоров. 20-14. 20-14. Разрыв составляет 6 мячей. Поле попадает после атаки Белуса Захарова мяч. (15-20). Высокий прыжок Николая Павлова и 21 очко у команды Алекминского района. 21-15. Хорошо проводит
первую партию команда Лёкинского района. Минимум ошибок. Хорошая доводка мяча до связующего. Быстрая атака в исполнении Николая Павлова. Практически прострел получился. 22-15. При счете 15-22. Тайм-аут команда При счете Амгинского Луса. 15-22 выиграла команда Амгинского, взяла команда Амгинского Луса. Тайм-аут. Пока все здорово получается у команды Алёкинского района. Сергей очко 16-22. зарабатывает команда Амгинского Луса. Анатолий Макаров. Денис Шестаков на подаче. Он справляется с приемом Егор Сукулов. Исправил ситуацию на блоке Мергун Сивцев, но допускают ошибку игроки Амгинской команды. Команде Амгинского Луса вместе И с 20. номер 1 на площадку выходит игрок номер 12. Егор Третье Мухаммадов. очко у команды Амгинского Луса. Вышел Егор Берхватуров, игрок номер 12. Аут. Улетает мяч после подачи Нюргуна Сипцева. 17-23. Чулус Захаров, 11 номер. Прием. Остается мяч в игре. Ошибается либеро команды Геннадий Михайлов. 24-17. Сетбол у команды Алёкинского района. Николай Павлов. В аут улетает мяч. 18-24. 18-24. Одно очко отделяет Амгинскую сборную команду Алёкинского района от победы в этой партии. Хорошая подача в исполнении Анатолия Макарова. Николай Павлов оставил Первые партии со в игре счетом 25-18 мяч выиграла Геннадий команда Михайлов, Алёкинского района. но никто на этот мяч не успел. Со счетом 25-18 первую партию выигрывает команда Амгинского Алёкинского района. 1-0 в счет в партиях. Да, хорошо, на одном уровне провела команда Алёкинского района первую партию. Хорошо отыграла в приеме, в доигровке. Минимум ошибок.
На матче присутствует главный судья 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Николай Гаврилович Цепандин. Один. Один. Николай Павлов ошибается. К сожалению, вторая ошибка уже в исполнении Николая Павлова. 3-1. Николай Павлов продолжает подавать силовую подачу. Хорошо полетела отдача. Не справился с приемом Анатолий Макаров. При счете 1-4. При счете Тайм-аут 1-4. команда Ангинского Улуса. Берет команда Ангинского Улуса. На кураже окончание первой партии начала вторую партию команда Алекминского района. И счет это было 4-1. На кону выход в финал соревнований спортивных игр народов Якутии. Николай Павлов сегодня летит
подачу Николая Павлова. Достает Богдан Кулагин мяч. Немного не успел в конце отработать мяч Николай Павлов. 4. Счет становится 2-4. Хороший удар в исполнении Анатолия Макарова. Блок закрывает Сергея Павлова. Зачехлили 3-4. высокорослые блокирующие Амдинского Улуса Николая Павлова. И счет становится 3-4. Василий Горбунов выигрывает очко. 5-3. В пользу команды Алекминского района. Достает мяч в защите. Егор Соколов. Да, мяч от блока. Но все-таки мяч остается у амдинской команды. Три. 6-3. Выиграла в предыдущей игровой ситуации команда Алекминского района. Мяч от блока коснулся антенны. Зафиксировал второй судья. Хороший нападающий удар в исполнении Дениса Шестакова. 4-6. Вовремя подключился Денис Шестаков и выиграл четвертое очко. Анатолий Макаров на подаче. И снова не летит у Анатолия Макарова подача сегодня. 7-4. 7-4. Сергей Павлов на подаче. Ошибается Сергей Игнатьев. Как-то неуверенно шел 8-4. на эту передачу. Попал в трос. 8-4. Высокий прием. Немножко не успел с блокированием 5, Егор 8. Соколов. Мяч улетает от его рук. В аут после атаки Дениса Шестакова. Хороший прием. Егор Соколов. Мяч остается в игре. Но, к сожалению, улетел высоко в аут. 9-5. Хорошо сыграл в защите Анатолий Макаров. 9-5. Прием. Спокойно перебросил мяч Радислав Захаров без блока. 6-9. Не успевал на этот удар Николай Павлов. Ошибся при защите. Асин Христофоров подает.
Аут улетает мяч. Недоволен своими действиями 10-6. Арсен Христофоров. Александр Петров, 9-й номер. Анатолий Макаров, блока. Да, достает мяч. Оставляет в игре Александр Петров. Хорошая доводка. Не получается атака у Радислава Захарова. Заблокировали Николая Павлова. 7-10. Начинает работать блок амдинской команды. Одной рукой заблокировал, не успевал выставить двойной блок Радислав Захаров. Выставил одну руку и выиграл очко. Сергей Игнатьев. Василий Горбунов. Аналогичную комбинацию сыграли обе команды. 11-7. Зону за головой. Анатолий Макаров. Немного не успел на этот мяч Миргун Сивцев. 8-11. Представляем вам костюм Мария. Выполненный из стопроцентного хлопка, красивый, удобный и практичный костюм, который займет достойное место в вашем гардеробе. И у нас для вас потрясающая акция. При заказе костюма Мария вы получаете платье из той же коллекции в подарок. Костюм Мария подойдет как в качестве домашней одежды, так и для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. В любой ситуации вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Расширенный размерный ряд от 46 до 72. Такого вы не найдете в обычном магазине. Две красивых расцветки на выбор – розы и синие цветы. Кофта на молнии дополнена карманами, цветочным принтом и боковыми вставками контрастного цвета, которые создают моделирующий эффект, скрывая недостатки фигуры и делая вас визуально стройнее. А удлиненный рукав выгодно скроет все несовершенства. Удобные брюки с лампасами длиной 7/8 подойдут на любой рост и фигуру, а мягкая резинка идеально сядет на талию любого объема. Звоните и заказывайте невероятно удобный и практичный костюм Мария из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей. И у нас для вас невероятная акция. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то получите потрясающее платье Мария в подарок. Женственное, невероятно удобное и практичное платье сделает ваш домашний образ неотразимым. Но и это еще не все. Позвоните сейчас и узнайте, как получить бесплатную доставку. Торопитесь, предложение ограничено.
Костюм Мария не сковывает движений, а мягкая, натуральная, дышащая ткань из 100% хлопка позволит чувствовать себя комфортно в течение всего дня, даже в самый жаркий период. Невероятно удобные брюки и кофта на молнии идеально подойдут на любой тип фигуры, подчеркнут ее достоинства и скроют недостатки. Костюм Мария сочетает в себе привлекательность, выразительность и высочайший уровень комфорта. В нем удобно заниматься домашними делами или погрузиться в любимое хобби, а возможно просто посидеть за чашечкой чая наедине с собой. Натуральная ткань с модным принтом не выцветит и не полиняет со временем даже после множества стирок. Костюм Мария подойдет как в качестве домашней одежды, так и для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. В любой ситуации вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Идеальный костюм на каждый день для самых красивых женщин. Расширенный размерный ряд от 46 до 72. Такого вы не найдете в обычном магазине. И 2 красивых расцветки на выбор – розы и синие цветы. Костюм Мария сочетает в себе привлекательность, выразительность и высочайший уровень комфорта. Костюм Мария сшит по ГОСТу. При выборе этого костюма вам нужно знать только свой российский размер. Звоните и заказывайте невероятно удобный и практичный костюм Мария из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей. И получите потрясающее платье Мария в подарок. Позвоните сейчас и узнайте, как получить бесплатную доставку. Торопитесь, предложение ограничено.
я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите. Опять по битам, друг за другом ходим, как ты там. В моем телефоне неспроста не подобрать пароли к твоему сердцу, что ли. Скажу спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя, ведь я так не хочу сейчас. Может, эту песню никогда ты не услышишь, но я вновь на нашей крыше вспоминаю, как ты дышишь, как же ты дышишь. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите. А может быть, счастье нам не найти? Если честно, ты не моя невеста, но так много пути с тобой мы прошли, чтобы найти свое место вместе. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите. Опять. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите. Опять. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите. Опять.
Мунтан ол көмен аха күндүтүк ханыбым булады. Ачылыгы мен хүббе бир хастак эдер болатым. Туста хәдәрәтем хангандыттан такканнар тустук этем якка. Ал хагана усалдан тустуга школата күскүлли хидер кемете. Тарская ровно оголон устөгүрүн ол буп кетеген командайга. Ал дегенаттан мен хана бар основной тогу талаханга тустуктар истерттен талбыттар болду ханыбым. Онда төмен кандидатура бар токтоуттар эте. Онтон билем бу кемнер ахан истактарына күндү болон хербетте. История болон хербет. Василий Николаевич Гоголев, онда Владимир Торговкин агалан туттар буттара. Игорь Добрый воли чемпиона Европа үстөгүлө чемпиона. Факат бут тустугу баалай Гоголев. Онда олимпийская аңы Атланта каттылага Владимир Торговкин. Туттар буттара. Олото. Окон отта Аллахка мүнөдүмнен тын тохта хохеригер бартына доктора деме. Стадион тутан спортивный олимпийский деревня тутан. Каччыда үпта каччыда барта кыжыгыныр кырымчы кемнергер. Күскеттен турунан улус дана хәргете. На чүдүктөр биттире. Акалар билинген кемге кайда бәбитин көрүнөн бәбитин жаһанан кайда бут дия. Тилиннери чабдигирди бәйне хайнары диен. Тилиннери диен боллагана ол итегалбетен үгәстәбетен тилиннери яктакыт тояка ол ити төрдө боллады. Чабдигири диен болла физкультура спорт бейге битигер. Onun sürem köten qaman simen olur. Çebdigir ihtiyakbet diye. Onu bolan beyni hayınları diye bola yürek. Olin ol konsepsiya 15 yıllık правительстводан программалылар. Onda diye mehus bolanlar içatılım bildire 16 yıllık. Ol içatılgar bolanı meripiriyetiye ve o bolanlar. Onda diye ulaqatların etteki sportivne ötten etteki bolanı borongo 10 yılları ihtiyakbet Spartakiyada diyen. Ondan bollağına süs kihini stoletiya Olimpiysk hir bolu bu Atlanta Korak Amerikaga. Ondan süs kihini gitarga sponsorları kördü hemmetçe süs kihini gitarga bilemlenebit. Ana 15 yıllık men ol baramın Atlanta'ga temin programmaları garkıttabın onda doğru törsen kelebit. Ol kelemaran ana Jeti Aziyden onu yeter yaqtaq bitti. Endi ana küstoqtu da olgan toqça turullağı laqsıl ete. Toğun sıllarga örek üydü var ete. Mikhailovich politikini öğün. Kini beyi beyi taydıq taqbıt, andaydı taqsıq taqbıt, gen politikalar ate bollağa deyim. Ota borğan imene toğutalılı bu taydir bollağın Migalkin Afanasiy Vasilievich Fulxanur olanıya buta. Kini bir yağı guru kıydere tek çata gıttölülü yörüye ate. Ondan bollağın eti 10 yılları kini bir yağı beyin diyen kördü hüylağ gelbite. Onu bir Kaydakta bu hakkında yapı suğat. Çoğu haldanlar gamin hüddah maqtanamın bilin naha çöydükleri bitteritten ol tuğa bile eygete targanan tibi Jeti Aziyeti iddiadı. Borğon 10 yututtan halgan 106 ki Atlanta Korak'a varan kalbide. Onunla diyenler bollağına bu sahastırın üyelerin tuğarı trenerinin ülebet, sport eygetiger ülebet, salayar üleğe heddi döndür. Qahanda olimpiadanı körbetek bollaqtır idi. Ol kenitten Jeti Aziya bolup ol jükühünüger. Atır jagayıgar. Iniğinin Atlanta Korattan olimpiyski ota qalbıttıra. Mandık kırabay lampağa. Afanasiy Vasilievich historik bola bete. Iniğinin mana bulurgu istoriyaları biler bolan ol çaqşetigar ola uğran. 200'ten taksatı killeren böyle bulurgu batırdır 10 yılların kördürdü gadi. Toğ taharı şu eti. Onun tığınca kıyıqıra çıkemedi borğanға. Burası olarar hirdi hu gadi. Otan sporun bolanı duh tiyalar azım. İlingi doydular filosofiyaları bar bulladı. Öy ana iyiteri, nima. Onu taharat daqtırdı. Tümsü örek yürüğünü üyesketer. Sür üyeskür. Sportien politikte hepti. Kaya bakarar. Kayıskan. Olay ketin bartına kabar. Bihi ollağına bir sürün sığbı hırık bud diyen uvu bopuru turbute eti hıldarga. Olan kayatar dağına badavut bopuruhun biter yaktaq bitten eti. Ol sportivna oyunu bolun bol batıngına baran ol onna sportivna oyunu tehüküs buluyla mihi ollağını itağır etip ondan da ülelabep bittiğen. İnneğinden bu mürge gelbite. Лена бута, это улахан сетихете. Это эми спортивна ойнуна кананере связь якы. Тогоде
bu mürü toyun mürüge bu baproha olus tututur. Ete ebe olur mayaga çaran mındava baron janullah bara. Vanda hürün sığ horuk bihitnen sol baproha. Kolura bihi örüske takar oldu fotteret onu kayatar dağını bıhıllarga allara bestaka takbitten üs ulus bu tağara bu hetçi kolura bedengenen döngülünden bestaka tiyer etemiyor naha Allah'ın politik kanan da kehi kemneve gelen baran emi bihi etihlarga hündün oldu bitten et yakınat Pristav ura takıldı Alexey Alexandrovich Tomtosov теманы ке отога привестомана голубиячете иливаттан о проведении спортивных игр Якутии тоған алтал деген. Бәскен сүрбал түхілбі 9 күндер керді. Темен білген толкуйда тақпына экономический финансовый деқа хапты. Өттін үлеләхіңе олыс кірінчігеді, барыта кірінчігеді. Қамнас кәлбәп. Олеген мен білген Мақтановын Пухов Николай Гавриловичтен бара, Говоров Александр Валерьевичтен бара, біргілелер бала. Попов Петр Петрович, Черноградский Владимир Николаевич, Ванна Самсонов Леонид Афанасьевич төбелері улақаны күділәвітті, ол түмігер, онтын улақаны еғі уақ етуаныны бұппыт. Оту талақта азияны келдері өт, уан ағыста келдері өт, уан екі квартирала келдері өт, уан олимпийский деревіне ден тұқтады. Онда чағаны олақтарына хакым өлес біттері. Тұғыда бараған тұран. Кейі білген ханатағаны, дон үті ханаты ден сүрін күз. Қачытаған толақын күз, кейі үті ханаты ден. Біле патриотизм еген ден. Онда қылғас кәмей егер 36 рүйен бар, 36 дені олаттар тұтан бітер беттер. Ванна аню бүппітін кәнді оны хорога спортсменлерге бар біті, қамайхүлілі біті. Өксін, мен 5 ені тұбы хасырдым, олардан қыма жаңа ден. Оларчы оғылары ұрулары ғарқан балағын ағыдерден оны көмілес біті. Водовод үлелі тұрар, сол, онтын ерімандандар дағаны улахан ардаққа әрі мәліктер дегеннен бағарылдан тұрар. Тұтылды бұл желерге жон олырыр. Онна сүрін өй хана қалдайды. Спорт өтті, күрақтығы өтті. Онна жон өрір қараға ден олыс күшті әқәпті. Тоғаде спорт бір өттінен улаханы үйрүйіні дағына қомалтанды берір. Ол болағына кехеқа қамнатар күйіс. Кехе іс тұрған тұнтылықты алақанды. Кехіне түмер күз. Оны құлыры политика деңі әрген кәліққа бұл барғанға болыры үйірілі ақпады. Оны нехеленне дем бар, народ. Ұлыннағына олыс үшін. Құлыры бейі отшылғы 200-тен тақаты нехелектерден келдер бітпет. 200-тен тақар тақыват шүрік атымыз бұппыт кәлбіттері әд. Оны бей хүріне тоқылыры дон көметі олайды. Кехи ханаты биреме дені білбет әд. Кехи үчгөй ханан ол финишкі маннаги кәлбіті ханан өрбіті олығын тұқары бар. Оны құлғыры бұл күнді анан бағарылар нейті қылғатан әді. Хақын ұрытығыр қылғы Дехөгөй статус дияқы. Оролы олыс ұлаққа. Бұхақы херін бағылағыңа сүрін бұғылақ. Ванда Россия жылғатығар хақы ғылғытамия оролы олыс ұлақын. Еті рақ оқосқайға да тейі болу, қалымады, верқаяңа жаңы да тейі болу. Хақаты уақыда бар еq. Ванда барғыттыр бір түктір кыллары ғылғы ден бар. Олеген болағана еті туаққа гербаға ванна атында туаққарға бұл барғаттар ұлғынығы тәхетіміне аққарды. Ауғылығы олеген еті білгені тақарына. Кехіне етағаян ванна кехеқі қықты әдіқына тәрәхін үләті тауыққа. Өй сана әнер ағырар үшвейді.
Жоңга нахамактылар. Тоғын сылларга орталарыгар мин баллагана улуу салалтатын көрдөһүтүнөн олоктоок телевидение янтерилди бите. Онно мин операторунан барбытым, онно баллагана ити же күрөктөсүгө хагалдагаттан бүтө дери сырдатыгар үллеспитим ден. Этекпинсеп, онно биги мүрү студия бутыгар редакторунан билилак журналист Сурьячи Иван Васильевич Мигалкин эте, кине халтатынан биги 200 оператор болан үллебит. Оттон туактан билигин ити билигин ханатакын наха күндү. Ол кемдерим, ол өйдө бүлдөрүм яка наха күндүлөр. Жон Серге улуу сүрдөгөн көтөгүлүлөн ол ойнууну көрсүбүтө. Эми билигин курдук. Бары көмөлөһөн краскалан субутунуктан рахардан көөрдөн диби курдук. Оттон ол кемге ари буллагана билигин курдук бата ката бирек кийелегете. Онны боллагана урку ипподромга мүрү эбега стадион тутулууда. Да урахалар оңолуптар оны бир самый үчүгөй кескиллер бирегенен олонну ойнулар ытылларынан олимпийский древине диен спортсменлерге аналлах тутуспа эти стадионтан чугас жере тутулуптар. Ойнулар режиссердара Иван Бурсап эте кини боллагана сценарий ойнулар ахыллыларын хабылларын сценарий жоннор сүдаган сокбуттара билиңәңе жере билген этеллерди. Боргоңу бу ойнуга простой көрөчү локан өйдө биле бу туакка түгөгө болгона 200 төдөн аттактан кибиттер. Сеп эти боллагана ол Иван Бурсап онда мен билген сәредәкне бу историк иделәр бе баглык бу Афанасий Васильевич Мигалкин кинлер идеялары кинлер боллагана бу беги төрүп бүтүн бу хакалар бу жарык бүтүн олок бүтүн көдөрөр сценаны көдөр бүттерден атякын багарабын. Онтан улла били ытыллыбыт ойнуларга боллагана итинник аты киллери үгеһе олоксуй бутаден этебинсе. Онта бары билебит тынчы тогуз сагы халлакка бейдөйдү бутугар аан бастан Москвага дөйдү бут тебер сүрөгөр дип коюп хайыңга олимпийский ойнулар ытыллыбыттара. Онну боллаган эти туак ойну умутун эни били көтүп биттерин курдук туак боргонго боллагана боргон умута боллагана кулунчук эте. Сеп ойнутун умута. Тогожан бара билагыт усалданнар боллагана кас бидди биги хакабы сиригер улустар бары татыямнактар биги усалданнар улуспут татыяма үрүң сылгы. Быйыл даган оннук токтатылар. Онтон буланы баштык ойнолго кулунчук эте. Оны мен кадар эми символический курдук. Кулунчук эми коллагана билеген ол кулунчук бутулатан хылгы хатта. Олин билеген токтарыгар эти усалданнар эмблемаларга барты сылгы барды хатта. Аны билеген татыямнара биле эмблемата жакка хеп ничылды эмблемата ойну сылгы үрүң сылгы. Ордак жөгөй маныла богото сылгы быраксан уран кайсаганы ухап биттениппи эн баргын. Oyuncular böylelerin her şey götürüp babıtları onları kıyas günetler 5-20 biteye gündür ettiler. Üzünlük kabarına oyuncular ağın altta hıllakı babıtları. Ağın altta. Gördün? Ağın altta hıldan 96 hılga jeri itinlik kabarına terehen sportka bu batağa. Ondan de oli henüz bastakı spatini oyuncular burğunu tanıhalan bıttara dediler. 96 hılga je Viktor Petrovich Tağ, Mikhail Efimович Nikolayev ikinci halatlarından je teriyenler iti halan mıda. Саме сүрүнө бола бу улус уна ойнула канда ытылла сиддере гер социальный экономический өттүн ону сайыннары көтөгү ден. Онтон те ол 2 сетте ол спортивный ойну крастахи булган септен этебин сеп. Атам манна холовор спортивный ойну бараргар улус сайдытыгар Анрык солтылах, холор улус бетен программатынан кені 10 сыл хамықтан, манна оланы 3 сылы кені олық күстәк қардыны оңырар, тоқпар солларын, естерін, ремонларын, хаңа спортивный заллар келелер. Улуска анрықтақ хайдыны бері.
Усалданга бу уже они вот аксистөгөлүн болар буланы мына усалданга икистөгөлүн итилдар. Бастыгы спартакиада, анан бастыгы спартакиада вот олимпийское движение сүйсүлгө алыналады. Быйылгы буланы Сахайрын төрттөн бите сүйсүлган, ондан тон усалданга традициялык тон спортсмендерин быйыл түмө хататылар. Токпар күстөктөрүн бардын бедери хаятлар, ондан тон спортсмендер механа бар олох көдүрүлөр шөй болуу дияны, рукколарда. Хамы чулулар бекелектакты. Союнларга 270 худия өлелектак. Билинги тургунан ата күрәктеге келет тыгынчы 904-5 спортсмен күрәктейтен хаалыкта. Осы 16-та көрүнгө күрәктеги болууга 12 объегинен аларды охан стадионга гене касты көрүн болууга, тусту болуу, чапчык атлетика болууга, аэробика болууга. Онна хага тутулду бу күлүмнөр бахалай саатынан Никипираватынан культура кийинер дома сакма күрәктеги болуптара. Ите курдук бидди 12 көрүнгө баратыга 12 терия күрәктеги болар сиригер. Билгенте белемнен үлете битте билген барата күрәктеги болары белем тура. Онна осы ирде билден бихи худялар өттүлөрүттен күрәктегиге спортсменнер тоқта мәһәйе хок күрәктегилерге кытталларын качыяктаппыт. Ол бетер олбура спортивный инвентарь, оборудование барата аппетит качествога аппетит болакта, гидебилге аппетит болакта. Бир оротатадан тох терьер улус бир көрүнгө бәйте талан келдерди. Онан бу билген олактакта колога гире спорттун келдердилер. Ата гире спортда манчаран юту бар булады. Онан бәйлер олактакта талбыттырынан кийдер. Эти 16-та көрүн битегер онна адаптивный спорт дем бар. Онна бу чапчык атлетикага кыттыктара спортсмендер отбору ахаманны кабиттер. Онна бу жананы тыга команда эгер 2 доровена качакта спортсмен бар болукта. Оннугу биреме тугунан ураталак бу билинги бу тугунан качактааны хебестен республика бастын спортсмендер бар кыттыктар. Урут колура андыйдуга тустуга ген белемнен хажер болгондар үшө тустукта бутен кытты бака калды. Билем манна токпар республика бастын спортсмендер бар кыттыга. Онан жоннор көрөчүлөргө тентирехне болууга жаһан. Бу үһүсөнүн болар. Бастыкан юган намга кытыбытым. Онтон амма. Онда бу усалданга үһүс дойдуар, үһүс кисим болар. Усалданга броңтон жон бе. Онна онюгу броңго болара сө петнестах. Жонам хергем тавастары, маймактарын бары көрөлдөрө ме алып ухана песнес. Мини футбольный клубка заяван югун. Онна базовый план Москва бар болар. Онна чемпионат Москвы югут. Россия кенигер. Высшая лига. Екеңде 9. Улхан ойбут бар. Иван, Василий, он мен Афанасий, он Балталахпут Галина ен. Он намга хаджан төрден бары кыттыппыт. Игры народов, он там была она, быйыл была она средний воин Василий, он Балтым Галина үйен кыттабыт игры народов. Балтым 3-3 баскетболлур. Ки жарыктанар сүйрөр көтөр ки хаһам бары дорбиялах болар. Ол механа бар бу бихалык булар хамы главный. Спорт хайдан хера чугай. Вообще бәвит сахар ердан Россия да хайдан хера Аллаху чөйдік көстір. Бастан тұран бері ұлысқа бадақ манды ұлақан тәрәхінлер олонқығыға болуын, манчары оңюта болуын, ұлақан юбилейней мероприятиялар болуын. Онтон бұл спартакиада білден тұрар стағыма хамай кең ұлақан. Манна Жон Серге түмсүйте, онна бүттін ұлыс қамсан инникиге хаңа қарды оңырырғы, нючылы әттіқіна эмоциональный үлі өттігер, оны қамсаған өттігер хаңа өрі көті оғылуыны берер. Оны мандық жігейтен саңа қардылар оңырырғы, өте өріттері хағылырға ұлған төхі күс болар дейін. Усалдан ұлғар, бірген жаханаты бұрғанғары үлі бара тұрбат, опсая 33 социальный объект тұтылда тұрар, 19 инфраструктурный объект, онна әлбәқ благоустройство қайысқаларға үлі барар. Жон Серге түмсүйтін, үті үлі түміктерін, ендекеге саңа уырулар олықтары, онна салғы өссі кең үті бұланыр күйтен. 96 жылдаққа бияқа олимпийский қамсағын тәрілі біте сүйіс сылы болдағаны білген бияқа сақа республикатын автономиятын ұлбыта сүйіс сылығаран Аллах. Онан барыта бұл сүйістен төгірік сыпыра. Нөңі ғыджар ағадасты маған әпінің бұдық оңғықтар болдың, сүйіс культурный мероприятие болдың, өттілергер. Ры тойы көттігер, соғыруттан да рыхыттар кәлияқтары, сақа әрін бастың культуратын
деятельдері манна кәлен бәлен таланарын көддері өқтірі бастың мастырдар бар бұл оқтыра. Онна онтон бір түрін ұраты өткен білден тұрыр бұл сүйіз сыллақ мероприятия тула барыта анал фишкалара бар бұл оқтыра. Онна онтон ағылыта олық ұраты туспа бұл оқтақ. Онтон білген оны әтерерді Жон Серге бәйті кәлдіғына, көрдіғына, онтон әйге каналғыт бұғы чы эфирінен көріқтірі дейінім. Бұл ұсалдан ұлығын кейінігер, тойын мөрі тонатығар ұтылдар, оңылар, спорт, культура, әйе, оны доғырдығы үте бірағынектері болуын ден бағаған алақ. Сен бір 96 жыллаққа қайда құрдық бастығы спортивны оңыларға ұсалданлар оңылы тәлиені бұттарын құрдық. Бұл оңылар әтергерлі кәнеғас бұл бұрғыннаға оңыл мадыны кеті ден өз намаққа кейлер оңылар бұл уақтыра ден мен сүрдіған әрдәуін әтті. Мен хана бар барты шөйім болуға тәрәхім бәға бары тұрар. Оннаттан дойдым жануғар маннық туаққа барар күшке тұрынан түмсен үлілі хиддяларығар мақтанабын, онына кен тұттабын. Мен ханыбынан хақа хелегер бұл оңыл холтыта хүрді алаға. Бұл бұл сирегер оқса хайды барар, бұл ұлыс саян экономика сайдыта барар, ұлыс кейінері бұл баққа нәхелене барата тұрындар, барата өлелейлер, онына нәхеленені түміге хүрді алақан холталақ, онтан спортсменерге болдағаны Олимпиада күрдігі, мен қаз бейді спортсмен манна кәлін күттен бағарар, бәйтін күрдірен бағарар, олата хақа хелегер спорт сайдытыр бұл оңыл холтата хүрді алақан дегені. Гаджеттары барыларын бәйат ұлыста кәдегі кәлін гаджеттер бағарабын, оннаттан кім күштәғ оқайы олар. Номақтырғы ол қандық туақы хүрбіттерін тұғына құрылды бар. Кім күштәға, кім көйбіті ол құрылды. Түміге ден ол. Жон үйрітім бағыра. Сақы херін жоны әргеті барыты жүмшіләқ бет. Bir нұр опыттен қанаға келдіңді. Уғалданларға мен әренебін бұл күректейін үшөйдегі тұқтыра демен, онна bu saqa jönügar hergetiger saqa herin jönügar hergetiger baralarıgar omoguttan tutulga huaq tuğara qolubur kördür yoqtari diyani. Gündüzük anir saqam jönü. Saqa Respublikaten çubu olattara vanna kirgittara. Edat bejemaga begen olot bugittan saydi bitigar. Bege an döydü körgetiger taqqı bitigar. Büyüngü ütülдар elbaq Erida Mustunda Hıddarga, yıllarga, ülebet, keng dalağının köktörüyoga, bege oğular bütün iyiki, bege çattak bütün, ulakan tühürge atahari, kinleri öz sanatçının sayınları, et kan üstünen durda bulurga yöreti, üleler tümükta bulukta eden min begerellak ben. Ol tuğutnan bıyılgı Respublika dinamizullar, 3 yıla, tibesbitçe bolbata, ondan kenarı tıraptığınca 997 yılga Beygi Respublika ötürdünen Norot yöreğirin sunan bildirilliyağa. İtibarıtan anar, Beygi keskil bitigar, İtibarıtan anar, Beygi sakalar, Beygi Respublika ötüccattara, üyet ukarı saydi artıgar takkıyakta diyen terenebe. Часа 55. Да, проходящие соревнования, 8-е игры народов Республики Саха-Якутия проходят при экстремальных климатических условиях. В начале соревнований было плюс 35. Мы все помним, как Артур Бурсов получил тепловой удар из-за жары. А сегодня погода больше похожа на осеннюю. Сильный ветер, дождь. Но несмотря на это, спортсмены и спортсменки вышли на старт. Мы можем только их поблагодарить за то, что они совершили, ну, скажем так, мужество, совершили спортивный подвиг и вышли на беговую дорожку. Вот мы видим то, что эмоции, радость у спортсменок Верхнеуильского улуса безмерна.
Результат команды Верхнеюльского Улуса. 4:02:50. Вот мы видим команду Мегина Гангаласского Улуса и Константина Драгунова, который побежит на первом этапе на 800 метров. Как у него желтая майка лидера. Вот рядом стоит представитель Амгинского Улуса Роман Алексеев. Далее идет Верхнеюльский Улус. Евгений Ильин. Вот перед вами Евгений Ильин. Это представитель Черептинского Улуса Филипп Собакин. И команда студентов в первом этапе побежит Николай Калачиков. Вот мы видим еще Артура Бурцева, представителя команды хозяев. Вот представитель Ленского района Максим Овчаренко. Не менее звездный состав собрался на первом этапе. Я думаю, что предстоит ожесточенная борьба. Вот, судья поднял флажок, и сейчас дадут старт. На старт. Старт. Выстрел прозвучал, и спортсмены побежал. Максим Овчаренко. Турбурцев. Да, сейчас идет тактическая борьба. Борьба за позицию. Позиционная борьба. Восьмерка спортсменов. Семерка спортсменов держится плотной группой. Максим Овчаренко прибавляет темп. Да, команда Амгинского Улуса атакует. Но Константин Драгунов тоже не отстает. О, Максим Овчаренко оторвался метров на 10-20. И представитель Амгинского Улуса. Вот, Максим Овчаренко идет лидером в гордом одиночестве. Замыкает команда с федерального университета. О, Константин Драгунов атакует и вырывается вперед. За ним идет представитель Амгинского Улуса Роман Алексеев. Четвертым идет Артур Бурцев. Но да, опыт есть опыт. Да, силы на четвертую обгоняет Константина Драгунова Филипп Собакин. Да. Овчаренко передает Александру Остапову. Чемпион Егор Терентьев предпринимает отчаянную попытку догнать своих соперников. Валентин Иванов вырывается вперед. Представитель команды Усть-Алданского Улуса. Егор Терентьев тоже атакует и выходит на вторую позицию. Идет ожесточенная борьба. Те, у кого остались силы. Вот представитель Ленского Улуса на четвертую позицию. Он не рассчитал свои силы, слишком резво стартовал. И вот Георгий Шергин, представитель Мегина-Гангаласского Улуса, атакует вот за счет своих антропометрических данных более высокого роста. Он вырывается вперед, но команда Амгинского Улуса не сдается. Аял Филиппов выходит вперед. И сейчас будет самое решающее. Игорь Скрябин отчаянно преследует команду Амгинского Улуса. Поздравляем команду спринтеров
Амгинского Улуса, которые придержались правильной тактики, правильной расстановки. Продолжаем трансляцию соревнований по волейболу среди мужских команд. На площадке играют сборная команда Амгинского Улуса и Алекминского района. У нас случился здесь небольшой форс-мажор, поэтому нам пришлось прерывать трансляцию волейбольного матча. 15-18. Напомню то, что трансляция закончилась при счете 11-8 в пользу Алекминской команды. А сейчас уже на табло 18-15 в пользу Амгинской команды. После небольшого перерыва Амгинская команда встрепенулась. 19, и мы видим 15. в концовке второй партии то, что доигровщики Амгинской команды мощными своими атакующими ударами начали пробивать защиту сборной команды Алекминского района, ну а также 16-19. отчаянно защищаться за каждый и бороться за каждый мяч. На подаче Александр Петров. Остается мяч в игре. Николай Павлов находит брешь в защите сборной команды Алекминского Улуса и выигрывает 17 очко. Амгинского Улуса вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 2 Данил Шестаков. На команду в команде Амгинского Улуса замена вместо игрока номер 11 вышел игрок под номером 2 Данил Шестаков. Он заменил Джулуса Захарова. 20-17. Александр Петров ошибается при подаче. Это Сергей Игнатьев, тоже центрально блокирующий. Ошибается Василий Горбунов. 21-17. Вторая партия. Сергей Игнатьев на подаче. Да, цепляет мяч Анатолий Макаров. Признается то, что задел мяч. И от его рук мяч улетает в аут. Чересчур близко подошел к центру площадки Анатолий Макаров. Тем временем Нергун Сивцев подает. Хороший прием. Анатолий Макаров. Ошибается Анатолий Макаров. Мяч задевает антенну. 19-21. Разрыв в счете сокращается. Волейболисты Алекминского района начинают просыпаться в концовке второй партии. Очко приносит Николай Павлов. На площадку вышел Егор Верхотуров. Связующий, да, вернулся Айсен Христофоров. Основной связующий команды Амгинского Улуса. 20-21. Наступает кульминация. Сброс в исполнении Данила Шестакова. Вверх поднятые руки Анатолия Макарова. 22-20. Выигрывают очко команда Амгинского Улуса. Прием.
Василий Горбунов атаковал с первой зоны. Анатолий Макаров оставляет в игре мяч Егор Соколов. Направление передачи в направлении Анатолия Макарова. Закрывают Анатолия Макарова блоком. 21-22. Хорошая концовка. Василий Горбунов, исполнитель. «23 очко зарабатывает команда Амгинского Улуса. 23-21. 6-й номер Денис Шестаков отличился в этой игровой ситуации. Богдан Кулагин ошибается при приеме. И снова Денис Шестаков приносит своей команде 24 очко. 24. Сетбол второй партии. При счете 21-24. Тайм-аут. Команда Алёкминского При района. счете 21-24 берет команда. Тайм-аут берет команда Алёкминского района. Игра «Выход в финал» 8-х спортивных игр народов Якутии. Прием. Егор Соколов. Не успевает немного на этот мяч Геннадий Михайлов, либера команды Амгинского Улуса. 22-24. Еще 3 сетбола у команды Амгинского Улуса. На подаче Василий Горбунов. Хороший прием. Анатолий Макаров. В поле попадает мяч. 25-е очко выигрывает команда Амгинского Улуса. И счет в партиях 1-1. Настроились ребята во время перерыва. Добрый день еще раз, телезрители канала НВК. Мы продолжаем трансляцию волейбольных соревнований среди мужчин. На площадке встречаются команды Алёкминского района и Амгинского Улуса. Закончилась вторая партия. Счет в партиях 1-1. Первую партию выиграла команда Алёкминского района. Вторая партия осталась за командой Амгинского Улуса. Я вам напомню, что данная игра очень дорогого стоит. На кону выход в финал 8-х спортивных игр народов Якутии. Амгинская команда является чемпионом спортивных игр. Село Намцы 2014 и является бронзовым призером Амга 2019. Алёкминская команда еще не выигрывала эти спортивные игры, поэтому у них двойная мотивация в этой встрече. Буквально через некоторое время мы начнем третью партию.
встречу между командами Амгинского Улуса и Алекминского района. Сейчас показывают наиболее интересные эпизоды второй партии. Николай Павлов. Егор Шукулов на ваших экранах. Сергей Игнатьев. Александр Петров. С обоих сторон болельщики скандируют. Хорошая комбинация. Взлет в исполнении амгинских волейболистов. И первое очко зарабатывает команда Амгинского Улуса. 19-й номер Владислав Захаров. Молодой 19-летний игрок, 1,85 м. Готов подавать. Егор Шкулов принимает. Николай Павлов. Лидер команды Николай Павлов сравнивает счет. 1-1. Сивцев Нургун, связующий команда Алекминского района. Блок. Анатолий Макаров. Еще раз атака через Анатолия Макарова. Обыгрывает блок. Замена команде Амгинского Улуса. Вместо игрока номер 2 на площадку выходит игрок номер 11. Джулустан Захаров. Данил Шестаков. Что-то у него с ногой. Попросил замену. Вместо него вышел на площадку Джулус Захаров. Он тоже играл в первой партии. Сразу вышел на подачу Джулус Захаров. Справляется с приемом Богдан Кулагин. Ошибается в этой ситуации Денис Шестаков. Да, мяч еще находился на стороне намской команды. Денис Шестаков дотронулся до этого мяча. Ошибается Николай Павлов. Да, напряжение на высочайшем уровне. Здесь необходимо максимально контролировать свои действия. Анатолий Макаров. Хорошая подача. Егор Сукулов. Мощнейшая атака по линии. 3-3. Благодарят друг друга за выигранное очко волейболисты Алекминской команды. Василий Горбунов подает. Справляется с подачей. Блок. Закрывает Дениса Шестакова. 4-3. Не получилась комбинация у амгинских волейболистов. Василий Горбунов. Прием. Подстраховал своих Николай Павлов. В атаке Сергей Павлов. В этой ситуации братья Павловы приносят команде 5-е очко. Блокаут пробивал Сергей Павлов.
Защита не справилась с отскочившим от блока мячом. Второй брейковый мяч выигрывают амдинские волейболисты. Подключается Денис Шестаков. Не получается с атакой. Полетит мяч в четвертую. Сергей Игнатьев. Ошибается. И счет уже становится 6-3. Три брейковых мяча выигрывает команда Алекминского района. Полетела четвертая. Остались игроки амдинской команды без нападения. Александр Петров. Заработал первый темп команды Алекминского района. Да, практически над блоком пробил Александр Петров. И берет старший тренер Александр Романов. Главный тренер амдинской команды Александр Романов берет тайм-аут. Успокаивает своих игроков. Даст пару рекомендаций. Асин Христофоров, капитан команды, связующий амдинского Улуса. Ну а здесь продолжает подавать Сергей Горбунов. Сергей Игнатьев. Да, признает свою ошибку Николай Павлов. Тот оказался не в том месте и не в то время. Да, чересчур стоял он в шестой зоне. Хороший прием исполнителя Николая Павлова. Александр Петров забивает. 8-4. И выигрывает очередное очко Александр Петров. Да, практически сыграли они прострел в третьей зоне. Во второй линии подключается Анатолий Макаров. И снова Александр Петров с третьей зоны. Хороший удар от Джулуса Захарова. Николай Павлов перекидывает мяч. Да, Айсен Христофоров тоже без борьбы перекинул мяч на сторону противника. Сергей Игнатьев. Нюргун Сипцев. Перехитрил всех Егор Сокулов. Да, ждали сильный удар от Егора Сокулова. Он накатил в шестую незащищенную зону. И попадает, как говорят по волейбольному термину, в котел. Сергей Павлов на подаче. Прием в исполнении Анатолия Макарова. Сергей Игнатьев. При хорошей доводке Сергей Игнатьев очень жестко, плотно нападает. Но иногда, да, совершает ошибки, но это все зависит от передачи связующего. Прием. Егор Сокулов. Сетки касается блокирующий амдинского Улуса. 10-5. Да, коснулся сетки 19 номер Радислав Захаров. Пас от либера. Заблокировали Улуса Захарова. 11-5. Ошибается Юрий Захаров. Попал в трос. Уже отведенный мяч. Но справляется с этим сложным мячом
Джулус Захаров. 6-11. 6-11. Сергей Игнатьев. Прием от Егора Соколова. Николай Павлов. Не сильно, но очень грамотно сработал Николай Павлов. 12-6. И счет становится 12-6. Выстроились в ряд блокирующие сборной команды Алекминского района. Ошибается 7-12. при подаче Александр Петров. Владислав Захаров, 19 номер. Молодой игрок английской команды. Немного не достает Богдан Кулагин мяч. Аут, улетает 12. мяч от его рук. Да. Мяч изменил траекторию после касания блока. Прием. Василий Горбунов. Очередная комбинация. Зона проходит у алекминских волейболистов. Свободная зона осталась на площадке сборной команды. Мощный удар. Очень грамотно среагировал 4-й номер лидера команды. Но, к сожалению, совершает ошибку. 11-й номер Джулус Захаров. И счет уже становится 15-8. 14-8. Перевод в четвертую зону. Узковат оказался мяч для Анатолия Макарова. Английского Луса вместо игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 12 Егор Верхотуров. Замена команде английского Луса вместо игрока номер 1. Заменили Айсена Христофорова. Вышел на площадку игрок номер 12. 9-15. Высокорослый связующий Егор Верхотуров. Джулус Захаров на подаче. Ошибается Джулус Захаров. 16-9. 16 очко зарабатывает команда Алекминского района. Не стал рисковать Николай Павлов. Аут. Хороший перевод по линии 17-9. у Анатолия Павлова. Но, увы, мяч попадает в аут. Прием. Джулус Захаров. Егор Соколов. Анатолий Макаров оставляет мяч. Его блокируют. Сергей Павлов закрывает Анатолия Макарова. 18-9. Вместе с Василием Горбуновым выстроили Сергей Павлов грамотный блок против Анатолия Макарова и выиграли очко. Низкий мяч для Дениса Шестакова. И при счете 9-18. 9-19. Тайм-аут берет команда Алекминского района.
Егор Верхотуров вышел на замену вместо Айсена Христофорова, связующего команды. Второй судья зафиксировал заступ. 29. Егора Верхотурова. Боковой линии площадки. Прием хороший. И снова грамотный блок в исполнении Сергея Павлова 21. и Василия Горбунова. Единственный блок 1 в 1 заблокировал Сергей Павлов Анатолия Макарова. Простая подача. Да. Не поняли друг друга Егор Верхотуров и Анатолий Макаров. 9. И Замена уже команде Амкинского Луса. Вместо счет номер 12 вернулся игрок номер 1 Айсен Христофоров. 22-9. Да, разгром на счет в третьей партии. Ошибается Айсен Христофоров. 23 очко. Замена команде Амкинского Луса. Вместо игрока номер 5 на площадку выходит игрок номер 8 Айтал Соловьев. Выходит на площадку 8-й номер Айтал Соловьев. Заменил пятого номера Анатолия Макарова. Оставил мяч связующей команды. Василия Горбунова чехлят блокирующие Амгинского Улуса. 10-23. Денис Шестаков заблокировал Василия Горбунова. Айтал Соловьев. Тоже молодой 19-летний парень. 1,78 м. Айсен Христофоров. Связующий команды. Да. 24. Ошибается Сергей Игнатьев. Опоздал на этот, немножко опоздал на этот мяч. Первый сетбол третьей партии у команды Алёкминского района. И снова ошибается Третью партию со счетом Сергей Игнатьев. выиграла команда Третью Алёкминского партию района. 25-10 выиграла команда Алёкминского района и повела во встрече со счетом 2-1. В третьей партии практически не оставили алёкминские волейболисты шансов. Разрыв 15 очков. Это очень большой разрыв.
Начинаем четвертую партию. Встречу между командой Амгинского Улуса и Алюкминского района. Первое очко привносит капитан команды Алюкминского района Николай Павлов. 1-0. 1-0. Девятнадцатый номер Радислав Захаров. Хорошая комбинация, хороший удар. 1-1. Чистый взлет сыграли связующий и Радислав Захаров. Остается мяч в игре. Один-один. Выигрывает очко команда. Очень грамотно сыграл Айсен Христофоров в этой ситуации. Да, растерялся блокирующий команды Алюкминского района. Ответка пролетает от Василия Горбунова. 2-2. 2-2. Николай Павлов. Хороший прием. Анатолий Макаров ловит Егора Соколова на противоходе. 3-2. 3-2. Джулус Захаров. Хороший прием. Василий Горбунов. Мяч улетает в аут. 4-2. 4-2. Команда Амгинского Улуса выходит вперед. Богдан Кулагин принимает отлично. Егор Соколов ошибается. 5-2. 5-2. Успевает на этот мяч Богдан Кулагин. Анатолий Макаров не успевает пристроиться к своему блокирующему Василий Горбунов. Расправляется с одним блоком Анатолий Макаров. И при счете 2-6 первый тайм-аут берет команда Алюкминского района. Я вам напомню, уважаемые телезрители, что Алюкминская команда в 1/4 финала встречалась с командой Северо-Восточного федерального университета. Выиграла 3-0. А Амгинская сборная выиграла команду из Намского Улуса тоже со счетом 3-0. 7-2. 15:00. Встреча, тоже супер встреча между командами сборной города Якутска и сборной Ленского района.
Ошибается связующий Алётминского района Нергон Сивцев. И счет становится 8-2. Прием. Василий Горбунов. Анатолий Макаров. Да, чересчур аккуратно хотел сыграть Анатолий Макаров. Ошибается. 3-8. Василий Горбунов на подаче. Прием. В аут улетает мяч от блока. 9-3. После атаки Дениса Шестакова. (9-3) сохраняют разрыв амгинские волейболисты. Сергей Игнатьев не рискует. Николай Павлов подключается с задней линии. Сергей Павлов пробивает одиночный блок Александра Петрова. И счет становится 4-9. Очень сейчас грамотно взаимодействуют между собой Айсен Христофоров и Денис Шестаков. 10-4. Связка приносит победные очки амгинской команде. Оставляет мяч в игре. К сожалению, ошибается Анатолий Макаров. Не ждал этот мяч Анатолий Макаров. Не был готов, да еще и мяч шел сбоку, летел сбоку. Егор Сукуев при счете 5-10 подает. Не справляется с приемом. Сергей Игнатьев. Ошибка. Да. 6-10. Не заметил Радислав Захаров, что задел спиной сетку. 6-10. Подача на Сергея Игнатьева. Анатолий Макаров. Николай Павлов. Остается мяч в игре. Оставляют мяч в игре. И снова ошибаются игроки амгинской команды. 7-10. Да. Поймал мяч Анатолий Макаров. Отыграл. Николай Павлов. С трос попадает Николай Павлов. И очко зарабатывают игроки амгинской команды. Замена команде С удивленным взглядом посмотрел на судью Николай Павлов. Данил Шестаков. На площадку вернулся Данил Шестаков.
Айсен Христофоров на подаче. Да, резко перестали играть алекминские волейболисты. 12-7 в пользу команды Амдинского улуса. Айсен Христофоров подает. Николай Павлов. Аут фиксирует линейный судья. 8-12. Поле. Хороший, мощный удар 13, в исполнении 8. Радислава Захарова. Разыгрался Радислав Захаров в четвертой партии. Сергей Игнатьев. Успевает поднять мяч Богдан Гулагин, но не успевает на этот мяч Егор Сукулов. 14-8. Замена команде Алекминского района. Вместо игрока номер 8 на площадку выходит игрок номер 5 Максим Станицкий. Вместо игрока номер 8 Василия Горбунова на площадку выходит игрок под номером 5 Максим Станицкий. Выигрывает очко алекминская команда. 9-14. 9-14. Плюс 5. Минус 5 у алекминской команды. И снова подключает связующий 19 номера Радислава Захарова. 15-9. 15-9. Захромала защита алекминской команды. Прием. Блок аут. 10-15. 10-15. Ровно в стык попадает Сергей Павлов. Николай Павлов на подаче. Денис Шестаков. Сброс поднимается. Анатолий Макаров обводит двойной блок. Радуются амдинские волейболисты. — 16-10. Прием. Егор Сукулов. Еще раз Егор Сукулов. В аут посылает мяч Егор Сукулов. 17-е очко зарабатывает команда Амдинского улуса. Разрыв увеличивается в четвертой партии. Замена команде Алекминского района. Вместо игрока номер 4 на площадку выходит игрок номер 6 Лазар Габышев. Вместо игрока номер 6 на площадку вышел игрок номер 4 в алекминской команде. Вышел Лазар Габышев вместо Егора Сукулова. Даниил Шестаков на ваших экранах подает. Подключается Лазар Габышев.
Оставляют мяч в игре. Николай Павлов рискует. Анатолий Макаров. Блок. Аут. 18 очко выигрывает Анатолий Макаров. 18-10. 18-10. Потихоньку амгинская команда подкрадывается к 20-му очку. Да, к сожалению, ошибается Анатолий Макаров. Узковатый был мяч. 11-18. Между 3-й и 4-й зоной пасовал связующий. Максим Станицкий подавал. Да, хватается за голову Денис Шестаков. 12-18. Чуть-чуть по высоте. Хорошая подача в исполнении Максима Станицкого. Николай Павлов исправляет ошибку своих коллег. Ровнов укладывает мяч на боковую линию площадки. Да, чуть-чуть не оставили мяч в игре ангинские волейболисты. 14-18. 14-18. Разрыв в счете сокращается. На подаче Максим Станицкий. Хороший пас. Заблокировали Анатолия Макарова. При счете 18-15. И при счете 18-15. Тайм-аут берет команда Амгинского Улуса. Да, хорошо отработал блок в этот промежуток времени. Александр Романов подсказывает своим игрокам, что надо загружать 6-го номера Дениса Шестакова, так как на него практически блок не прыгает, не поднимается вместе с игроком. Анатолий Макаров скидывает мяч в 6-ю зону. 19-15. 19-15. Замена команде Алекинского района. Застоялись игроки в защите. Вернулся игрок номер 4. Возвращается на площадку Егор Сукулов вместо Лазара Габышева. А на подаче Анатолий Макаров. Вау! Посылает мяч Анатолий Макаров. 16-19. 16-19. Прием. Блокаут. Сергей Игнатьев выигрывает очко. 20-16. 20-16. Денис Шестаков на подаче. Прием. Александр Петров. Не справляется блокирующий с атакующим ударом Александра Петрова. 17-20. Спасает мяч либеро команды Амгинского Улуса, но, к сожалению, не поддержали
своего либера номер 5 и номер 7. Команда Амгинского Улуса не разобрались 18, в данной ситуации. 18-20. Потихоньку подкрадывается алёкминская команда. Сборная команда Амгинского Улуса ошибается. Сергей Игнатьев. 19-20. Практически догоняют игроки Алёкминского района волейболистов Амгинского Улуса. Прием. И снова. Ну, в этот раз Сергей Игнатьев на высоте 19. исправил свою предыдущую ошибку. Асен Христофоров. Николай Павлов плотно приложился к удару. 20-21. И снова на высоте Радислав Захаров. 22-20. Как только хороший прием связующей команды Амгинского Улуса подключает первый темп. Оставляет мяч Асен Христофоров. Сергей Игнатьев. К сожалению, мяч от троса улетает в аут. 21-22. На подаче Миргун Сивцев. Прием. И снова в этот раз блокируют Радислава Захарова. Николай Павлов. Блок. Смягчает удар. Анатолий Макаров. Очень грамотное принял решение Анатолий Макаров. 23-21. Нырнул мяч за блок. Захаров Радислав. Радислав Захаров на подаче. Надежная подача. Да, не смог оставить мяч Асен Христофоров. Хотя был готов. 22-23. 22-23. Нервная концовка. 24 очко набирает команда Амгинского Улуса. 24, после 22. мощного удара Данила Шестакова. Мяч пролетел над блоком. Летел Еще прямо на край 22-24. площадки. Тайм-аут команды Алёкминского района. При счете 22-24 тайм-аут берет команда Алёкминского района. Еще партия не закончена. Волейбол — непредсказуемая игра. Вы сами прекрасно видели, как предыдущую партию выиграла Алёкминская команда легко. А сейчас уже команда Амгинского Улуса в шаге от победы в четвертой партии. Но я еще раз повторяю, что еще не все потеряно. Василий Горбунов. Это только четвертая партия, концовка четвертой партии. Первый сетбол у команды Амгинского Улуса. Прием. Егор Сукулов. Амгинские игроки готовят нападение. Остается мяч. 25 очко зарабатывает Анатолий Макаров.
И в счет в партиях 2-2. Четвертую партию со счетом 25-22. Начинаем все сначала. 25 очко выигрывает Анатолий Макаров. И счет партии счет во встрече 2-2. Красивая, напряженная, нервная игра. Сейчас в пятой партии напряжение возрастет вдвойне. Пятая решающая партия встречи между командами Алекминского района и Амгинского улуса. Четыре партии не в счет, начинается все сначала. Пятая партия играется до 15 очков, потому что она будет намного скоротечней, напряженней, энергичней, динамичней. Сергей Игнатьев, номер 7. Амгинский улус готовится подать подачу. Свисток прозвучал. 0-0. Пятая партия. Аут! Не справился с напряжением Сергей Игнатьев. Нургун Сивцев. Прием. Анатолий Макаров достает этот очень сложный мяч Богдан Кулагин. Второе очко зарабатывает команда Алекминского района. Не успевает на этот мяч лидера команды Геннадий Михайлов. Хороший прием. Блок! Василий Горбунов.
зачехли у 19 номера Радислава Захарова. И счет уже 3-0. Нургун Сивцев на подаче. Прием. Блок. Не справляется с атакующими действиями Данил Шестаков. 1 в 1. Закрывают Данила Шестакова. 4-0. Проходит первый темп у команды Ангинского Улуса. 1-4. Радислав Захаров подает. Хороший прием у Игоря Соколова. Сергей Павлов. 5-е очко зарабатывает для своей команды. Николай Павлов. Простая планирующая подача. Анатолий Макаров. Зачехлили Анатолия Макарова. Мяч от блока улетает на площадку, незащищенную площадку амгинской команды. И 6 становится 6-1 в пятой партии. И при счете 1-6 тайм-аут берет амгинская команда. Очень мощно начал работать блок в пятой партии у алётинских волейболистов. Практически половину мячей выиграли чисто блоком. Богдан Кулагин, это лидер команды Алётинского района. 13 номер. Мощная передняя линия выстроилась у команды Алётинского района. На подаче Николай Павлов. Седьмое очко зарабатывает команда Алётинского района. Ликуют волейболисты Алётинского района. В начале пятой партии у них практически получается все. Прием. Анатолий Макаров останавливает блок. Мощно пробивает по линии Анатолий Макаров. Не стал мелочиться. Выиграл второе очко. 2-7. Джулус Захаров. Прием. Сергей Павлов. Аут. Задевает мяч антенну. Третье очко зарабатывает амгинская команда. Прием. Василий Горбунов. Анатолий Макаров скидывает за блок. Ошибается Сергей Павлов. На верховой мяч выигрывает Егор Сукулов. И приносит своей команде 8-е очко. Замена площадок.
8-3. На подаче Василий Горбунов. Отведенный прием. Анатолий Макаров. Переиграл Егора Сокулова. Анатолий Макаров и выиграл 4-е очко. Блок не справляется с Егором Сокуловым. 9-4. Да, попал в край блока Егор Сокулов. Заработал 9-е очко. Сергей Игнатьев. Мяч попадает в площадку. 5-9. Начинает просыпаться андинская команда. Егор Сокулов пробивает блок. Да, попадает 10-5. стык блока и зарабатывает 10-е очко. Егор Сокулов сам идет подавать. Прием. Сергей Игнатьев. Остается мяч в игре. Николай Павлов успевает на эту передачу и выигрывает 11 очко. При счете 5-11 тайм-аут команда Амгинского Улуса. И при счете 5-11 тайм-аут берет команда Амгинского Улуса. Пятая партия встречи между командами Алекминского района и Амгинского Улуса. Счет пятой партии 11-5 в пользу команды Алекминского района. На подаче Егор Сокулов, 4-й номер. Аут! Улетает мяч. Держится за голову Егор Сокулов, признает свою ошибку, извиняется перед своими игроками. Арсен Христофоров на подаче. Николай Павлов блокирует Николая Павлова. Еще раз атака через него, еще раз блокирует Николая Павлова. Третий раз, с третьего раза Николай Павлов приносит 12-е очко. Немного не хватило Геннадию Михайлову оставить третий сильный удар Николая Павлова. Но счет уже на табло 12-6. Поработал первый темп андинских волейболистов. Радислав Захаров выигрывает очко. Сергей Игнатьев на подаче. Сброс от Николая Павлова. Либера. Николай Павлов забивает 14 очко.
Нет, 13 очко забивает Николай Павлов. Нургун Сивцев. Аут! Рисковал Нургун Сивцев в пятой партии. До этого он постоянно подавал планирующие подачи. Рисковал, да, рисковал. 8-13. Остается мяч в игре. Благодаря Богдану Кулагину блок. Горбунова закрывает. Богдан Кулагин. 14 очко выигрывает команда Лёкминского района. В одном шаге от победы в этой встрече. Николай Павлов, капитан команды, выходит на подачу при счете 14-8. Аут. Попадает, улетает мяч после удара Анатолия Макарова. Первая команда финалист соревнований по волейболу. Сборная команды Алёкминского района. Благодарят игроки своих зрителей, а зрители своих любимцев за хорошую, интересную игру. Поздравляем команду Алёкминского улуса с победой. Команды благодарят друг друга за хорошую, интересную игру. Пятисетовый полуфинал. Много времени проводите на ногах? Сложно выбрать, удобно или красиво. Представляем вам летнюю обувь «Комфорт». Эти кроссовки подойдут и женщинам, и мужчинам. Они имеют широкий размерный ряд от 37 до 45 и универсальный дизайн. Идеальная пара. Удобная, долговечная и недорогая. Невероятное предложение! Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Кроссовки представлены в 5 цветах: бордовый, светло-серый и темно-синий, а также в классических черном и белом цветах. Светло-серый идеально дополнит современный повседневный образ. Бордо подойдет ярким, энергичным женщинам, предпочитающим более элегантный стиль.
Темно-синие или серые идеально впишутся в мужской гардероб, а черные или белые – это нестареющая классика, которая будет уместна в любом образе. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Подошва кроссовок амортизирует при ходьбе. Эффект достигается благодаря особому вспененному материалу, из которого она сделана. Верх кроссовок сделан из сверхпрочного износостойкого сетчатого материала. Благодаря своей особой структуре он позволяет ноге свободно дышать. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Закажите кроссовки «Комфорт» на лето себе и своим близким. Благодаря тянущимся свойствам верха, летние кроссовки «Комфорт» подойдут на ногу любой полноты. В летних кроссовках ваша походка станет более легкой и быстрой. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Будьте спокойны, если у вас широкая нога или высокий подъем. Кроссовки удобно сядут на любую ногу благодаря эластичности материала. Кроссовки «Комфорт» совершенно невесомые. Купив кроссовки «Комфорт», вы сразу оцените эту невероятную легкость в ногах. Сделайте заказ прямо сейчас. Красиво? Да, но главное – очень комфортно. Ведь в летних кроссовках не только удобная гибкая подошва, эластичный верх, но еще и дышащая стелька, что особенно важно в жаркую погоду. Кроссовки «Комфорт» стираются в обычной стиральной машине. Они легко очищаются, быстро сохнут и не теряют форму. Вы можете купить эти кроссовки не только себе, но и в подарок. Вам просто нужно знать размер. Это идеальная дистанционная покупка. Наши кроссовки садятся на ногу любой полноты и подъема. Эта универсальная модель подходит и мужчинам, и женщинам. Размерный ряд от 37 до 45. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Звоните прямо сейчас. Предложение ограничено. Пятисетовый полуфинал.
атаңа тоғы тоғы сағатақ кинеманна турары Сыйлаған
сәгер тоқтат мекен жалғыттан қайдақ болуқпын білбәпін сыйлар сәлі кітары келі бұматы мен бәбәр кәрін түстәді сүрақтар мәнай өзге дәбіл бәпін сыйлар сәлі кітары келі бұматы мен бәбәр кәрін түстәді сүрақтар мәнай өзге дәбіл бәпін Күні сұқты сұғынан ұратып ұнатып тартам мен санам дегеннен тоққысы тар естің әр әлеме қағырдырыр кей бар болар оз құйы әті толқыға түспіт сана таптал арас өйін санам күн сағаққа кереді лысың ема оз әгер тоқтат мекен қаныққа естаны тұтуарғын білбәпін сыйлаған сәлі кітары келі маты мен бәбәр кәрін түстәді сүрақтар мәнай өзге дәбіл бәпін сыйлаған сәлі кітары келі маты мен бәбәр кәрін түстәді сүрақтар мәнай өзге дәбіл бәпін Bağırım köyünde Gülümgün tükengen Oçağı örüde Qaraqpın sevmeğe Sana bar eygi Görebildi sanım Ağıyakda kemge O kerese günde Örütün eygi Slaska dimliga Sarserde kega Sürekter tutabim Kahanda kanada sujimin Atinda sirderge Eneremezsin Tua bari gördüm Eneremezsin Tua bari gördüm Hey gitten adına Doğuy bak süreğim Hey gitten adına Yürüne bul bak ben Enere bar bolan Kimserin gördüm Enere bar bolan Jolak bundenedim Öğütün eygi Sulaska dimliga Sarserde kega Sürekter tutabim Kahanda kanada sujimin Atinda silderge Eneremezsin Tua bari gördüm Eneremezsin Tua bari gördüm Öğütün eygi Slaska dimliga Sarserde kega Sürekter tutabim Kahanda kanada sujimin Atinda sirderge Eneremezsin Tua bari gördüm Eneremezsin Tua bari gördüm
Уважаемые телезрители, продолжаем трансляцию соревнований по волейболу среди мужских команд. Передачу ведем с спортивного зала Мындаба.
Буквально через несколько минут на площадке встретятся сборные команды города Якутска и Ленского района. Сейчас команды активно проводят разминку. В зеленых формах представлены игроки сборной команды Ленского района. В синей футболке и в шортах команда города Якутска. Буквально полчаса тому назад завершился первая полуфинальная игра между командой Алекминского района и Ангинского улуса. Интереснейшей, напряженной встречи из 5 партий со счетом 3-2 одержала команда Алекминского района. И команда Алекминского района ждет победителя этой встречи, чтобы сразиться за золотые медали 8-х спортивных игр народов Якутии. Команды начали разминку. Мощные, сильные нападающие удары. Высокорослые игроки. Егор Глухарев, основной связующий команды города Якутска. 12-й игрок Константин Сапко. Это основной доигровщик команды Ленского района. Восьмой номер, основной связующий команды Ленского района Дамир Гугенфельд. Василий Тумфали, основной доигровщик команды города Якутска. Чемпион, он является чемпионом 7-х спортивных игр народов Якутии, которые были проведены в селе Намсы в 2019 году. Владимир Сидоров, основной тоже доигровщик команды города Якутска. Игрок номер 4 Максим Кондратьев, основной доигровщик сборной команды Ленского района. Это Анатолий Татаев, номер 11, центральный блокирующий города Якутска. Номер 3 Никита Иванов, центральный блокирующий сборной команды Ленского района. Это Иннокентий Артамонов, основной либеро, первый либеро команды города Якутска. Гаврила Хлопков, первый номер, команда города Якутска. Нас ждет захватывающая игра. Команда города Якутска является чемпионом республики 2022 года.
Команда Ленского района, серебряный призер спортивных игр народов Якутии, которые были проведены в 2010 году в городе Алекминске. Обе команды встречались в 2001 году на чемпионате Республики Саха-Якутия. В той игре город Якутск занял 3-е место, Ленский район 4-е место. И на последнем чемпионате республики в 2022 году Ленский район является бронзовым призером данного чемпионата. Выиграла тогда, в апреле месяце, эта команда выиграла команду Алекминского района. Так что обе команды входят в пятерку лучших команд республики. Я просто говорю то, что мы прерываемся на рекламу. Уборка отнимает много времени. Вам нужно множество чистящих средств, и даже самые токсичные химикаты не работают. Избавьтесь от грязи, жира и вредоносных бактерий раз и навсегда. Представляем вам средство для уборки «Кратер», которое заменит вам сразу десяток дорогостоящих средств. Используйте его для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал. Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. Распылите пену и протрите, и все снова выглядит как новое. Даже самая застарелая грязь удаляется с поверхности мгновенно. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов. Поверхностно-активные вещества премиум-класса придают невероятный блеск. С мощной пеной ваш дом засверкает чистотой. «Кратер» — экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средство для уборки «Кратер» всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то в подарок получите очиститель для кухни, очиститель для сантехники и пенообразователь. Такого набора хватит на целый год. Забудьте об изнурительной многочасовой уборке. Цепкая пена, удерживаясь на поверхностях, легко расщепляет застаревшие загрязнения, копоть и жир, нагар, масляные пятна и известковые отложения. Концентрация активных веществ премиум-класса позволяет справиться даже с въевшейся ржавчиной и сложными пятнами на одежде, мебели и коврах. Пена начинает работать сразу после распыления. Она охватывает большую поверхность по сравнению с обычным средством. Мощная формула очищает без лишних усилий. Просто распылите пену, оставьте на 30 секунд и сполосните чистой водой. Благодаря плотной текстуре пена экономично распределяется по поверхности, размягчает засохшую грязь, растворяет и смывает без следа масляные загрязнения, копоть и жир. Используйте набор концентрированных средств для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов.
Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. Кратер. Экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средство для уборки Кратер всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу... Уборка отнимает много времени. Вам нужно... Вторую полуфинальную игру соревнования по волейболу среди мужских команд между командами города Якутска и Ленского района. Волейболисты приветствуют друг друга. Сборная команда Ленского района представляет судьи Ленскую бригаду. Второй судья Семен Афанасьев, вторая категория Меганакан Галацкий, Улус. Судьи на линии Геннадий Назаров, город Якутск, Василий Кожуров, город Якутск. Секретарь матча Парасковья Трохимова, вторая категория, город Якутск. Главный судья Анатолий Тимирзанский, первая категория, город Якутск. Представляется стартовый состав команды города Якутска. Номер 1 Гаврила Хлопков. Номер 5 Семен Слепцов. Номер 7 Василий Тумфали. Номер 8 Егор Глухарев. Капитан команды номер 10 Владимир Сидоров. Номер 11 Анатолий Татаев. Либеро номер 12 Михаил Семенов. Главный тренер Пестряков Петр. Представили стартовый состав сборной команды города Якутска. Района. Номер 3 Никита Иванов. Номер 4 Максим Кондратьев. Номер 8 Дамир Гагенфельд. Номер 9 Антон Рыков. Номер 10 Евгений Черкасский. Номер 11 Максим Арзамаскин. Либеро номер 2 Александр Чекулаев. И номер 7 Константин Шипилов. Главный тренер Клаус Александр. Представили стартовый состав сборной команды Ленского района. Сборная Ленского района не намного младше сборной команды города Якутска. Полуфинальная игра. Выход в финал за выход в финал 8 спортивных игр народов Якутии. Свисток. Гаврила Хлопков на подаче. 9-й номер Антон Рыков приносит своей команде первое очко. Дамир Гогенфельд, связующий команды. Хорошая подача, хороший прием. Анатолий Татаев. Первый темп. 1-1. Выигрывает первое очко для своей команды. Счет становится 1-1. Егор Глухарев, связующий команды города Якутска.
Антон Рыков отыграл мяч. Блок. Дамир Гукенфельд. Один в один закрывает Семена Слепцова. 2-1. Да, высокорослые волейболисты в команде Ленского района. Мощно приложился Максим Кондратьев. Одиночный блок, да. Даже не заметил, что был выставлен блок. Максим Кондратьев. 3-1. В аут улетает мяч после подачи Антона Рыкова. Два-три. Семен Слепцов достает мяч ленские волейболисты. Перекидывание через сетку не получилось. Сейчас уже 3-3. Ошибается Максим Кондратьев. Владимир Сидоров оставляет мяч либера команды Александр Чекулаев. Красивая комбинация в исполнении сборной команды города Якутска. 4-3. Семен Слепцов на чистой сетке зарабатывает очко. Владимир Сидоров пытается подавать. Ошибается Владимир Сидоров. 4-4. Никита Иванов. Не успевает на блок Максим Кондратьев. И счет становится 5-4 в пользу команды. Потерял Никита Иванов своего нападающего. Прыгнул на первый темп. А это уже удар первым темпом Евгения Черкасского. 5-5. Максим Арзамаскин. У него хорошая силовая подача. Если полетит с первого раза, будет грозное оружие. Да, не полетело с первого раза. Силовая подача. Но будем надеяться, что в ходе игры пристреляется Максим Арзамаскин и покажет, на что он способен. 10-й номер Евгений Черкасский выигрывает очко. Да, запоздал, не поверил блок центральный блокирующий города Якутска, то, что будет атака. А здесь в этой игровой ситуации город Якутск выигрывает 7-й мяч. Василий Тумфали пробивает блок. Вау, посылает Василий Тумфали мяч. У него тоже очень хорошая силовая подача. 7. Евгений Черкасский на подаче. Владимир Сидоров.
Мяч от блока улетает в аут. 8-7. Команда города Якутска вышла вперед. В аут улетает мяч после удара Максима Арзамаскина. Или зацепил блок. 9-7. Да, аут улетает. 9-7. Владимир Сидоров разбирается с блоком. Блокирующий закрывал линию. Хороший сброс в исполнении Дамира Гугенфельда. 8-10. Показывая то, что будет пасовать, и в самый последний момент скинул мяч на сторону противника. Дамир Гугенфельд тем самым застал защиту сборной команды города Якутска врасплох. А это нападал Владимир Сидоров. Напоролся на блок. 9-10. В аут улетает мяч после блока. 11-9. Нападал Василий Тумфали с задней линии. Закрывают Семена Слепцова. Да, практически без разбега Семен Слепцов нападал. Шел на этот высоченный блок. Грамотно выстрелили ленские, блокирующие свой блок. Антон Рыков. «11-11». Ошибается Анатолий Татаев. Первая подача полетела. При второй подаче ошибается Антон Рыков. Хороший прием. Закрывает Анатолий Татаев Никиту Иванова. 1-1. 12-11. Двенадцатое очко зарабатывает Максим Арзамаскин. На блок напоролся Василий Тумфали. 13-13. И команда сборной, команда Ленского района сравнивает счет в первой партии. Простая подача у Никиты Иванова. Атака со второй зоны.
Анатолий Татаев. Да, не разобрались здесь ни блокирующие, ни защитники сборной города Якутска. Просто подарили очко команде Ленского района. Не летит вторая подача подряд у Максима Арзамаскина. (15-14). Перебрасывает аккуратно мяч Максим Кондратьев. Да, чересчур был отведенный мяч для него. 15-15. От него ждем тоже силовую подачу. Хорошая силовая. Но справились якутские ребята с приемом. Не ошибается. Василий Тумфали. Да, прав судья. Было касание сетки. 16-15. Ну, при одиночном блоке справляется Владимир Сидоров. И 17 очко зарабатывает команда города Якутска. 17-15. И при счете 15-17 тайм-аут берет команда Ленского района. Понимаешь, это мы Женя спросим, почему он не прыгнул на первый темп. А твой, блин, без блока ухуяривает. Аркадий Ефремов, первый судья данной встречи. Василий Тумфали продолжает подавать. Ошибается Василий Тумфали после перерыва. 16-17. 16-17. Евгений Черкасский. Гаврила Хлопков. Не успевает накрывать мяч. Мяч улетел в аут. 17-17. Заблокировали Василия Тумфали в третьей зоне. — 18-17. Команда Ленского района выходит вперед. 18-е очко сборной команде дарит Евгений Черкасский. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 1 Гаврила Хлопкова на площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Петр Андреев заменил Гаврила Хлопкова и вышел на подачу. Вчера тоже Петр Андреев выходил на игру. Антон Рыков, заводила и лидер команды Ленского района. 19-летний волейболист, 1,95 м.
плотного телосложения волейболист. Перехитрил Егор Глухарев либера команды 19-19. Ленского улуса, Ленского района. Антон Рыков приносит еще одно очко для своей команды. И счет становится 20-19. Игра чередуется сильными акцентированными ударами и сбросами. Ошибку фиксирует судья. 20-20. 20-20. Да, был перелетающий мяч. Пасовал Дамир Гугенфельд. Ну и допустил ошибку. Хороший прием. Да, разорвали блок ленские волейболисты. Не успел пристроиться к блоку и перенести руки Анатолий Татаев. Хороший, мощный удар в исполнении Семена Слепцова. «21-21». Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 11 Анатолия Татаева на площадку выходит игрок номер 9 Виталий Голков. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 4 на площадку вернулся игрок номер 1 Гаврила Хлопков. Также проведена обратная замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 1 на площадку вернулся игрок номер 4 Гаврила Хлопков. Подача от Голокова. Не сработал блокаут. Максим Гугенфельд, Максим Арзамаскин. Выигрывает 22 очко Владимир Сидоров, подключившись с задней линии. 22 очко пайп сыграла команда города Якутска. Виталий Голоков на подаче. Будет простой переброс. Блокаут. Максим Кондратьев отыгрывает мяч. Района вместо игрока номер 4 Максима Кондратьева на площадку выходит игрок номер 6 Николай Федоренко. На площадку выходит Николай Федоренко, игрок номер 6. Заменил он игрока по номерам 4 Максима Кондратьева. Николай Федоренко уже основной доигровщик. Пробивает одиночный блок Семен Слепцов. 23-24. Обратная замена. Выходит Федоренко. Возвращается на площадку Максим Кондратьев. Семен Слепцов подает. Справляется с приемом. Остается мяч в игре. И еще раз подключается со второй линии Максим Арзамаскин. Хорошо сыграл в защите либера команды города Якутска. И еще раз через Максима Кондратьева. Да, неразбериха на площадке сборной команды города Якутска. И 23-е
Очко зарабатывает команда Ленского района. 23-23. Максим Кондратьев на подаче. У него тоже хорошая силовая. Вот, мощная силовая полетела. Заблокировали Василия Тумфали. 24-23. 23-24. Тайм-аут команды города Якутска. 1 в 1. Давид Гугенфельд заблокировал Василия Тумфали. 24-23 при счете 23-24. Первый тайм-аут берет команда города Якутска. Определились игроки, что будут играть, где что, какой мяч кто ждет. На подаче 4-й номер Максим Кондратьев. 22-летний волейболист. Допускает ошибку Владимир Сидоров. И первая партия за командой города Ленского района. Счет партии 25-23. Команда Ленского района повела в этой встрече со счетом 1-0. Сейчас вашему вниманию продемонстрируют интереснейшие моменты первой партии. Возвращаемся в игру. Начинаем вторую партию. Первая партия осталась за игроками Ленского района. Ну, сейчас посмотрим, какие выводы сделаны по итогам первой партии игроков города Якутска. Счет 0-0. Евгений Черкасский на подаче. Остается мяч в игре. Хорошую защиту демонстрируют игроки команды города Якутска. Антон Рыков пробивает двойной блок.
Команда Ленского района выходит вперед. Очень эмоциональный игрок Антон Рыков. Воспитанник Ленской школы волейбола. Ошибается Семен Слепцов. 2-0. Аут. Улетает мяч после нападающего удара Владимира Сидорова. Да, хорошую комбинацию разыграли волейболисты города Якутска, но, увы, до конечного результата не дошли. Анатолий Татаев. Фирменная комбинация Марита в исполнении Анатолия Татаева. У него в городе Якутске есть свой клуб под названием Марита. 1-3. Егор Глухарев. Простой переброс мяча через сетку. Ну и здесь разбирается с блоком Антон Рыков. И счет уже становится 4-1. Разыгрывающий ленской команды Дамит Гугенфельд. 8-й номер. Мяч улетел в аут. Да. Был перелетающий через сетку мяч. Еле достал Дамир Гугенфельд. 3-4. Ошибка при второй передаче. Среагировали на этот мяч игроки Ленской сборной. Остается мяч в игре. Максим Арзамаскин перебрасывает мяч. Заблокировали Василия Тумфали. 1-1. Разыгрывалась комбинация «Волна». Просчитали данную комбинацию игроки Ленского района. Антон Рыков. Сетку подает Антон Рыков. Счет 4-5. При таком счете команда Якутска подает. Анатолий Татаев. Простая подача. Мощнейший удар в исполнении Максима Арзамаскина. Доводка в исполнении. Ну и вот он. Немного отведенный мяч для Максима Кондратьева. Хороший прием. И снова Максим Кондратьев. Но на этот раз мяч уже не возвращается. Никита Иванов на подаче центральный блокирующий. Ошибается Никита Иванов. До этого он в первой партии подавал простые подачи. А здесь начал рисковать. И мяч улетел в аут. Семен Слепцов. Хороший прием. Крайс. Площадки попадает
мяч после нападения Максима Арзамаскина. Аут, улетает мяч. Счет 7-7. Василий Тумфалей. Трос смягчает скорость мяча. Остается мяч в игре. Василий Тумфалей. Отыграли в защите. Подключается с задней линии игрок Максим Арзамаскин. К сожалению, ошибается. Мяч улетает в аут после его атаки. Это метровый аут. 8-7. Команда города Якутска выходит вперед. Успевает на этот мяч Дамир Гагенфельд. И снова ошибается Максим Арзамаскин. И счет становится уже 9-7. Хороший прием. Максим Кондратьев. 8-9. Да, мяч прошел между рук блокирующих. Аут. Улетает мяч. Разрыв в 2 очка сохраняется. 10-8. Во второй партии. И счет на табло 10-8. Подает Гаврила Хлопков. Среагировали на сложный мяч в защите игроки команды Якутска. Да, не смог оставить мяч Семен Слепцов. Хотя стоял ровно по линии. Мяч от его рук улетел в аут. Да. Ошибка при подаче. 11-9. Егор Глухарев продает. Блок города Якутска выигрывает 12 очко. Один в один закрывает Семен Слепцов. Заработал первый темп в исполнении Никиты Иванова. 10-12. Обе команды демонстрируют силовой волейбол. Ленская сборная готовит атаку. Закрывают очередной раз Максима Арзамаскина. И 13 очко зарабатывает команда города Якутска. Это уже блок в исполнении Владимира Сидорова. Антон Рыков сокращает разрыв в счете. 11-13. 11-13. В поле площадку попадает Василий Тумфали. Максим Арзамаскин
На этот раз 12-14. пробивает точно в площадку, добивает мяч до полу. Никита Иванов. Очередная ошибка у Никиты Иванова на подаче. До этого мы помним, он хотел подать силовую. И сейчас снова ошибка. Да, сложный был мяч после защитных действий. Мяч прилетел прямо в сетку. При счете 12-16 берет команда Ленского района. Разбор второй партии. Седьмой номер — это Константин Щепилов, самый возрастной игрок в сборной команде Ленского района. Симон Слепцов. И снова не справляется с приемом Александр Чекулаев. До этого тоже, до перерыва тоже принимал Александр Чекулаев. Ошибается 18-12. Максим Арзамаскин. Высокий прием. После мощного удара Максима Кондратьева мяч улетает в аут. Не смогли оставить мяч в игре игроки сборной команды города Якутска. 13-18. Вау. Улетел мяч после атаки Василия Тумфали. Хотя вроде бы нападал на чистой сетке. Не смог смягчить мяч, посланный Максимом Арзамаскиным Владимир Сидоров. Обмен любезностями, либо обмен мощными ударами с обоих сторон. 18-16. Тайм-аут команды города Якутска. При счете 16-18 тайм-аут берет команда города Якутска. Максим Арзамаскин, 11 номер, доигровщик сборной команды Ленского района.
Готов подать очередную силовую подачу. Ошибается Максим Арзамаскин. 19-16. Василий Тумфали. Не стал рисковать Василий Тумфали. Максим Кондратьев. 17-19. На одиночном блоке отрабатывает 17 очко. И сам идет подавать. У него тоже хорошая подача силовая. Мощно полетела. Успевает Егор Глухарев на этот мяч. Очень хитро сыграл Владимир Сидоров. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Петр Андреев выходит на подачу. Ошибается, к сожалению, Петр Андреев. 18-20. 18-20. Одиночный блок не справляется с Владимиром Сидоровым. 21-18. 21-18. Но в этом эпизоде Анатолий Татаев поднял аж двойной блок. Егор Глухарев ошибается. Остается мяч в игре. Максим Арзамаскин. Находит брешь в блоке Владимир Сидоров. — 22-19. Да, большое расстояние оставлено между блоком у ленской команды. Антон Рыков выигрывает 20-е очко. Вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 12 Константин Савко. Выходит на площадку 12-й номер Константин Сапко. От блока мяч улетает в аут. Замена в команде Ленского района. Вместо игрока 12 вернулся игрок номер 11. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 4 на площадку Обратная вернулся замена игрок сборной номер команды 1 Ленского Гаврила района. Хлопков. Такая же обратная замена в сборной команде города Якутска. Возвращается Гаврила Хлопков. А в команде Ленского района вернулся Максим Сапко, Максим Арзамаскин. Арзамаский. Да, не успевает на постановку блока. 20-24. Тайм-аут Арзамаскин. команды Ленского района. Первый сетбол у команды города Якутска. И при счете 20-24 берет перерыв сборная команда Ленского района.
Первый сетбол у команды города Якутска. И на подаче Анатолий Татаев. Хороший прием. Максим Кондратьев выигрывает 21 очко. 21-24. 21-24. Заблокировали Семена Слепцова. 22-24. 1 в 1. Максим Кондратьев. Пятое очко своей команде проносит Василий Тумфали. Вторую партию со счетом 25-22. Вторая партия команда заканчивается города Якутска. в пользу команды города Якутска. Счет в партиях 1-1. В резерве у сборной города Ленского района еще два хороших игрока. Это 6-й номер Николай Федоренко и Константин Сапко. Третья партия 0-0. Антон Рыков. Мяч улетает в аут. Не попадает по мячу Антон Рыков. Владимир Сидоров. Гаврила Хлопков подает. Антон Рыков пробивает блокаут. 1-2. 1-2. Дамир Гугенфельд подает. Хороший прием. Закрывает Анатолия Татаева. Никита Иванов закрывает Анатолия Татаева. Дуэль центральных блокирующих.
3-2. Аут. Улетает мяч. Егор Глухарев. Ошибается Максим Арзамаскин. Егор Глухарев продолжает подавать. Василий Донфали. Егор Глухарев вовремя подключает своего нападающего к атаке. 2-5. Тайм-аут команду Ленского При счете района. 2-5 берет команда Ленского района. Напомню, что первый финалист Всю дорогу ты там ставил двойки. Ленского района. Команда Люкманского района ждет победителя данной встречи. Мощно пробивает Антон Рыков. Там практически тройной блок. Да, тройной блок поднимался над сеткой. Комбинация, которая приносит очков команде города Якутска. 6-3. Волну практически сыграли игроки сборной команды города Якутска. Завоевали и выиграли 6-е очко. Ошибку зафиксировал судья. Задержка мяча. Да, тоже ошибка в защитных действиях игроков сборной команды города Якутска. Анатолий Татаев закрывает Анатолия Татаева. Не получилось. Атаковал за головой. Вовремя оказался Евгений Черкасский. 5-7. Не успевает центральный блокирующий. 8-5. Василий Тумфали атакует в одиночном блоке. И выигрывает 8-е очко. Анатолий Татаев. Прием. Закрывают Максима Кондратьева. Еще раз закрывает Максима Кондратьева. Перевод на Максима Арзамаскина. Хорошая защита у Антона Рыкова. Еще раз Максим Арзамаскин. Семен Слепцов. Мяч остается в игре. Василий Тумфали. К сожалению, Василий Тумфали ошибается. 6-8. Да, попадает в трос. Напряженный эпизод или игровой отрезок. 6-8.
Не справляется с приемом Иннокентий Артамонов, либеро команды города Якутска. Да. Семь, 8. Хороший удар. Не успел смягчить Антон Рыков мяч. И мяч улетает в аут. Семен Слепцов. К сожалению, не попадает в площадку 8-9. Владимир Сидоров. И счет уже становится 8-9. Максим Кондратьев на подаче. Силовая подача. В сетку попадает Максим Кондратьев. А так приложился очень здорово. 10-8. 10-8. Счет в третьей партии. Василий Тумфалей готов. Силовая подача тоже у него. Максим Рыков. Антон Рыков. Владимир Сидоров. Поле показывает линейный судья. Аут. Евгений Черкасскин выигрывает воздушную дуэль Владимир Сидоров. 12-9. 12-9. Команда города Якутска ведет. Заблокировали Никиту Иванова. Ждали эту передачу. 13-9. 13-9. На двойной блок вывел связующий команда Ленского района своего центрального нападающего. Но в этом моменте неразбериха. 9-14. Тайм-аут команды 9-14. Ленского района. Тайм-аут берет команда На матче Ленского присутствует района. министр физической культуры и спорта Республики Саха-Якутии Леонид Николаевич Спиридонов. Они уже все... Четырнадцать 9. 14-9. Третья партия. Антон Рыков забивает мяч. 10-14. В команде Ленского района вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 12 Константин Сапко. Вместо Максима Арзамаскина на площадку вышел Константин Сапко.
Сидорова. Счет 15-10. Улетает в аут от рук Александра Чекулаева. 16-10. 16-10. Разрыв потихоньку увеличивается. Аккуратно и надежно нападает Антон Рыков. 11-16. Ошибается Егор Глухарев. Скользнул мяч между пальцев рук. 12-16. 12-16. Ошибается Анатолий Татаев. Еще тоже становится 13-16. Не стали уже рисковать на подаче ленские волейболисты. Планер подают. Блокаут. Не успевают на атакующий удар Владимира Сидорова блокирующие. Мяч попадает улетает в аут. Хороший нападающий удар. Егор Глухарев отлично сыграл в защите. Оставляет мяч в игре. Еще раз скидка. Анатолий Татаев ошибается. 14-17. При второй передаче. 14-17. Выигрывает в блоке Евгений Черкасский. Продавливает Константин Сапко. Семена Слепцова на блоке. 15, и сокращает. Да, и Семен Слепцов шел одной рукой. Ну а Сапко Константин всем весом продавил и выиграл 16 очко. 15 очко. Хороший открытый волейбол. На радость зрителям. Ну и сами ребята тайм-аут команды города получают Якутска. удовлетворение от своей игры. И при счете 17-16 тайм-аут берет команда города Якутска. Никита Иванов 16-17. готовится к подаче. 16-17. В поле попадает мяч. После отскочивший от блока мяч переходит на сторону игроков сборной города Ленска. 17-17. 17-17.
Василий Тумфали выигрывает 18-е очко. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 11 Анатолия Татаева на площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Замена в команде города Якутска. Вышел на подачу игрок номер 4 Петр Андреев. Он заменил Анатолия Татаева. В аут подает Петр Андреев. Константин Сапко заступает за лицевую линию. 19-18. 19-18. Евгений Черкасский не поверил центральный блокирующий Гаврила Хлопков. И то, что будет подключаться первый темп, поэтому поднялся с опозданием. Мяч пролетел над блоком. Максим Иванов. Силовая. Летит, справляется Иннокентий Артамонов. Мяч отлетает от блока. Константин Сапко не успевает поднять этот мяч. 20, и счет становится 20-19. Василий Тумфали на подаче. Хороший прием. Сетка. Да, Антон Рыков хотел просто-напросто отыграться от блока, но игрок сборной команды 20. Егор Глухарев зацепил сетку. 20-20. Простая подача. Мяч остается в игре. Блок. Да, не успевает на этот мяч Евгений Черкасский. Замена в команде Потерял города мяч Якутска. Антон Вместо Рыков. игрока номер 4 на площадку 21-20. Анатолий Татаев. Возвращается на площадку Анатолий Татаев. Прием. Константин Сапко. В хорошем прыжке Василий Тумфали оставляет мяч в игре. Антон Рыков пробивает блок. Блок-аут. Счет становится 21-21. 21-21. Очень напряженная, интересная концовка. Марита! Мощная Марита в исполнении Анатолия Татаева. И прямо перед носом ныряет мяч. После подачи Егора Глухарева. Еще становится 23-21. Константин Сапко разбирается с одиночным блоком. 22-23. Здесь практически не успевает центральный блокирующий переместиться к краю сетки.
Очень быстрые передачи. На края сетки бросают связующие. Мяч остается в игре. «24-22». 24-22. Первый сетбол у команды города Якутска. Успевает этот мяч либеро команды Ленского района. Да. 25-е очко выигрывает команда города Якутска. Вторую партию со счетом 25-22 выиграла команда города Якутска. В третьей партии счет в партиях 2-1 в пользу команды города Якутска. Сборная команда Ленского района более-менее начала отыгрываться после выхода на замену Константина Сапко. Четвертая партия. Встречи между командами Ленского района и города Якутска. На подаче Павел Глухарев. Счет партии 1-0. Очко выигрывает Антон Рыков. И делает счет 1-1. Дамир Губенфельд. Аут. Улетает мяч. Не справляется с приемом либеро команда Ленского района. Василий Тумфали. Мяч после блока задевает Василия Тумфали. 2-2. В 1-1 разбирается
Константин Сапко на блоке. 3-2. Антон Рыков на подаче. Ошибается Максим Кондратьев. Был хороший, мощный удар. Задевают сетку. 3-3. Анатолий Татаев. Вау. В исполнении Максима Татаева, Максима Кондратьева. «4-3». Город Якутск вырывается вперед. Сапко Константин находит на площадке свободное место и укладывает мяч. 4-4. Даже не среагировали на прострел Гаврилом Хлопкова. Константин Сапко накатывает за блок. 5-5. Прием. Семен Слепцов. Антон Рыков. Владимир Сидоров. Блок аут. Ошибается Евгений Черкасский. 7-5. 7-5 счет. Да, очень низкий по высоте мяч. Ошибается Василий Тумфали. Замену в команде Ленинского района вместо игрока номер 4 на площадке выходит игрок номер 6 Николай Федоренко. Выходит на площадку игрок номер 6 Николай Федоренко. Заменил он игрока под номером 4 Максима Кондратьева. Блок закрывает Владимира Сидорова. Николай Сидоренко подает. Ошибается Василий Тумфали, подключаясь с задней линии. 2 тайбрейка. Брейковых мяча выигрывает команда Ленска. «8-8». После удара Владимира Сидорова. Аут. Улетает мяч. «9-8». Проваливается мяч между блоком и сеткой. 9-9. Одиночный блок.
Странно, что не пристраивается на блоке Никита Иванов, хотя атакует основной игрок. Но в этой ситуации Семен Слепцов. (10-9). Якутск вышел вперед. Не справляется с приемом Николай Федоренко. (11-9). Город Якутск начинает набирать очки. Антон Рыков. 10-11. Мощный удар по переходящему мячу. Бьет Константин Сапко. 12-й номер. Счет уже стал 11-11. Промахнулся Никита Иванов. Не смог подбить мяч, отлетевший от сетки, да. Константин Сапко с большей степени связующий командой Ленского 12-12. района использует только края. Одиночный блок. Не справляется с Василием Томфали. И счет уже становится 13-12. Четвертая партия ровная для обоих команд. Одиночный блок. Константин Сапко. Прямо над блоком пролетает мяч. Попадает практически под линию. Да, мяч пролетел над Василием Томфали. Оставляет мяч Антон Рыков. (14-13). 14-13. После удара Семена Слепцова. Успели подстраховать своих блокирующих. А здесь ставит точку Константин Сапко. 14-14. Мощно пробил Василий Томфали. 15-14. Не заметил даже, что был выставлен блок. Смеется Константин Сапко. Прием. Аут. Улетает мяч после сильного удара Николая Федоренко. 15-15. 15-15. Очко в очко идут команды.
Блок. Не успевает постраховать своих блокирующих Егор Глухарев. И счет становится уже 16-15 в пользу команды Ленского района. Блок отработал. Двойной блок отработал на атаку Владимира Сидорова. И +2 уже у Ленского района. Николай Федоренко на подаче. Хорошая планирующая подача. Неожиданно Егор Глухарев сбрасывает в пятую зону. И выигрывает 16 очко. 16-17. Поле. Попадает мяч. 17-17. Не разобрались Замена в команде Ленского игроки района. Ленского Вместо игрока номер 6 на района. площадку выходит игрок номер 4 Максим Кондратьев. Возвращается на площадку Максим Кондратьев. Игрок номер 4. Ну и в этой ситуации говорил Хлопков. 18-17. Посылает мяч в аут. 18-17. Ленский район выходит вперед. И снова играет Мариту Анатолий Татаев со своим связующим. И выигрывает очередное очко. Пока не могут пристроиться данной комбинации игроки Ленского района. Подстраховали своего нападающего. Василий Тумфали. Константин Сапко. Владимир Сидоров. Попадает мяч в край сетки, в край площадки. 19 очко выигрывает команда города Якутска. 19-18. И выходит вперед. Прием. Видел, куда нужно бить Антон Рыков. Не стал напрягаться. Просто акцентированный удар. И счет уже стал 19-19. Начинается концовка четвертой партии. Растерялись в этой ситуации Владимир Сидоров и Иннокентий Артамонов. 20-19. Понадеялись друг на друга. 20-19. Успел смахнуть мяч Анатолий Татаев. 20-20. Максим Кондратьев не успел среагировать на этот мяч. Антон Рыков. 21-20. Подстраховали своего нападающего, блокирующего. Находит брешь в блоке ленских игроков Семен Василий Тумфали. Вместо игрока номер 11 на площадку выходит номер 9 Виталий Голоков. Замена в команде города Якутска. Вышел
Виталий Голоков, номер 9, на подачу. Скидка в исполнении Константина Сапко. А это уже скидка в исполнении Владимира Сидорова. 22-е очко зарабатывает команда города Якутска. 22-21. Затяжной прыжок. — 22-21. Команда города Якутска выходит вперед. И при счете 21-22 тайм-аут берет команда Ленского района. Концовка 4-й партии между командами Ленского района и города Якутска. Второй полуфинальный матч соревнования по волейболу среди мужских команд. Двадцать второе очко выигрывает команда Ленского района. Да, не успевает перебросить руки через сетку Гаврил Хлопков. Мощнейший блок в исполнении игроков Ленского района. 23-22. Никита Иванов. Простая подача в исполнении. Подстраховывают друг друга ленские волейболисты. Не успевает с постановкой блока 23-23. Василий Тумфали. Счет становится 23-23. Оставляет Василий Тумфали отыгрываться от блока. Но в этот раз пробивает двойной блок. 24-е очко зарабатывает команда города Якутска. 24-23. Первый матч-боул. 23-24. Тайм-аут команды Ленского При района. счете 23-24 берет команда Ленского района. Одно очко отделяет сборную команды города Якутска от выхода в финальную часть соревнований. Семен Слепцов на подаче. Успевает на этот мяч либеро команды. Аут. Улетает мяч после нападающего удара Константина Сапко. Со счетом 25-23 команда города Якутска выигрывает в 4-й партии. Счет встречи 3-1. Победу одержала команда города Якутска. Поздравляем волейболистов города Якутска с победой и выходом в финальную часть соревнований. Сборная команда Ленского района будет сражаться за 3-4 место со сборной командой
Амгинского улуса. Представляем вам костюм Мария. Выполненный из стопроцентного хлопка, красивый, удобный и практичный костюм, который займет достойное место в вашем гардеробе. И у нас для вас потрясающая акция. При заказе костюма Мария вы получаете платье из той же коллекции в подарок. Костюм Мария подойдет как в качестве домашней одежды, так и для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. В любой ситуации вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Расширенный размерный ряд от 46 до 72. Такого вы не найдете в обычном магазине. 2 красивых расцветки на выбор – розы и синие цветы. Кофта на молнии дополнена карманами, цветочным принтом и боковыми вставками контрастного цвета, которые создают моделирующий эффект, скрывая недостатки фигуры и делая вас визуально стройнее. А удлиненный рукав выгодно скроет все несовершенства. Удобные брюки с лампасами длиной 7/8 подойдут на любой рост и фигуру, а мягкая резинка идеально сядет на талию любого объема. Звоните и заказывайте невероятно удобный и практичный костюм Мария из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей. И у нас для вас невероятная акция. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то получите потрясающее платье Мария в подарок. Женственное, невероятно удобное и практичное платье сделает ваш домашний образ неотразимым. Но и это еще не все. Позвоните сейчас и узнайте, как получить бесплатную доставку. Торопитесь, предложение ограничено. Костюм Мария не сковывает движений, а мягкая, натуральная, дышащая ткань из стопроцентного хлопка позволит чувствовать себя комфортно в течение всего дня, даже в самый жаркий период. Невероятно удобные брюки и кофта на молнии идеально подойдут на любой тип фигуры, подчеркнут ее достоинства и скроют недостатки. Костюм Мария сочетает в себе привлекательность, выразительность и высочайший уровень комфорта. В нем удобно заниматься домашними делами или погрузиться в любимое хобби, а возможно просто посидеть за чашечкой чая наедине с собой. Натуральная ткань с модным принтом не выцветит и не полиняет со временем даже после множества стирок. Костюм Мария подойдет как в качестве домашней одежды, так и для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. В любой ситуации вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Идеальный костюм на каждый день для самых красивых женщин. Расширенный размерный ряд от 46 до 72. Такого вы не найдете в обычном магазине. И 2 красивых расцветки на выбор – розы и синие цветы. Костюм Мария сочетает в себе привлекательность, выразительность и высочайший уровень комфорта.
Костюм Мария сшит по ГОСТу. При выборе этого костюма вам нужно знать только свой российский размер. Звоните и заказывайте невероятно удобный и практичный костюм Мария из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей. И получите потрясающее платье Мария в подарок. Позвоните сейчас и узнайте, как получить бесплатную доставку. Торопитесь, предложение ограничено.
Bılıttar taqsanlar gülümlü kümüdü saptılar Una gör doydunu üdünen dayanlar Utuyan deniye bardılar Isıyan yanal bıyan Allara sen yıhan istiler Sabırdan sorgandan sabıda kalıyan Acağın namı ham geldiler Gök kolu silerim sıdıyan yanamatan kalılar Göllerim ulara üt kurduk sıvıyan Ayman acap kıya sıttılar Kılıçrak kıdıga akıllı gıyok solan Kıra kıydogunlar sürdüler Göbüğükten erdi berekke anyalan Kömüste hangüne kürdüler Sürer yumatar çıcaktar ardaktan labat bolular Sögeydek minni gestirimdir tılaktar akbara sarsir bulular Onlar ötenler bütenler Üner gök burdukka düştüler Beldedir geğeler tüksülü etenler Geregi dağıyım kötüler İyesir bütünlüğünler kurduktu İyiye çumpurdan imile Etiyahten gereti gegelge ustuktu Kinyetten sikili kirile İyesir bütünlüğünler kurduktu İyiye çumpurdan imile Etiyahten gereti gegelge ustuktu Kinyetten sikili kirile Gümmük gümmüktenler güne ünne bu bugün Günne sastı etenge gelinne etenge Ettirsin mi de bir sahı Ebinne gadu kaytak Elbeni her cılları Kekkelabit doğantak Gümmüge küye gayer Küye rahtara küye reyder Günnah küye gay kallarda Külüm çağım içiydim Gümmüge küye gayer
оннору техатан, иллари гитарам, тапталбин, абылаңин. Илла ду гитарам дали, духаны воскутар ирени. Илlas томигин гитари, сүрәги мәтәрин тухари. Илла гитара, чумбуну кыйдан, аяр купулиранан кынаттан, бу күн сиригери келби чолбун. Иллака гитарам, олоққа мақталбидин. Илла ду гитарам дали, духаны оскутар ирени. Илlas тумигин кыйтари, сүрәги мәтәрин тухари. Ду гитарам дали, духаны воскутар ирени. Илlas тумигин кыйтари, сүрәги мәтәрин тухари. Илла ду гитарам дали, духаны воскутар ирени. Илlas тумигин кыйтари, сүрәги мәтәрин тухари. Minottu bu da
қалдан тоқтар таюк у сақалын алғы мен оттығыдан оппара аяқ тұта ағата қолыңдаңа нәндер қалдан тоқтар
Уважаемые любители волейбола, продолжаем прямую трансляцию соревнований по волейболу среди мужских команд. Пятая игра пятого соревновательного дня между командами Северо-Восточного федерального университета и сборной командой Мегана Кангаласского улуса. Встреча за 7-8 места в турнирной таблице соревнования по волейболу. Представлю судей. Встречи. Первый судья Афанасьев Семен, первая категория, город Якутск. Второй судья Ефремов Аркадий, первая категория, город Якутск. Секретарь встречи Слепцова Саина, Мегана Кангаласский улус. Номер 12 Джолустан Варламов, капитан команды. Номер 3 Иннокентий Андреев, либеро команды. Главный тренер Аял Аргунов. Приглашается стартовый состав команды Северо-Восточного федерального университета. Номер 1 Эркин Киров, капитан команды. Номер 4 Айтал Алексеев. Номер 7 Андрей Меликянов. Номер 8 Алексей Устинов. Номер 16 Аян Сыромятников. Номер 17 Сергей Петчитов. Номер 22 Константин Андреев, либеро команды. Номер 6 Евгений Пермяков, либеро команды. Главный тренер Семен Сабаракин. Представили основные составы сборных команд. Я вот повторюсь, что да, игра за 7-8 места в турнирной таблице. Сборная команда Северо-Восточного федерального университета в синей форме. Сборная команда Мегана Кангаласского улуса в черной форме. Первый судья Семен Афанасьев. 12 номер Джолустан Варламов начинает игру. Первое очко выигрывает команда Мегана Кангаласского улуса. 1-0. 10 номер Алексей Сипелев выигрывает верховую дуэль на блоке. Андрей Меликянов. Мяч остается в игре. Эргин Киров. Сетку задевает игрок 2-0. университета. Сейчас посмотрим, кто задел сетку. 2-0. Оставляет мяч в игре либеро команда Мегана Кангаласского улуса. Джолустан Варламов подключается с первой зоны. Выигрывает очко. 3-0. Поле попадает мяч. 4-0. Хорошая подача. Сергей Бетчитов заступает линию. 5-0.
5-0. Первый отрезок показывает, кто заряжен играть на победу. Аут. 6-0. 6-0. Прием. Андрей Американов. Блок останавливает атакующий удар Андрея Американова. 7-0. Команда университета осталась без атаки. Сброс. Аут. Улетает мяч после атаки Эркина Кирова. 8-0. Хорошая подача в первую зону. Игнатий Прохоров. 9-0. При счете 0-9. Тайм-аут команды Северо-Восточного федерального университета. И при счете 0-9 берет первый тайм. Первый перерыв. Команда университета. Заступает линию Эркин Киров. Десять 0. 10-й номер забивает мяч. Это Алексей Шепелев. Первое очко зарабатывает Эркин Киров. Андрей Американов подает. Очко зарабатывает команда университета. Эркин Киров. Мощный удар в исполнении Алексея Шепелева с 4-й зоны. 12-2. Блогаут. Улетает мяч. На подачу вышел Аял Аргунов. У него тоже силовая подача. Блок смягчает удар. Сергей Бечитов ошибается в защите.
13-2. Игнатий Прохоров продавливает блок Аяна Сыромятникова. И счет становится 14-2. Разгромный счет в начале первой партии. 13-4. 3-14. Подает Алексей Устинов, связующий команды СФУ. Эркин Киров. Мяч пролетел над блоком. Прыгучий Эркин Киров зарабатывает 4-е очко. 4-14. Вау. Улетает мяч после атаки Егора Винокурова. Аут. 15-5. Игнатий Прохоров, лидер команды Мегина Кангаласского Улуса. В поле попадает мяч. Атаковал Сергей Бечитов. Аян Сыромятников, к сожалению, ошибается. И дарит 16-е очко команде Мегина Кангаласского Улуса. Хорошая подача. Сброс. И очередное очко зарабатывает команда Мегина Кангаласского Улуса. 10-й номер Алексей Шепелев. Хорошая силовая подача. Сергей Бечитов, к сожалению, посылает мяч в аут. 18-6. Неприличный счет для такой опытной команды, как СФУ. «19-6». Ошибается при приеме Эркин Киров. Молодец, 10-й номер. Достают мяч после атаки Эркина Кирова. Да, не рассчитал высоту блока Егор Винокуров. Да, а это уже Эркин Киров на подаче. Андрей Мерикянов.
блокирует переходящий мяч. Восемь 19. Эйс в исполнении Эркины Кирова. 9-19. Разрыв. 10-очковый разрыв сохраняется. Третья подряд подача летит у Эркины Кирова. Разобрались центральные нападающие, связующие команду университета. И 20-е очко выигрывает команда Мегина Кангаласского Улуса. К сожалению, в аут улетает мяч после подачи Егора Винокурова. 10-20. Сергей Бечитов. Оставляет мяч. Да, ошибается Егор Винокуров. 11-20. Помешал ему эйс от Сергея Бечитова. И снова ошибается либеро команды Мегина Кангаласского Улуса. Андрей Мерикянов не настроился 21. на игру. Андрей Мерикянов. Восьмой номер Юрий Харитонов. Мегина Кангаласский Улус. Сергей Бечитов оставляет мяч. Восьмой номер, да, к сожалению, в этом эпизоде не справился с уходящим мячом, отскочившим от просто направленным Сергеем Бечитовым в первую зону. Хороший прием. Доводка. Не понял ли друг другу, кому был адресован мяч. Игроки Кангаласской команды. Справляется в защите Иннокентий Андреев. 21. Айтал Алексеев, центральный блокирующий, подает при счете 14-21. Достают мяч игроки команды университета. Оставляет в игре либеро команды. Мощная защита. Могут же играть университетские ребята. Просто не хотят. Выходить на площадку, значит, надо играть. Хороший отрезок в первой партии. Демонстрируют обе команды. Аут. Улетает мяч. Не смог справиться с этим мячом либеро команды Мегина Кангаласского Улуса. Так, интересная. Интересный был игровой отрезок. Заступ у Сергея Бечитова. 22-15. Еще становится 22-15.
Джурустан Варламов. Хорошая подача. Сергей Бекчитов. Заступ средней линии у связующего команды университета. Да, заступил линию. Ошибается Аян 24, Сыромятников. 15. Первый сет был у команды Мегина Кангаласского Улуса. А на подаче Джурустан Варламов. Стабильно отподавался в первой партии Джурустан Варламов. Не смогли закрыть Андрея Марикянова. 24. 16-24, да, тройной блок. Выпрыгивал на атаку Андрея Марикянова. Аут. Первая партия со счетом 20. Первую партию счетом 25-15 выигрывает дружная команда Мегина Кангаласского Улуса. И повела в этой встрече со счетом 1-0. Продолжается встреча между командами Северо-Восточного федерального университета и Мегина Кангаласским Улусом. Первую партию выиграла команда Мегина Кангаласского Улуса. С нежеланием начала команда СВФУ первую партию, но прибавила в концовке партии, начала догонять, но не сумела достичь положительного результата и проиграла первую партию. На подачу вышел Данил Лисачев, замена в команде СВФУ. Прием. Не успел развернуться. 1-0. Игрок под номером 21 Денис Анисимов тоже появился во второй партии
Аял Аргунов. Эркин Киров. Хорошая атака. Исполнение Эркина Кирова. 1-1 счет во второй партии. Хорошо увел мяч от блока. Алексей Устинов. Мощная атака от Егора Винокурова. 2-1. Егор Винокуров задевает сетку. Счет становится 2-1. Блок. 2-2. Отыграл второе очко для команды Мегина Кангаласского улуса. Нападал 9-й номер Сергей Сипцев, тоже вышедший на замену во второй партии. Сергей Бекчитов выигрывает очко. 3-2. Нет, это не Сергей Бекчитов, а Сергей Сипцев, 9-й номер. У них в обоих красные кроссовки. Аут. Улетает после атаки Сергея Сипцева 4-2. мяч. Команда Мегина Кангаласского улуса выходит вперед. Эркин Киров практически прилетел к сетке. 3-4. Третье очко выигрывает команда университета. Денис Анисимов. Сергей Сипцев достает мяч, сброшенный Сергеем Сипцевым. Не успел на этот мяч 4-4. Алексей Шепелев. И счет сравнялся 4-4. Денис Анисимов, 24 года, волейболисту, 1,83 м. Карточку показал первый судья игроку команды университета за лишние разговоры на площадке. Выигрывает Андрей Американов. 5-4. Мяч над сеткой. 5-4. Блок. Блок. Останавливает атаку 10-го номера. Ошибается Эркин Киров. 5-5. Не был готов, он так понял, что к этой передаче.
Алексей Шепелев, 10-й номер. Команда Мегина Кангаласского Улуса ошибается, к сожалению. Мяч улетает. 6, Вау. 5. Ошибается либеро команды. И вторая ошибка. У 8-го номера ведущего команды университета. 6. Ошибка при второй передаче. Аут, показывает линейный судья. 7, 6. Велотекущая игра во второй партии началась. Но временами ребята взрываются. Аут. 8, Улетает мяч 6. после действий Джилустана Варламова. И счет становится 8-6. Аут. Снова улетает мяч. 9, 6. На этот раз Джилустан Варламов обыгрывает блок. 7, 9. 7-9. Андрей Марикянов забивает 10, 7. мяч. «10-7» в пользу команды университета. Сам подает Андрей Марикянов. Хороший удар в исполнении вышедшего на замену 11-го номера Данила Лисачева. Данила Лисачев, 18-летний волейболист, 1,76 м. Молодой парень. Первый тайм-аут берет команда Мегина Кангаласского Улуса. Андрей Марикянов подает после перерыва. Ошибается. 8, 11. Восемь 11. Денис Лисачев оставляет мяч в игре. Волейболисты Мегина Кангаласского Улуса. Еще раз атака через Дениса Лисачева. На этот раз справляются блок. 9, 11. Игнатий Прохоров. Эркин Киров. Поле показывает линейный судья. 12, 9. Эркин Киров подключался с задней линии. Обыграл двойной блок.
выиграл для своей команды очко. Денис Лисачев. Тринадцатое очко выигрывает команда Мигина Кангаласского Улуса. Денис Лисачев продолжает подавать. Блок. 10-13. Посмотрели судьи. Касание блока. Аял Аргунов, лидер команды Мигина Кангаласского Улуса. Отработали. Не успел на этот мяч 21 номер Денис Анисимов. 11-13. 11-13. Переиграл, да, его на блоке Игнатий Прохоров. Ошибается Аял Аргунов. 14-11. 3 очка. Сохраняется разрыв между командами. Алексей Устинов, связующий команды университета. Эркин Киров. 15-11. Ювелирный удар прямо под заднюю линию площадки. Поле показывает линейный судья. 15-11. 16-11. Да, в поле выпадает мяч. Вопросов нет. Эркин 17-е очко Ольги Эркина Кирова. И в целом в команде университета. (17-11). Вторая партия. Несмотря на разберуху, Кангаласская команда оставляет мяч в игре. Чуть-чуть не хватило 18-11. оставить мяч в игре Джолустану Варламову. Прием. Второй номер Егор Винокуров. Игнатий Прохоров выигрывает очко для своей команды. 18.
Эйс в исполнении Геннадия Прохорова. 13 очко приносит для своей команды Геннадий Прохоров. Это последняя игра для обеих команд. 19-13. Завершают игры. После этой игры встречаются команды Намского и Чарапчинского улусов. 20-13. Тоже мы увидим принципиальную игру. Денис Анисимов подавал. Аут, показывает судья. 21-13. И 21 очко зарабатывает команда университета. Ошибка у Алексея Устинова. 14-21. Андрей Марикянов аккуратно перебрасывает мяч за блок. 22-14. Не то, что перебросил, а просто накатил за блок. И выиграл очередное очко. Эркин Киров на подаче. Не полетела подача у Эркина Кирова. 15 очко 15, выигрывает 22. команда Мегина Кангаласского улуса. Андрей Американов. Подключается вторая зона. Сергей Сипцев. Оставляет Сергей Сипцев мяч в игре. Но, к сожалению, ошибается Данила Лисачев. 16-22. Счет становится 16-22. Разбериха между связующим и центральным блокирующим команды университета. 8 номер Юрий Харитонов, молодой перспективный игрок Мегина Кангаласского улуса, выигрывает очко. Юрий Харитонов, 22 года, 1,82 м. И Эркин Киров. Красивый полет 23, над площадкой. И такой же хороший, сильный удар в исполнении Эркина Кирова. Таких бы моментов побольше на волейбольной площадке. Денис Лисачев от блока мяч чуть не улетел в аут. Хороший накат в исполнении Егора Винокурова. 18-23. Достигает цели. Юрий Харитонов на подаче. Хорошая подача. Денис Лисачев. Не поняли друг друга. Денис Лисачев и Алексей Устинов. Двойное касание.
у блокирующего университетской команды. 20-23. Еще раз такой же полет над площадкой осуществила 24. Эркин Киров. И 24 очко зарабатывает команда университета. «24-20». И при таком счете ошибается Андрей Мерикянов. 21-24. Не может настроиться уже, как Андрей Мерикянов, вторую игру. Эркин Киров. Хороший удар в исполнении Алексея Шепелева. 22-24. Таким макаром и Мегино-Кангаласской командой догонит команду университета. К сожалению, ошибается Джулустан Варламов и дарит 25-е очко команде университета. Восточного федерального университета. Начинаем третью партию игры между командами Мегино-Кангаласского улуса и Северо-Восточного федерального университета. Третья партия. Эркин Киров нападает. Сброс от Аяла Аргунова. Блокирует Эркина Кирова.
оставляют мяч в игре. К сожалению, мяч от блока летает в аут. 1-0. Да, за антенной пролетел мяч. Ошибается Джулуштан Варламов. Первую, вторую партию очень надежно подавал. Денис Лисачев. 18-летний волейболист. Мощный удар в исполнении Алексея Шепелева, игрока под номером 10 команда Мегина Кангаласского Улуса. Приносит второе очко. Аял Аргунов на подаче. В поле попадает мяч. Нырнул именно под линию. 3-1. Команда Мегина Кангаласского Улуса, подбадриваемая своими болельщиками, пошла вперед. К сожалению, ошибается Аял Аргунов. 2-3. Постраховал своего блокирующего третий номер. Да. Не смог поднять мяч после отскока блока Денис Анисимов. (4-2). Сергей Бечитов вышел на замену в третьей партии. Аут. Аут, улетает мяч после его атаки. Счет становится 5-2. Аут. Улетает мяч после подачи Игнатия Прохорова. 3-5. Денис Анисимов на подаче. Ошибается игрок номер 17 Владимир 4-5. Горохов. Владимир Горохов вышел на замену в третьей партии. Не успевает на мяч Аял Аргунов. 5-5. 5-5. Потихоньку команда университета догнала команду Мегина Кангаласского Улуса. К сожалению, ошибается Денис Анисимов при подаче. 5. Аут. Улетает мяч. 6-6. Эйс в исполнении Эркина Кирова. При счете 6-7. Тайм-аут команды Мегина Кангаласского Улуса. При счете 6-7 тайм-аут берет команда Мегина Кангаласского Улуса.
Игроки обеих команд играют спокойно, без напряжения, раскованно. Ошибается после перерыва Эркин Киров. Счет становится 7-7. Игра равная. Сергей Лисачев. 8-7. Сергей Бечитов пробивает двойной блок и выигрывает очко. Сергей Бечитов на подаче. Задержка мяча. 8-8. И счет становится 8-8. Для обоих команд тренировочная игра. Можно ошибаться, можно выигрывать мячи. Спокойно, без напряжения отыгрывать, разыгрывать комбинации. Ошибается Данила Лисачев. 9-8. Переступил среднюю линию площадки. 9-8. Вперед вырывается команда Легина Кангаласского Улуса. С места атакует Данил Лисачев. Практически, да, не разбегается Денис Лисачев. Аут. Улетает мяч. 9-9. Заступ линии 10, фиксирует 9. судья у Андрея Американова. Сейчас становится 10-10. Киров. Десять. Поле попадает мяч. 10-10. Эйс в исполнении Данила Лисачева. 11-10. 11 очко зарабатывает команда университета. И выходит вперед. Не успевает на этот мяч Аял Аргунов. Извиняюсь. 11-11. Команды идут очко в очко в третьей партии. Аял Аргунов подает. Эркин Киров в нападении. 10-й номер.
Алексей Шепелев. 12-11. Сейчас мяч касается края блока. 12-11. Поле. Попадает мяч. Тринадцать, 11. На 2 очка команда Мегана Кангаласского Улуса вырывается вперед. К сожалению, аут. Улетает мяч. 12-13. И счет становится уже 12-13. Минимальный разрыв сохраняется. Блок. Аут. Улетает мяч. После 13, нападающего удара 13. Алексея Шепелева. «13-13». Счет сравнялся с третьей партии. Хороший прием. И снова Алексей Шепелев. Эркин Киров. Опыт есть опыт. Эркин Киров зарабатывает 14 очко для своей команды и выводит ее вперед. Практически с колена пасовал связующий. 15-13. 15-13. Низкий прием. Заблокировали Алексея Шепелева. Разыгрался 13. 10-й номер команды Мегана Кангаласского При счете Улуса. 13-16. Тайм-аут команды Мегана Кангаласского Улуса. И при счете 13-16 тайм-аут берет команда Мегана Кангаласского Улуса. Четырнадцать, 16. Семнадцать, 14.
18-14. Пятнадцать 18. 15-18. Ошибается в безобидной ситуации связующая команда университета. Аут. 19-15. В третьей партии увеличилось количество брака при подаче. Эркин Киров. Тоже ошибка при подаче. 16-19. 16-19. 8-й номер Юрий Харитонов. 22-летний молодой волейболист. Сергей Бечитов выигрывает 20, очко. 16. 20-16. Блок-аут. Блок смягчает нападающий удар. Сброс без атаки. Сергей Бечитов, к сожалению, ошибается. 17-20. Разрыв сохраняется. Не подпускают близко к себе волейболисты университета. Блок. Ау! Ошибается Джулуштан Варламов. 21-17. И счет уже становится 21-17. Андрей Мериканов на подаче. Аут. Улетает мяч после нападающего удара 22, Игнатия Прохорова. 22-17. Денис Лисачев. Мяч попадает в площадку. 18-22. После нападающего удара в самый последний момент увернулся от мяча Алексей Устинов. Но мяч попал в площадку. Эркин Киров. Подскальзывается 21-й номер. Игнатий Прохоров пробивает блок. И 19 очко приносит своей команде. Рустам Варламов на подаче. Аут. Улетает мяч после удара Дениса Анисимова. 20-22. Два очка между командами. 23 очко приносит своей команде Денис Анисимов. 20. Замена команде Мегина Кангаласского Луса. Вместо игрока номер 10 на площадку выходит игрок номер 14 Максим Попов.
Игрок под номером 14 Максим Попов выходит на площадку. Вместо игрока номер 10 Алексея Шепелева. Максим Попов, 21-23. 19-летний игрок, 1,92 м. Позавчера отыграл все игры. Сегодня вышел на замену. Дает поиграть своим коллегам. Эйс. 22-23. 22-23. На подаче Аял Аргунов. Не стал рисковать. Аял Аргунов. Мощь Эркина Кирова. В нападении 24 очко. Зарабатывает 22. команда. Практически в 4-й метр попадает Эрчин Киров. Не успел даже среагировать на этот мяч Аял Аргунов. Первый сетбол. Игнатий Прохоров. Эрчин Киров. Мяч остается в игре. Еще раз игра через Эркина Кирова. Заблокировал Эрчима Кирова Игнатий. 23-24. Эркина Кирова Игнатий Прохоров. И счет становится 23-24. Но если будет хороший прием у игроков университета и передача в адрес Эркина Кирова, то есть возможность выиграть данную партию. Да, Эркин Киров нападает, но этот мяч достают игроки Мирина-Кангаласского Улуса. Третья партия со счетом Все равно 25-23. 25-е очко остается за командой университета. Закончилась третья партия. Мы слышим поддержку зрителей волейбольной команды Мекино-Кангаласского Улуса. Сейчас начнется четвертая партия. Она может быть победной для команды
университета. Встреча за 7-8 место. Северо-Восточный федеральный университет и Мегано-Кангаласский Улус. На подаче Данил Лисачев. (0-0). В поле попадает Данил Лисачев. Хорошая подача. Оставляет мяч в игре Эркин Киров. Сам нападает. Еще раз нападение через Эркина Кирова. Один-один. Хороший прием. Не разобрались между собой связующий и Эркин Киров. Тоже остались без нападения. Но не стал долго думая. Эркин Киров зарабатывает очередное очко. (2-1). Алексей Устинов, связующий командой. Аут. Хорошо приложился Юрий Харитонов, но, к сожалению, мяч улетает в аут. (3-1). Закрывают 10-го номера Алексея Шепелева. Аял Аргунов перебивает мяч через сетку. Ошибается Сергей Бечитов. Требует у судьи то, что было касание блока. Алексей Шепелев. Эркин Киров. Блокаут. Улетает мяч. Вышел на замену Айтал Алексеев в 4-й партии. Аут. Ошибается Юрий Харитонов. Молодой игрок команды Мегано-Кангаласского Улуса. (5-2). Вышел на площадку Максим Попов, номер 14. У команды Мегано-Кангаласского Улуса. Айтал Алексеев ошибается.
Практически с подачи выигрывает очко Игнатий Прохоров. И счет становится 4-5. Прием. Андрей Мерикянов. И снова ошибается Андрей Мерикянов. 5-5. Эркин Киров зарабатывает 6-е очко. Целенаправленно нападал Эркин Киров. Оставляет мяч в игре волейболиста университета. Сетка. Сетку фиксирует судья. Да. Данил Лисачев касается сетки. Прием. Атака через Данила Лисачева. Максим Попов подключается с задней линии. Ошибается, не успевает на этот мяч Максим Попов. Аут. 8-6 в пользу команды университета. Не смог перебить через сетку 10-й номер Алексей Шепелев. Аял Аргунов, блокаут. 7-9. Разрыв практически минимальный. В аут улетает мяч. Да, сделает замечание судья то, что Аял Аргунов подает без свистка. Денис Лисачев. Выигрывает 10-е очко Денис Лисачев. Андрей Мерикянов. Подключает с задней линии Максима Попова. Здесь ошибается связующий команду университета. Не разобрались между собой игроки университетской команды. Кому был нацелен этот пас, либо эта передача, известно только Алексею Устинову. Тем временем подает 17-й номер. Ошибается Сергей Бечитов. Я уже говорил, идет
вялотекущая игра. Блокаут. Еще становится 10-10. Эркин Киров до конца играет. Эркин Киров хорошо подготовленный физически волейболист, несмотря на высокий рост, залетает как пушинка, забивает мощным ударом, добивает до пола мячи, зарабатывает необходимые очки для своей команды. Сетка преграждает путь нападающему удару Алексея Шепелева. Ошибается Игнатий Прохоров. Но спасает положение Максим Попов. Выигрывает 11 очков для своей команды. В сетку попадает Джулустан Варламов. Алексей Устинов на подаче при счете 11-13. Хороший прием. Блокирует сброс Сергея Бечитова. Эркин Киров практически неуловим в третьей партии. Ну и вообще в целом встрече Эркин Киров. Что с передней линии, что с задней. Очень интересно было бы посмотреть статистику волейболистов, особенно основных доигровщиков. В сетку попадает Аял Аргунов. В волейбольных командах высокого уровня есть и должность статиста. Разработаны ряд программных обеспечений. Фиксируют все, что можно. И потом анализируют данные, статистические данные. Алексей Устинов на подаче. 15-11 счет четвертой партии. Блок. После блока мяч отскакивает в площадку Мегана Кангаласского Улуса. 16-11. Блокаут. 12-е очко выигрывает Мегана Кангаласская команда.
Между рук Сергея Битчитова пролетел мяч. Ошибается Эркин Киров. 13-16. Алексей Шепелев, 10-й номер. Давно мы не видели в атаке Айтала Алексеева, центрального блокирующего команды университета. Выигрывает Айтал Алексеев очко, идет подавать. Простая подача у него. Блок в исполнении Андрея Мерикянова. И разрыв в счете увеличивается до 5 мячей. Поднимает руку вверх Андрей Мерикянов. Да, не успели на этот мяч защитники команды университета. Игнатий Прохоров, 1-й номер, ведущий игрок Мегано-Кангаласского Улуса, на подаче. Эркин Киров пробивает блок и защиту команды Мегано-Кангаласского Улуса. Не стал рисковать. Простая планирующая подача. Блок в исполнении Андрея Мерикянова. На вход закрыли Аялу Аргунову. Брос. Подстраховали друг друга. Снова сбрасывает мяч за блок Аял Аргунов. Ошибка у игрока команды университета. И на подаче Максим Попов. Счет 15-20. Прием. Денис Лисачев. Блокаут. И 21 очко выигрывает команда университета. Данил Лисачев, извиняюсь. Я сказал Денис. Аяла Аргунова заблокировали. Андрей Мерикянов и Алексей Устинов. — 16-22. Перехитрил защиту 12-й номер Джалустан Варламов.
Эркин Киров подключается с задней линии. Сергей Бечитов. Сетки касается 17-й номер Владимир Горохов. 23 очко выигрывает команда Северо-Восточного федерального университета. Возвращается на переднюю линию Аял Алексеев. Андрей Мериканов на подаче. Чужой мяч фиксирует судья. 17-23. Посмотрим, кто прав. Да, коснулся мяча, находящегося на стороне команды Мегана Кангаласского Улуса. Айтал Алексеев. Даниил Лисачев не смог пробить двойной блок. 18-23. Владимир Горохов. Эркин Киров. Ждут решения судьи. 24 очко выигрывает Эркин Киров и команда университета. Первый матчбол на подаче Даниил Лисачев. Аут. Улетает мяч. 19-24. 19-24. Поле. Мяч попадает в площадку. 20-24. 20-24. Капитан команды Эркин Киров ставит точку в этой партии, в этом матче. Северо-Восточный федеральный университет выиграл со счетом 3-1 в партиях 3-1. Заняла 7-е место. Поздравляем обе команды с достигнутым успехом на 8-х спортивных играх народов Якутии. На этом они завершают соревновательный день, соревнования. После этой игры встреча между командами Намского и Чурапчинского улусов. Борьба за 5-6 место.
Уборка отнимает много времени. Вам нужно множество чистящих средств, и даже самые токсичные химикаты не работают. Избавьтесь от грязи, жира и вредоносных бактерий раз и навсегда. Представляем вам средство для уборки «Кратер», которое заменит вам сразу десяток дорогостоящих средств. Используйте его для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал. Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. Распылите пену и протрите, и все снова выглядит как новое. Даже самая застарелая грязь удаляется с поверхности мгновенно. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов. Поверхностно-активные вещества премиум-класса придают невероятный блеск. С мощной пеной ваш дом засверкает чистотой. «Кратер» – экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средство для уборки «Кратер» всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то в подарок получите очиститель для кухни, очиститель для сантехники и пенообразователь. Такого набора хватит на целый год. Забудьте об изнурительной многочасовой уборке. Цепкая пена, удерживаясь на поверхностях, легко расщепляет застаревшие загрязнения, копоть и жир, нагар, масляные пятна и известковые отложения. Концентрация активных веществ премиум-класса позволяет справиться даже с въевшейся ржавчиной и сложными пятнами на одежде, мебели и коврах. Пена начинает работать сразу после распыления. Она охватывает большую поверхность по сравнению с обычным средством. Мощная формула очищает без лишних усилий. Просто распылите пену, оставьте на 30 секунд и сполосните чистой водой. Благодаря плотной текстуре пена экономично распределяется по поверхности, размягчает засохшую грязь, растворяет и смывает без следа масляные загрязнения, копоть и жир. Используйте набор концентрированных средств для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов. Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. «Кратер» – экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средство для уборки «Кратер» всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то в подарок получите очиститель для кухни, очиститель для сантехники и пенообразователь. Такого набора хватит на целый год. За команду Верхнеуфимского ЛУСа на первом этапе побежит пятикратная чемпионка страны по марафону Сардана Трофимова. Мы вчера видели ее противостояние с Натальей Леонтьевой. На первом этапе Наталья Леонтьева будет бежать за родной Сунтарский ЛУС. И то, что такие звезды всероссийского, даже международного масштаба, несмотря на свой плотный график соревнований и тренировок, нашли возможность приехать в село Барагонцы, и тем самым они дарят нам прекрасную возможность увидеть дух соперничества. Такое патриотическое чувство можно только приветствовать. Девушки молодцы. Также хочу отметить, что за команду города Якутска бежит Осипова Ирина. Она сегодня утром участвовала на марафонском беге, где заняла 2-е место. Да, сегодня в 6 утра спортсмены-марафонцы вышли на забег. Они пробежали 42 километра 195 метров. Да, дан старт шведской эстафеты. Шведской эстафеты. А первым идет Наталья Леонтьева. Она отрывается от своих соперниц. Напоминаем, они бегут 800 метров. Шведская комбинированная эстафета. Первый этап 800 метров, второй этап 400, третий 200 метров и заключительный этап 100 метров. Сейчас идет тактическая борьба. И, скорее всего, после первого круга темп увеличится. Мы видим, что Сардана Трофимова бежит третьей.
Второй бежит Мария Рухлядева, Усалданский улус. Четвертая держится Диана Тартакынова, многоопытная. Котлетка. Как думаете, сможет ли Сардана Трофимова обогнать Наталью Леонтьеву я думаю, на данном этапе? Да, она сделает все от нее зависящее. Ну вот, прямо на наших глазах она обгоняет Рухлядеву Марию. И выходит вперед. Да, конечно, она хочет взять реванш за вчерашнее поражение. И вот Наталья тоже не отстает и не намерена сдавать свои позиции. Идет ожесточенная борьба. Сардана Трофимова прибавляет. За ней идет Наталья Леонтьева, не отстает. И все решится на последних метрах. Да. Осталось 200 метров. Спортсменки выходят на финишную напрямую перед трибунами. Наталья Леонтьева все-таки вырвалась вперед и первой передает эстафетную палочку. Мария Рухлядева обгоняет Наталью Леонтьеву и вырывается вперед. Представительница Усалданского улуса. Да. Вот эта борьба. Да, это неожиданный результат. Сейчас произойдет передача эстафетной палочки. Рухлядева передала палочку Евгении Адамовой. Усалданский. Наталья Леонтьева передает эстафетную палочку Мартыновой Мечие. И Сардана Трофимова передает эстафетную палочку Григорьевой Пелагее. Напоминаем, что Григорьева Пелагея несколько дней назад заняла второе место на 1,5 километра. Да, колонна растянулась. Есть явные лидеры и есть явные аутсайдеры. Да, 400 метров, один круг. Болельщики яростно болеют за свои команды. Адама Евгения отрывается. При поддержке родных трибун, да. Да, сохраняет отрыв. Вот, за третье место идет ожесточенная борьба. Да, Мартынову Мечию обгоняют. Да, сейчас будет передача эстафетной палочки. 200 метров. И эстафетную палочку принимает Бурнашова Уйгулана, Усалданский улус. Усалданский улус находится на первом месте. За ней идет ожесточенная борьба за второе место. Иванова Валентина устремилась за Бурнашовой Уйгуланой. Да, за команду Якутска бежит ветеран Арина Югова. Финишный этап, 100 метров, 4-й этап. Да, только что увидели, что команда Верхневилюйского улуса одержала победу. Да, поздравляем команду Верхневилюйского улуса с победой. Да, команда Верхневилюйского улуса в составе Сарданы Трофимовой, Пелагеи Григорьевой, Валентины Ивановой и Инессы Окладниковой заняли первое место и стали чемпионами. Да, перед трибунами. Да, Сардана Трофимова завоевала 3-ю медаль здесь на спортивных играх. Поздравляем команду Верхневилюйского улуса и болельщиков данного улуса. Да, мы видим, как подруги по команде поздравляют девушек.
Да, вот радость победы, конечно, ничем невозможно, наверное, передать те эмоции, которые сейчас испытывают девушки. Да, Трофимова, Сардана Трофимова, Пелагея Григорьева, Валентина Иванова и Инесса Окладникова. Вот триумфаторы сегодняшнего дня. Они навсегда вошли в историю спорта и вписали свои имена в летопись спорта Якутии. Вот сейчас мы видим повтор. Старта на 800 метров. Мы видим, как с первых метров Наталья Леонтьева вырвалась вперед. Рухлядева Мария вторая. Сардана Трофимова третья. Да, Мария совершила маленькую сенсацию, обогнав на первом этапе двух наших признанных лидеров. Передача эстафетной палочки прошла гладко. Никто палочки свои не выронил. Но опять же хотим поблагодарить наших участников за то, что они не побоялись погодных условий и достойно смогли выступить на данном соревновании. Да. Сейчас в скором времени примут старт мужчины. И здесь нас ждет тоже очень острая и напряженная борьба. Команда Мегана Кангаладского улуса. Тоже эту команду можно назвать Dream Team, команда мечты. На первом этапе побежит Константин Драгунов, чемпион игр на дистанции 800 метров. Егор Терентьев, чемпион игр на дистанции 400 метров. На 200 метров побежит Георгий Шергин, чемпион в тройном прыжке. И завершит этап Игорь Скрябин, рекордсмен данных соревнований по прыжкам в длину. Напомним, что он вчера прыгнул на 7 метров 40 сантиметров, тем самым улучшив свой же рекорд на 9 сантиметров. За команду Амгинского улуса побегут Роман Алексеев, Иван Шергин, Аял Филиппов и Эрлан Шапшиндинов. Кобяйский улус, как нам сказали, снялась с соревнований. Далее побегут команда Ленского улуса, тоже очень сильный состав. Максим Овчаренко, Александр Остапов, Юрий Саенко и Иван Алексеев. Не менее звездный состав у хозяев соревнований. Первым побежит Артур Бурцев, за ним побежит Валентин Иванов. Третий этап Александр Алексеев и последний этап Нюргун Сокольников. У команды Верхнеуильского улуса тоже не менее звездная команда. Первый этап Евгений Ильин, второй Михаил Руфов, третий Айхал Бультясов и четвертый этап Владимир Шелогонов. За команду Черептинского улуса побегут Филипп Собакин, Станислав Варламов, Сергей Собакин и Василий Филиппов. И за команду Северо-Восточного федерального университета побегут Николай Калачиков, Аял Барашков, Ян Захаров и Николай Сутаков. Сборная команда Ленского района. Овчаренко Максим. Пока есть время, мы хотим представить итоги сегодняшнего марафона. Напомню, то, что на старт вышли 30 мужчин и 28 представительниц прекрасного пола. Среди мужчин первым дистанцию завершил Иван Макаров из Якутска. Его время 2 часа 39 минут и 1 десятая. Вторым к финишу пришел Александр Маеда, 2 часа 39 секунд и 5 десятых. Он представляет Алекминский район. И третьим дистанцию завершил Айсен Васильев из Вилюйского улуса. 2 часа 40 минут и 31 секунда. Но, как нам сказали, это предварительные итоги, пока не утверждены. Окончательный итог подведет главная судейская коллегия. Среди женщин первенствовала Алена Татаринова. Она пробежала за 2 часа 52 минуты и 56 секунд. Вторым дистанцию завершила столичная спортсменка Ирина Осипова. 2 часа 55 минут и 27 секунд. И третье место заняла хозяйка соревнований Надежда Гоголева. Второе место. Усалтанский улус. 4:05:04. Третье место. Сборная команда Еревли. 4:05:55. Да, проходящие
соревнования, 8-е игры народов Республики Саха-Якутия проходят при экстремальных климатических условиях. В начале соревнований было плюс 35. Мы все помним, как Артур Бурцев получил тепловой удар из-за жары. А сегодня погода больше похожа на осеннюю. Сильный ветер, дождь. Но несмотря на это, спортсмены и спортсменки вышли на старт. Мы можем только их поблагодарить за то, что они совершили, ну, скажем так, мужество, совершили спортивный подвиг и вышли на беговую дорожку. Вот мы видим то, что эмоции, радость у спортсменок Верхнеуильского улуса безмерна. Результат команды Верхнеуильского улуса 4:02:50. Вот мы видим команду Мегина Кангалавского улуса и Константина Драгунова, который побежит на первом этапе на 800 метров. Как у него желтая майка лидера. Вот рядом стоит представитель Амгинского улуса Роман Алексеев. Далее идет Верхнеуильский улус Евгений Ильин. Вот перед вами Евгений Ильин. Это представитель Чураптинского улуса Филипп Собакин. И команда студентов в первом этапе побежит Николай Калачиков. Вот мы видим еще Артура Бурцева, представителя команды хозяев. Вот представитель Ленского района Максим Овчаренко. Не менее звездный состав собрался на первом этапе. Я думаю, что предстоит ожесточенная борьба. Вот, судья поднял флажок, и сейчас дадут старт. На старт. Старт. Выстрел прозвучал, и спортсмены побежал. Максим Овчаренко. Турбурцев. Да, сейчас идет тактическая борьба, борьба за позицию, позиционная борьба. Восьмерка спортсменов, семерка спортсменов держится плотной группой. Максим Овчаренко прибавляет темп. Да, команда Амгинского улуса атакует, но Константин Драгунов тоже не отстает. О, Максим Овчаренко оторвался метров на 10-20. И представитель Амгинского улуса. Вот Максим Овчаренко идет в лидерах в гордом одиночестве. Замыкает команда с федерального университета. О, Константин Драгунов атакует и вырывается вперед. За ним идет представитель Амгинского улуса Роман Алексеев. Четвертым идет Артур Бурцев. Но да, опыт есть опыт. Да, силы на четвертую обгоняет Константина Драгунова Филипп Собакин. Да. Овчаренко передает Александру Остапову. Чемпион игр Егор Терентьев предпринимает отчаянную попытку догнать своих соперников. Валентин Иванов вырывается вперед, представитель команды Усть-Алданского улуса. Егор Терентьев тоже атакует и выходит на вторую позицию. Идет ожесточенная борьба. Те, у кого остались силы,
Вот представитель Ленского Улуса на 4-ю позицию. Он не рассчитал свои силы, слишком резво стартовал. И вот Георгий Шергин, представитель Мегатонгаласского Улуса, атакует вот за счет своих антропометрических данных более высокого роста. Он вырывается вперед, но команда Амгинского Улуса не сдается. Аял Филиппов выходит вперед. И сейчас будет самое решающее. Игорь Скрябин. Игорь Скрябин отчаянно преследует команду Амгинского Улуса. Поздравляем команду спринтеров Амгинского Улуса, которые придержались правильной тактики, правильной расстановки по этапам и одержали очень важную победу. Вот они. Сборная команда Амгинского Улуса. Да, у себя на родине. И вот они сделали дубль, стали двухкратными чемпионами спортивных игр в эстафетном беге. Да, это поздравим еще раз команду Амгинского Улуса. Роман Алексеев, первый этап. Второй этап Иван Шергин. Третий этап Аял Филиппов. И 4-й этап Эрлан Шамшиддинов. На мой взгляд, большой вклад внес в победу спортсмен, который бежал на 3-м этапе. Аял Филиппов. Вот они пробегают перед трибунами. Сборная команда Мегатонгаласского Улуса в составе Гладунов Константин, Терентьев Егор, Шепкин Георгий. Да, и поздравляем их тренера Дмитрия Наумова. Это очередная победа его воспитанников. И мы видим то, что у Дмитрия Наумова очень хороший... Иванов Валентин, Алексеев Александр и Сокольников Юргон. Сейчас в группе отчета идут все команды. Итак, встречаем сборную команду. Амгинского Улуса. Да, поздравляем еще раз команду Амгинского Улуса. Уз Алданского Улуса, хозяева, как говорится, спартакиады. Борса во рту. Иванов Валентин, Алексей Александр. Да, мы видим повтор. Как вот Максим Овчаренко вырывается вперед. Но, как показало время, он слишком рано резко стартовал. И мы видим, как его обгоняет Константин Драгунов, представитель Мегатонгаласского Улуса, и представитель Амгинского Улуса Роман Алексеев. Идет ожесточенная борьба. Вот идет передача эстафетной палочки. Чуть-чуть не хватило, конечно, для чемпионства Алданского Улуса. И здесь лидерами. представитель Амгинского Улуса обгоняет Остапова Александра из Ленска. Егор Терентьев уходит на 2-ю позицию и передает палочку вторым Георгию Шергину, чемпиону в тройном прыжке. И вот передача последнего этапа. Игорь Скрябин делает отчаянную попытку догнать спринтера из Амгинского Улуса, но ему просто-напросто, кажется, не хватило дистанции. И вот команда Амгинского Улуса, Эрлан Шамшиддинов, финиширует первым и тем самым приносит родному Улусу золотую медаль. Да, напоминаем то, что сегодня среди женщин первенствовала команда Верхневилюйского Улуса в составе Сарданы Трофимовой, Пелагеи Григорьевой, Валентины Ивановой и Инессы Окладниковой. Любители статистики могут записать себе эти данные. А среди мужчин мы видим на экране представителей Амгинского Улуса. Первый этап пробежал Роман Алексеев, 400 метров. Второй этап Иван Шергин. На 200 метров бежал Аял Филиппов. И 100 метров пробежал Эрлан Шамшиддинов.
Уважаемые телезрители, шестая игра завершающего 5-го дня соревнований. Игра по волейболу среди мужских команд. Встречаются команды Намского и Чурапчинского улусов. Представляют судей, обслуживающих данную игру. Первый судья Аркадий Ефремов. Судья первой категории город Якутск. Второй судья Назаров Геннадий. Вторая категория Амгинский улус. Секретарь встречи Терентьева Агафья, город Якутск. Команда Намского улуса в белой футболке, команда Чурапчинского улуса черно-красная форма. Представляют основной состав сборной Чурапчинского улуса. Представляется стартовый состав команды Намского улуса. Номер 1 Никита Бачуров. Номер 5 Семен Васильев. Номер 7 Денис Осетров. Номер 9 Руслан Афанасьев. Номер 10 Павел Абутов, капитан команды. Номер 11 Андриан Григорьев. Либера 22 Берген Иванов. Главный тренер Айсен Жирготов. Представили основной состав Намской команды. Дмитрия Ржакова показали. Тоскул Лавров. Семен Васильев, 5-й номер. Также 5-й номер Игорь Афанасьев. Павел Абутов, 10-й номер. Зал скандирует «Чурапча, Чурапча». Принципиальная игра. Первое очко зарабатывает волейболисты Чурапчинского улуса. 1-0. Дмитрий Ржаков. Второе очко зарабатывает команда Намского улуса. Павел Абутов. Силовая подача. Мощно полетела подача у Павла Абутова. Эйс. Зарабатывает третье очко Павел Абутов. Аут. 2-2. Тоскул Лавров, лидер команды Чурапчинского улуса. Блокаут. Руслан Афанасьев зарабатывает третье очко. Прием.
К сожалению, мяч улетает в аут после атаки Игоря Афанасьева. Бьем. Ошибается Иннокентий Филиппов. Строс попадает мяч. Перебрасывают мяч через сетку игроки Намской команды. Исправляет ошибку своего игрока Вадим Оконечников. Вадим Оконечников, связующий команды Чурапчи. Хорошая подача. Ошибаются связующий и 11-й игрок Андриан Григорьев Намской команды. Да, не успел на этот мяч по высоте Андриан Григорьев. К сожалению, мяч улетает в аут после подачи Вадима Оконечникова. Вчера Вадим Оконечников очень надежно подавал, уверенно. Силовая подача, хорошая комбинация. Вывели своего игрока на пустую сетку. Но это, конечно же, заслуга Вадима Оконечникова. Увидел, где расположен блок. Иннокентий Филиппов, ведущий игрок Чурапчинской команды, центральный блокирующий. Справляется с этим мячом Иннокентий Филиппов. Смеется. Уступает свое место либеро. Первый номер Никита Бачуров. Тоже вчера очень хорошо сыграл Никита Бачуров. И вот свое первое очко зарабатывает Дмитрий Оржаков. Нацеленный на атаку молодой игрок Дима Оржаков, 2003 года, 2-метровый, самый высокий. Поднимают мяч в защите игроки Чурапчинской команды. Подключается с задней линии Никита Бачуров. Мяч улетает в аут. Да, хорошая была комбинация. Не успевал на блок поставить грамотно блок Куску Лавров. И снова ошибаются игроки Намской команды. Это Семен Васильев, тоже молодой 22-летний доигровщик команды Намского Улуса. На подаче Роберт Захаров. Хороший прием от Бергена Иванова. Остается мяч в игре. С места практически атакует 5-й номер. Подключается Кускул Лавров. Подбадривает своих подопечных Кускул Лавров. 7-10. Тайм-аут команды Намского 7-10. Заводится как команда Чурапчинского Улуса.
Молодцы черопчинские волейболисты. Достали мертвый мяч практически. Но, к сожалению, не смогли заблокировать Андриана Григорьева. Андриан Григорьев зарабатывает заслуженное очко. Ошибается либеро команды Валерий Гоголев. Снова атакует на одиночном блоке Игорь Афанасьев. Умело разрывает блок Вадим Оконечников, связующий команды Чоропчи. Аут. Улетает мяч. Поймали на блоке Вадима Оконечникова. Лавров оставляет мяч. Резкий сброс. На этот среагировал Валерий Гоголев. Успевает на этот мяч Вадим Оконечников. И 5-й номер Игорь Афанасьев зарабатывает очко для своей команды. Хороший пас за голову в исполнении Вадима Оконечникова. Глухой блок закрывает Никиту Бочурова. Застоялись игроки намской команды. Мяч попадает в площадку. Ошибается в приеме Денис Осетров. Да, чуть не хватает Денису Осетрову опыта. 18-летний парень, 1,89 м. Блоком закрывают Руслана Афанасьева. Успевает на этот блок Иннокентий Филиппов. Подстраховали друг друга намские волейболисты из Чоропчи. Пас никуда в исполнении Дениса Осетрова. Не поняли друг друга Денис Осетров и Павел Абутов. И счет уже становится 17-11. На площадку вышел Айтал Брызгалов. Блок. Снова блок. Ошибается Руслан Афанасьев. Радостные лица у игроков чоропчинской команды. Сброс.
Тускул Лавров. Данный игровой отрезок ребята из Чурапчинской команды играют как одна единая команда. Хороший прием от Бергена Иванова. Тускул Лавров. Павел Лабутов просто направляет мяч в пятую зону. Закрывают центрального нападающего Чурапчинского Улуса. Возвращается на площадку, немного успокоившись, Денис Осетров, 7-й номер. А на подачу выходит номер 10 Павел Лабутов. Тускул Лавров уже начинает атаковать со второй зоны. Успел подстроиться под центрального блокирующего. 19-20 в пользу команды Чурапчинского Улуса. В аут попадает Никита Бачуров. Не получается с приемом у Бергена Иванова. 21-12. Быстротечная партия. Неправильно прыгнул Никита Филиппов на разыгрывающего, стоящего на второй линии. 13-21. Вышедшего с задней линии. 13-21. Ошибается не вовремя Руслан Афанасьев. Вадим Оконечников. Силовая в его исполнении. Хорошая подача. И тут как тут. Иннокентий Филиппов с поднятой вверх рукой. Показывает пальцем, что выиграл очко. 23-13. И снова блистательно сыграли в защите игроки Чурапчинской команды. 24-13. Контрольный мяч. Не попадает в площадку Вадим Оконечников. Денис Осетров на подаче. Двадцать 25-е очко приносит своей команде Иннокентий Филиппов. Первую партию со счетом 25-14 выиграла команда Чурапчинского Улуса. Со счетом 25-14 первую партию выиграла команда Чурапчинского Улуса. На одном дыхании прошла всю партию, порадовав своих верных болельщиков. Зал до сих пор скандирует «Чурапчи, Чурапчи». Это благодарность болельщиков своей команде по волейболу.
Сборная команда Черепчинского Улуса в черно-красной форме. Сборная команда Намского в белых. Форма, белая форма. Завелись игроки, завелись болельщики Черепчинской команды. Семен Васильев на подаче у намской команды. Счет 0-0. Начало второй партии. Семен Васильев подает. Хороший пас Кускулу Лаврову. Кускул Лавров не подводит своих ребят. Зарабатывает первое очко. Марк Васильев вышел на замену. Марк Васильев во второй партии. Марк Васильев тоже опытный игрок, центральный нападающий, центральный блокирующий. В поле попадает мяч. Не разобрался в данной ситуации Валера Гоголев. Один-один. Молодцы. Чуть не оставили после нападающего удара Марка Васильева мяч в игре. Радостные лица намских волейболистов. Эйс. Второй эйс. 3 подач. Аут. Ошибается Павел Абутов. 2-4. Вадим Наконечников. Хорошая передача. Оставляет мяч в игре. Подключает вторую зону. Тут как тут Игорь Афанасьев. Доволен игрой Игоря Афанасьева Вадим Наконечников. В аут улетает мяч после удара Марка Васильева. Четыре. Не достает мяч Марк Васильев. Опаздывает с прыжком. Эйс! В исполнении Вадима Наконечникова. Очень хорошую игру показывают молодые перспективные игроки Черепчинской команды. Просто радуется душа. Ошибается Вадим Наконечников. Подбадривают его ребята. Вышел, вернулся на переднюю линию Андриан Григорьев.
Марк Васильев подает. Хороший прием. Заблокировал